Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР». Голос Крыма мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдар Муждабаев. Ассаляму алейкум, Гульсум. Ассаляму алейкум. Давайте напомним нашим телезрителям, что на студии работают телефоны на экраны ваших телевизоров. Режиссеры их периодически выводят. +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, высказывайте свою точку зрения относительно ситуации, с которой и проблемой, с которой сегодня столкнулся наш телеканал. Первый крымстарский единственный. Нам важен ваш голос. Мы вещаем в онлайн-режиме, мы работаем в прямом эфире. Наши программы как в онлайн-режиме, так и в записи. Вы можете смотреть на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, ставьте лайк. Телеканал АТР большими буквами латиницей наш адрес. Какие у нас новости, Айдар? Давай для начала поделимся. Новости у нас феерические. Новости, конечно. Такие, как будто с какого-то представления. Такого, знаешь, как репортаж с карнавала. Ну, это, конечно, так, мы уже воспринимаем как карнавал, потому что все новые и новые краски, знаете, как в Бразилии. А сейчас вот с перьями пойдут, а сейчас вот это вот слоны там, да, или кто там. Потому что это все больше напоминает шоу, причем такое шоу какое-то глупое, вот честно. Ну вот давай по пунктам. Вчера впервые с начала марафона «Сейф АТР» к нам включился вице-премьер, министр. Он включился не к нам. Он включился не к Ирине Соколовой, которая у тебя была в гостях. Да, я поясню. Ну ты же знаешь, я поясню зрителям. Значит, мы много раз еще в мирное время, так сказать, до начала вот этого всего просили вице-премьера, министра з питань реинтеграции тимчасово оккупированных территорий, да, вот, включиться к нам в эфир и ответить на наши какие-нибудь вопросы. Ну, там была какая-то программа возрождение крымстатарского языка, еще что-то еще. Но вопросы-то, по ходу, возникали разные, да. И вообще мы считали, что у нас все нормально, и как бы министр человек разумный, и государственник, и так далее, и так далее. Мы были уверены, что после прошлогодней всей истории с АТРом, ну, ничего такого больше не повторится. Там, когда пришло Зеленского вмешаться, скандал и так далее. Ну, думали, вот пришел Алексей Резников, разумный человек такой. Ну, сколько я про него слышал от разных, тоже разумных людей. Вот. Но нет, у меня подозрения еще начались тогда, когда он действительно начал отказываться выходить в эфир, включаться в эфир, отвечать на вопросы. Ну, в моем представлении, министр — это, в общем, человек немного неравный Богу, да, чуть ниже по рангу. Вот. И я не считаю никакого министра украинского правительства выше, чем любого зрителя, находящегося в оккупированном Крыму. Это совершенно точно. И поэтому, так как он не хотел, вот, когда, ну, потом у меня уже вопросы отпали, ну, то есть мне неприятно было просто, раз человек так относится к тем людям, которые смотрят АТР в Крыму и как бы уделяет время тому, чтобы они прекратили смотреть наш канал, да, и занимается этим, как выяснилось, вот, совершая конкретные некоторые шаги, которые иначе расценить невозможно, но у меня не было желания с ним общаться просто, хотя... Вот я говорю, это самое большое мое разочарование. Ну, я не то, чтобы очаровывался, но, по крайней мере, я думал, что иначе. Вот, как, знаешь, как кувалдой ударил, думаю, ничего себе, бывает такое. Ну, ударили. Не первый раз нас кувалдой бьют, в общем, мы достаточно прочные. Да, ну и вот, короче, Янина говорит, села вот, как Гульсум сейчас, и говорит, давай я позвоню, это самое. Я говорю, ну, я тебя об этом просить не буду, потому что мне это, собственно, не надо, потому что для меня это унизительно, когда они выходят в эфир АТР, то есть игнорируют людей, которые в оккупации, а потом, значит, он типа тебе сейчас вот ответит и так далее. Я прямо все сказал, ну, она поняла, о чем я говорю. Да, ну, и впоследствии, как выяснилось, откровенно врут. Да, но она, значит, сказала, я все равно наберу. Я говорю, ну, это твое право, кстати, могут запретить, мы же свободные люди все. Вот. Она вот сидит на месте Гульсума, набирает, и тут Алексей Резников вежливый, благодарит нас за работу, Айдер, спасибо там за работу, все. И, в общем, приятный слой, как будто ничего не было, как будто вот ничего бы и не было. Да, я такой сижу, думаю, господи, товарищ Зеленский, произошла чудовищная ошибка. Наш министр заботливый человек. Мы что-то там перепутали. АТР нормально получит финансирование, свою субсидию ежегодную. Мы, наконец, расплатимся с долгами, сможем плыть дальше, делать для Крыма то, что вы хотите. Владимир Александрович, крымскую платформу медийно, так сказать, сопровождать, показывать Западу, что там происходит, продолжать там в Крым сообщать о ваших победах в деле возвращения Крыма. Вот
как бы я так должен был подумать. Но у меня, как вот у того пожилого и, наверное, уже не очень живого русского этого режиссера, не верю. Вот, ну, не сижу и не верю. Я прямо сказал, что я не верю. Вот. Но в прямой эфир такое дело. Да, можно что угодно сказать. Это же нужно потом проверять. Я же не могу в онлайн все проверять, что там говорится. Потом все проверили. И, ну, одну историю я сразу прям считал просто вот в эфире. Когда, да, Янине еще раз огромное спасибо, потому что если бы не она, я бы звонить не стал. Честно, у меня есть какое-то представление в моей ситуации, о достоинстве меня, моего народа, нет. Если так относитесь, не надо. Ну, она позвонила, окей. Вот. Тут высветилась такая история, что, да, история гениальная. Я не знаю, ты всю можешь рассказать? Можешь все рассказать? Я знаешь, что думаю? Мне кажется, лучше один раз показать, хорошо, чем рассказывать. Давайте послушаем реплику господина Резникова. Продолжим. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окупованій території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує на українською мовою, від Крим Реалії, від громадського... Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсорує? Прошу? А їх не Конгрес США спонсорує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Значит, господин Резников сказал, что к нему есть письменное обращение от Крым Реалии, но сегодня господин Притула, главный редактор Крым Реалии, на своей странице в Facebook написал следующее сообщение, которое я сейчас попрошу наших режиссеров вывести на экраны, и мы можем услышать, что именно написал Владимир Притула. Друзі, колеги, щоб уникнути хибних трактувань і зайвих запитань, як головний редактор Крим Реалії одразу поясню, що редакція Крим Реалії Радіо Свобода не зверталася до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із запитами на фінансування з програми, яка спрямована на підтримку єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Також не плануємо цього робити. Ну вот как-то так получается, Резников соврал. Ну, как-то так не получается. Вот это не сходится. Это, знаете, как это вот дядя, дай сигарет, а если не дам, ну, значит, не получилось. Вот, но такая история. У меня сложные отношения с Владимиром Притулой, вот, давние, сложные и открытые, в общем, публичные, да. У меня есть какие-то вопросы к их реакционной политике давно, я в них публично, что, наверное, делает тоже мне некоторую честь, сообщал и писал. Но здесь я должен отдать должное Владимиру Притуле. И в случае, когда министр Резников говорит, что они подавали заявку на деньги АТР, переведенный в конкурс, а значит, Притула говорит, что нет, я склонен больше верить Владимиру Притуле. И еще и потому, что я немножко знаю американское законодательство в области СМИ. Дело в том, что в Америке, не бывает государственных СМИ. Внутри Соединенных Штатов они запрещены. Ну, не может быть никаких государственных СМИ. Но все государственные СМИ американские, они работают на деньги Конгресса, работают вовне, в интересах правительства Соединенных Штатов. Правительство Соединенных Штатов решило, что в ее интересах иметь свое СМИ. Они сделали от Радио Свободу вот это предприятие, ну, как-то их там структура, да. И Крым Реалии полностью финансируется бюджетом Соединенных Штатов. Полностью. Они 100%, я даже проверять не хотел, они не имеют права в таких конкурсах участвовать. То есть это уголовная статья. Это вот реально уголовное преступление. Просто. То есть если человек, используя там крышу американского американского СМИ вне Америки, еще и где-то там что-то там пытается себе деньги какие-то выиграть, да? Потому что я не говорю по моральную сторону дела, что это субсидия АТР и извращенная таким вот образом в конкурс. Ну, совершенно правильно Притула сказал, это уголовщина. Это американская настоящая уголовщина. Поэтому я сразу не поверил. Но вот Ленур проверил, и Слямов позвонил, потом вот и сразу Владимир сказал, что им придется писать опровержение. Ну вот сейчас об этом Притула говорит. Да. Еще на прошлой неделе председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров говорил нам в этой студии, когда мы вели программу еще с Шевкетом, что обращение
от этих ресурсов к министерству не поступало, а наоборот, министерство обращалось к этим структурам и предлагало свою помощь. Ну, То есть это да. оснований не верить председателю Да. Меджлиса у меня нет. Как Но вот и оснований не верить Резникову, видимо, Да, предостаточно. Алексей, к сожалению, вы нам солгали в эфире канала ЛТР. К сожалению, я вынужден это констатировать. Это вот, пожалуйста. Вот я прошу весь этот кусок наших редакторов вырезать, пусть все посмотрят. Да? Вот. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Ну, просто американская СМИ не может участвовать вообще ни в каких конкурсах. То есть я сразу вам сказал, по-моему, в эфире еще, что это был бы первый случай в истории обозримого человечества, начиная с мамонтов, вот, и еще, наверное, какое-то время вперед, когда из украинского бюджета оказалась помощь бюджета Соединенных Штатов Америки. Вот пока я бы тогда просто, ну не знаю, это восхитительная какая-то история, об этом в Нью-Йорк Таймс надо писать было бы, если бы наше министерство реинтеграции, которое и так дербанит деньги АТР, не хватает ни на что, надо всех поддержать, тут вот как-то всех крымских татар, давайте нам это вот, ну, они немножко потерпят, они терпеливые, они там вообще в депортации были долго. Вот мы другим пока тут поможем, кого соберем, кого обзвоним, да, но, к сожалению, там американцы этого немножко не ценят таких вот событий, они как-то не готовы получать вспомоществование от Министерства реинтеграции оккупированных территорий Украины. Я обратился, кстати, тоже скрывать не буду, я же все говорю как есть. Да. Сейчас сказал, что я буду говорить всю правду. Как Святослав, когда-то князь Киевский. Вот. Кумир мой, детство. Я полководческим искусством увлекался. Вот. Мы не собираемся ничего скрывать о том, что произошло, о том, как вот эти деньги, которые предназначались в бюджете Минфином, были переданы как субсидии, с кодом субсидий на счета министерства, как они потом вдруг превратились в конкурсные деньги на услуги министерства. О чем Резников вчера не сказал. Да, Кстати. ну, сейчас много чего будет, наверное, еще сказано, но просто давайте так точечки расставим в этом прекрасном натюрморте, да, а потом начнем уже чашечки рисовать, фруктики. Вот координатики расставим. Координат стоит в том еще, что, потом обзванивали, как нам говорят разные СМИ, предлагали поконкурировать с телеканалом АТР за нашу бывшую, как им кажется, субсидию, переведенную с одного кода на другой. Да. И как это ни странно, как это, может быть, не вызывало какие-то надежды, но вот в этом помещении, вот вокруг меня, здесь нет идиотов. Вот так получилось, что идиоты к нам на работу не устраиваются. Вот. А все больше люди вменяемые, цельные, честные и любящие факты. Так как мы любим факты, мы их собрали все воедино. Я их изложил. В общем, это текст мой на «Украинской правде». Я фактически его типа писал, но обсуждали и собирали факты для него все вместе, всем коллективом. Наши телеканалы и другие люди нам помогали тоже. Наши коллеги, которые нас сочувствуют и понимают, что такое проукраинская позиция. Я просто хочу порекомендовать нашим зрителям почитать этот сайт «Украинскую правду». Статья называется «Далеко ведущие планы. Как и кто и зачем душит канал АТР». Мы пришли к окончательным выводам. Там вот все это по полочкам разложено. Там есть потрясающее мнение председателя Верховного суда Литвы. Рекомендую его послушать отдельно, да, который просто школу ликбез нашим чиновникам проводит, как надо относиться к такому вещанию, как вещание в изгнании крымско-татарской в период оккупации. Но это уроки в пользу бедных. Я думаю, что этим людям они уже вряд ли впрок пойдут. Но вот все, что там есть, изложено четко, по пунктикам. Прочитайте. Это лонгрид такой, как говорят, длинное чтение. Но там все понятно. Там вся клевета про крымско-татарский канал, что мы там не отчитываемся, что от казначейства имеет там претензий. Это уже так, знаете, после вот Крым Реалии, это уже такая как бы, ну, лукавство второго порядка, это просто в статье мы уже упомянули. Там все просто пронизано вот этим манипуляциями, лукавством. Это несерьезно. Мы сообщили уже об этом и в польский Сейм, и в литовский Сейм, и в Европарламент, и везде. Так что с нами так обращаться, как с папуасами, как я вчера сказал, применил такой оборот, он не понравился министру, но мы правда не папуасы. Мне этот оборот тоже не нравится. И вот не получилось, понимаете? Айдар, давай подключим к нашему эфиру сейчас журналиста Ларису Волошину. Она с нами на прямой связи. Лариса, здравствуйте, витаем вас. Здравствуйте, друзья. Лариса, я вы очень слышали? послушала все, что вы говорите. Да. Да.
Говори, Ларис, а ты не Смотрите, прочитала? половину из... Да, извини, пожалуйста, говори. Я не читала статью, я обязательно ее прочитаю. Мгм. Из того, что я поняла, ну, я примерно пришла к тем же выводам, что это спланированная атака персонально на АТР. То есть тут в данном случае вопрос не в крымских медиа, это вот исключительно план убрать АТР. А за что? Почему? Я услышала от... Знаете, ну, во-первых, любое неконтролируемое СМИ сейчас — это большая такая ересь перед властью. Во-вторых, надо понимать, что стратегическое значение телеканала АТР, оно намного больше, чем некие чиновники и желание распорядиться бюджетами, потому что АТР, по сути, является таким комьюнити-медиа, то есть медиа-сообществом, медиа-громадой. Есть крымско-татарский народ, это его медиа, это не крымская медиа. Вот обратите внимание, что происходит. Пытаются противопоставить украинские и крымские медиа АТР, заставить конкурировать за одни и те же деньги. Хотя абсолютно понятно, что никто из нас, ни Крым Реалии, ни ЮА Суспільне Крым, ни Черноморка не могут давать тот контент и работать для той аудитории, для которой работает АТР. Абсолютно очевидно, что АТР имеет связь обоюдную, между прочим, с оккупированными территориями, с крымско-татарским народом. Люди звонят в эфиры, люди передают информацию, люди комментируют. Из эфиров идет информация понятная людям, о чем идет речь. То есть, в принципе, те программы, которые делаются, те же исторические программы, они делаются о ветеранах крымско-татарского движения, которые известны каждому крымскому татарину и абсолютно неизвестны на материковой части Украины. Это медиа-сообщество. И попробовать заменить это медиа просто невозможно. Но у кого-то блеснула гениальная мысль. Так вот, из того, что я поняла, видя происходя, мне кажется, что было принято решение заменить ЭТР неким государственным крымско-татарским телеканалом. Такое что-то сделать по принципу телеканала «Дождь». Что-то такое, что будет вещать на крымско-татарском языке. Я, кстати, подозреваю, что министерство имеет уже, в общем-то, в принципе, на примете тех, кто бы этим занялся, кто не против этим заняться. То есть авантюристов всегда много. Но суть в том, что помимо того, что АТР является символом. Это все-таки, я еще раз повторяю, это медиа определенной направленности, которую изменить, которую подделать будет невозможно. И в итоге что мы получим? А теперь мы это уже подходим к ответу на вопрос «зачем?». Уничтожение АТР и попытка замены его чем-то. Но это по своему уровню похоже на попытку заменить из помещения АТР, на оборудование АТР голос свободного народа голосом некого оккупационного милета. Ну вот это вот так. То есть фактически люди даже не понимают, что, попытавшись создать имитацию, они нанесут оскорбление. То есть оскорбление народу, который находится на оккупированной территории. Плюс это очень недвусмысленное послание о том, что те, кто не согласился с оккупацией, те, кто оказывает ей сопротивление, что, мол, это глупцы, потому что гораздо безопаснее и счастливее можно жить под пятой у оккупанта. Это послание. И поэтому я думаю, что все, что происходит вокруг телеканала АТР, да, безусловно, в этом участвуют чиновники. Скорее всего, в этом участвуют проходимцы, которые прямо сейчас раздают обещания, что они могут легко заменить АТР на какой-то другой правильный государственный крымско-татарский телеканал. Но Ларис, тут и рус. Ларис, я и могу посоветовать, памперсы пусть поменяют сначала, перед тем, как будут нас на кого-то заменять. Да? Мы не одноразовые изделия. И опять, как люди все судят и говорят, и предполагают, и думают, когда что-то делают, или предполагают только о себе. Значит, себя такими считают, что можно не настоящим что-то заменить. Что крымским татарам можно впарить фейк какой-нибудь, дать погребать
погремушку, бусы, да, сказать этим папуасам, что вот тут кто-то будет вам там на вашем языке что-то там прокудахтывать. Нет, мы народ с великой историей, мы народ с историей в том числе медиа. Мой личный предок дальний, Исмаил Бей Гаспралы, пусть загуглят себе там, да, это один из тех, кто издавал человек первую газету вообще, тюркоязычную, вообще в тюркском мире, да, в российской тогдашней империи. Вот. И некоторые представления о том, что такое пресса, он 40 газет и журналов издавал, да, по нынешним временам это был медиан-холдинг большой, да. Мы отличаем крымские татары, умеем читать, писать на многих языках мира, мы отличаем фейки от ненастоящего. Мы не люди из Папуа-Новой Гвинеи, и наши чиновники это не Миклуха Маклай, да, вот, поэтому свои идеи вот эти насчет замены нам фейками, да, что мы дадим им там вот деревянный автомат, как ребенка, и будут он бегать с ним, нет. Такого не будет никогда. Я всех призываю думать об одном. Если вы объявляете войну крымским татарам, ментальную войну какую-то, вот такую, пропагандистскую, вы прям в зеркало посмотрите и увидите того человека, кто в итоге в этой войне пострадает, кому вы на самом деле объявили войну. Не надо считать нас идиотами, не надо считать нас дураками, беспомощными. Мы умеем защищать свой народ, умеем защищать интересы Украины, умеем защищать интересы крымских татар и других, кстати, граждан Украины, которые все к нам тянутся, потому что видят, что мы настоящие, что мы не фейк, которым можно надуть, там, сдуть в нужный момент, который там будет вяло что-то за какие-то, там, я не знаю, ковришки, будет что-то там подвякивать власти, выполнять какие-то заказы. Мы не на заказ тут работаем. Наш заказчик находится в Крыму. Это человек, который сидит там у телевизора. Это наш заказчик, это правда. Вот и то, что мы на Запад должны показывать хронику преступлений русских, да, и нам в этом никто не помешает. Вот хоть там пусть все изведутся, пусть все исхитрятся. Они думают, что они самые хитрые. Нет, они не самые хитрые, не самые умные. Вот, и есть и поумнее, да. Вот, и у нас все в порядке с интеллектом, со способностями. Лариса, оставайтесь, пожалуйста, с нами на прямой связи, а мы сейчас подключим телефоном народного депутата Украины и «Слуги народа» Евгению Кравчук, которая нас сейчас слышит. Пани Евгения, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Витаю, Евгения. Евгения, для начала, что скажете относительно той ситуации, которая сегодня снова оказался телеканал АТР, первый крымстатарский единство? Я вас трохи погано чую, але з того, що я зрозуміла із запитання, це моє ставлення до ситуації, яка склалася щодо фінансування каналу АТР. Да, для начала, да. Да. Якщо говорити про взагалі фінансування АТР, то це ж вже не перший рік, і ще минулого року це було у відомстві Мінкульту, Міністерства культури та інформаційної політики, і в нашого комітету, бо я є представником комітету гуманітарної та інформаційної політики. Але з 2021 року загалом фінансування мовників, які мовлять в тому числі на окуповану територію, перейшло до Міністерства з питань реінтеграції і відповідно іншого профільного комітету. Тому, на жаль, ми особливо не впливаємо на цю ситуацію всередині, але якщо говорити про напрацювання якоїсь моделі фінансування, то ми, звичайно, готові, як гуманітарний комітет, до цього підключитися, якщо буде потрібна відповідна допомога профільному міністерству. Загалом, філософія фінансування на конкурсній основі, вона не є чимось новим, і я особисто для сфери культури, наприклад, її підтримую. Це створення Українського культурного фонду, Інституту книги, тобто агентств, які фінансують галузь в варіанті грантів на конкурсній основі. І мені здається, що це сама філософія державних грошей має йти в такому напрямку. Це правильно. Але якщо говорити про релевантність, про вагу цього мовника, про кількість глядачів і якусь певну репутацію серед усіх цих мовників, які подалися, то безумовно АТР, на мою думку, мало би претендувати на якісь більшу суму фінансування. Я вважаю, що це недостатня кількість грошей, це якщо не помиляюсь, 50 мільйонів, 50,5 мільйонів загалом на всю, для всіх мовників. Безумовно, цього недостатньо, але ми всі прекрасно розуміємо, в якому форматі верстався бюджет на 2021 рік. Це після ковіду, після пандемії, після секвестру, який ми пережили протягом 2020 року, можливо,
якщо вдасться, то я, безумовно, як депутат підтримую збільшення фінансування цієї статті. Евгения, это Айдер Муждабаев. Селям алейкум. Да, Жень, я там сегодня написал текст большой, я отправил всем депутатам, включая и тебя, отметил там на «Украинской правде», где я подробно разобрал этот вопрос, там все предельно ясно, я прошу и тебя, и твоих коллег, патриотично настроенных людей, просто прочитайте спокойно, там все понятно становится с этой ситуацией, потому что, конечно, это не то, что правильно ты говоришь, там галузь культуры, там другая ситуация. История с АТР — это вопрос политический, это совсем другое, и поэтому не буду пересказывать, просто прошу вас прочитать, и, соответственно, там есть в конце обращение к нашим конкретно народным депутатам, патриотически настроенным, в том числе, когда я это говорил, я имел в виду в том числе и тебя, там, Никиту Потураева, людей, которых я лично знаю и не знаю, из «Слуг народа», и из других фракций. Я вас прошу этот вопрос рассмотреть, потому что вы, наверное, сами уже все понимаете, что что-то там не так. Просто в этой вот тексте я подробно все расписал, там все всем понятно. Спасибо большое, если найдете время. Так, звичайно, я бачила цю статтю, ще не прочитала, але обов'язково її прочитаю, і будь-яка там допомога з боку інформаційного комітету, гуманітарного комітету, ми готові до якихось там консультацій, допомоги колегам, бо я ж кажу, що ще до 1 січня це було у відомстві іншого міністерства. Та я знаю, Жень, я розумію, що це там напряму це зараз не ваша відповідальність, але загалом це відповідальність у всіх депутатів, так? Тобто це ж просто... Тому ми готові до того, щоб якимось чином там своим досвідом допомогти знайти нормальну модель, яка б всіх влаштувала. Да, вот, кстати, пани Евгения, можно ли разработать на законодательном уровне какой-то механизм, который бы гарантировал финансовую помощь телеканалу АТР, чтобы Первый Крымстарский с каждым годом не сталкивался вот с подобной проблемой? Розумієте, в чому питання? Я, хоча я там великим вашим прихильником і симпатиком, але я все-таки звикла назвати речі своїми іменами. Мова йде про фінансування комерційного каналу, тобто приватного каналу. Нет, у нас нет, Женя, нет. Нет, Женя, нет. Ви втратили там... Нет, Евгения. Евгения, пожалуйста. Послушай меня, пожалуйста. Вот я говорю как человек, который лично знает, да? Вот это такая, я понимаю, что ты не специально это делаешь, но само понятие, что мы коммерційный канал, это манипуляция певная, да, она внесет в этих словах уже есть манипуляция. Я ни в чем не обвиняю тебя, да, но просто... у вас приватная власть, правда? У нас вчера, смотри, просто я скажу 3 слова просто. У нас вчера глава Конституционного суда Литвы прислал нам ролик свой в поддержку нашу. Да, слышишь, нет? Да. Вчера вот глава Конституционного суда Литвы, такой Дайнюс Жалимас, он большой друг Украины, он прислал нам свое видеообращение в поддержку АТР, и он там, как законодатель, как человек, знающий законы, да, он пояснил, что такое АТР. Это по форме, это канал не государственный, но это не имеет значения никакого, потому что есть такие понятия, и их законодательно можно ввести, и вы на это способны, как законодатели. Вот он ввел 3 понятия. Это государственная задача. Если государство ставит задачу политическую, да, вещание крымско-татарского сохранения на Крым, то есть нужно, не нужно, первое. Второе, есть такое понятие, как некоммерческая миссия. Это не важно, какой СМИ будет, оно выполняет некоммерческую миссию согласно государственной задаче. И поэтому оно получает государственную помощь. И третье, что он сказал в своем обращении, это законодательный уровень решения проблемы. То есть проблема эта должна быть снята просто потому, что это не конкурс на размещение культурных роликов, что действительно там это нужно. Это не конкурс там на реализацию какой-нибудь программы образовательной. Это просто другое. Это политическое решение государства. И я уверен просто, что если вы захотите, то законодательное решение этого есть. Я знаю подобные решения во Франции, в Голландии. Это просто, а тем более у нас война, и у нас Крым оккупирован, и мы беженцы в собственной стране. О какой коммерцийности может идти речь, Жень, если мы отказались от всего, даже близко к коммерческому вещанию? То есть у нас нет ничего развлекательного. У нас только репрессии, смерть, война, и ужасы, и документация преступлений русских. Нам никто рекламы не даст. Мы не показываем ничего веселого. Мы не показываем никаких там магазинов. Там, мы короче, вообще от всего коммерческого отказались. То есть
можно говорить, что мы не государственный, но говорить, что мы коммерческий канал, этого точно нельзя, да? И у нас есть Ну, некоммерческий. але юридично, ми ж говоримо про юридичні процедури. Я просто уже багато разів стикаюся з бюрократичними юридичними процедурами, які фактично через там якісь проволочки і визначення юридичні не можуть бути там організовані поза конкурсом. Тобто юридична особа є приватною власністю. І тут це теж треба розуміти. Тоді треба прописувати окремий механізм. Ну, конечно, я про это и говорю. Жень, я про это и говорю. Я как раз про там это говорю. якесь бо чесно, от якщо запитати мою особисту думку, то моя особиста думка, що має бути якесь гарантоване фінансування, але це не вся сума, якась сума яка гарантована, але решта має бути отримана на конкурсній основі. А с кем мы должны конкурировать, Жень? Где те фирмы, компании, которые работают в оккупированном Крыму? С кем мы будем конкурировать? Ну, наскільки я знаю, то подалися 14 мовників. Можливо, це неправда. Я просто, во-первых, это неправда. Во-вторых, уже есть заявление о том, что люди отказываются делить деньги АТР. В-третьих, есть просто прямая ложь министра, который вчера здесь в прямом эфире мне и Нине Соколовой сказал, что ему подали документы сайт Крым Реалии. Он это сказал, я сразу не поверил. Я читала його заяву. Да, это просто дичь, потому что это уголовное преступление американское. То есть это прямая подтасовка. Мы видим, что это все манипуляции. И самое главное манипуляция, если ты залезешь, посмотришь вот эту статью мою, да, там просто все разложено. Как они, Минфин выделяет деньги по статье субсидий, там есть определенный четырехзначный код. А потом вдруг в январе они превращаются в конкурсные деньги. А в каких конкурсах мы должны участвовать? У нас что, два народа там, или может у нас какие-то фракции есть в народе? Или что это такое? То есть это, знаете, это искусственные очень вещи, але ви ж не монополізували. А какая монополизация? А у кого-то есть, Жень, у кого-то есть желание быть крымскими татарами еще? Это, знаете, как анекдот, кто-то темнокожий читает Тору, и там старый такой еврей склоняется, говорит: молодой человек, вам мало того, что вы черный, но у нас нет желающих больше быть крымско-татарским телеканалом. Это невыгодно, поверь мне. Это не имеет никакой прибыли. Мы отказались от всего мирского, от всех развлечений, от всех коммерцийных дел. И мы это политический вопрос. Поэтому я прошу ответить всех на один вопрос. Мы нужны или не нужны? Если нужны, то я вижу вообще по-другому. Жень, знаешь, как это? Вот чтобы министр профильный пришел к нам и сказал, наверное, уже следующий министр: скажите, а почему давайте больше будем на Крым делать программ? Давайте мы вам сделаем такое вот финансирование, такую поддержку, да, что вы в 2 раза больше новостей делаете. А давайте еще по-английски новости. Вот мы платформу крымскую запускаем. Вот президент сказал: давайте вы будете делать ежедневный выпуск на английском языке, чтобы президенту было что сказать про Крым. Вот мы сутки круглые вещаем про репрессии. У нас полный архив репрессий, да. В это время нам говорят: значит, тут надо стать в очередь, здесь вы должны конкурировать с Донецким там каким-то районным радио, здесь это какие-то помехи идут, это помехи в эфире, да, помехи в эфире, причем в том эфире, в котором должны быть не помехи, а вот вы мне в спину должны меня толкать и говорить: больше, 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 больше. Ну, президент же говорит: мы хотим вернуть Крым. Ну, это не стыкуется вообще. Я понимаю, что это не к тебе, но я просто поясняю подождите, ситуацию. это вопрос как раз-таки к вам тоже, к вашему профильному комитету по информационной политике. У нас в відомстві нашого комітету немає ні канала «Дом», який мовить на окупованій території, ні загалом мовлення на окупованій території, тому що з 1 січня це профіль іншого комітету і іншого міністерства. Саме тому я кажу, що ми готові підключитися до напрацювання цього механізму. Дуже дякую тобі, Женя. Просто ще раз прошу уважно прочитати те, що я написав. Там все фактологічно. Я про це вже повідомив і депутатів Європарламенту, і депутатів Польського Сейму, і повідомив багатьох там і дипломатів, і журналістів про це, що все мають знати правду. І наша держава має просто нарешті визначитися, чи є підтримка кримськотатарському вмовленню в вигнанні в своїй країні, чи немає. Якщо немає, ми будемо звертатись там до Конгресу Сполучених Штатів нарешті. Ну, просто таке приниження, це просто я не хочу, щоб на іншому там кінці нашого етеру люди в Криму плакали, там, а вони плакали, і дзвонили нам і плакали, і вони казали, що нас все там кидають, ми не потрібні більше. Це не про конкурси йдеться, це не про мою там зарплатню, це взагалі не про це. Це йдеться про державну політику. Дякую за увагу, і все ж таки це наша спільна справа, Женя. Дякую.
Я точно обіцяю там розібратися в цьому питанні. Дякую, дякую. Дуже Дякуємо дуже. Евгения Кравчук, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» была с нами на прямой связи. Лариса Волошина, журналист, нас слушала все это время. Лариса, действительно, насколько в условиях информационной войны, в условиях, когда телеканал АТР, можно сказать, стоит в авангарде информационной войны за деоккупацию, вот эти конкурсы приемлемы? Смотрите, есть несколько вещей, о которых мы уже говорили и которые я заметила. Ну, во-первых, вот эта отсылка «Вы коммерческий телеканал». Ну, друзья мои, у нас есть механизмы, в том числе упомянутым госпожой Кравчук Украинским культурным фондом, есть прецеденты, есть проекты, в которых, например, писатель пишет книгу и, безусловно, получает гонорар. Коммерческое, ну, частное, приватное издание издает эту книгу и, безусловно, каким-то образом получает деньги от фонда. Но сама книга раздается бесплатно, она не может быть продана. Аналогичные проекты, например, были вложения в книгу «Девчата зарезают косы», которая выпускалась за деньги Украинского института памяти. И она ноль, она стоит ноль, посмотрите. Ее можно заказать, купить и так далее. Фактически отсылка к тому, что АТР является приватным телеканалом, она не очень корректна, потому что Украина имеет возможность поддерживать те или иные уникальные продукты при условии отсутствия коммерческой выгоды. АТР не продает рекламу, он не продает там, не знаю, там тампоны и кетчупы в своих эфирах, ну вот и прекрасно. То есть в чем проблема? Нету прибыли. Второй вопрос, который очень... То есть, в принципе, государство могло бы быть заказчиком в данном случае. Второй вопрос касается конкурса. Даже если мы услышим чиновников о том, что должен быть конкурс, таков закон. Но, друзья мои, нельзя устраивать конкурс между крымско-татарским телеканалом и медиа, которые вещают на Крым. Это все-таки разные вещи. А вообще, как это соревнование крымских татар и украинцев? Это что вообще в оккупации? Да. Вот То есть у нас в гетто, да, у нас в гетто. Мы будем устраивать соревнования между этническими общинами, что ли? Это что такое вообще? Кому это в голову пришло? Кому это куда на что налезло вообще? Я прошу прощения. Мирные жители. Ну, вы же видите. Я с вами согласна, вот это то, что мы слышим. Но есть же другие медиа, другие медиа. У нас есть... Я подчеркиваю, крымско-татарский. Ларис, а я скажу, у нас есть и другие кандидаты в министры тоже. Ну, на конкурсной основе можно их тоже отобрать. Вот. Если как-то один не соответствует, не понимает, путает СМИ американского конгресса с, я не знаю чем, да, ну, наверное, надо, человек не понимает, если он считает, что крымстарское вещание это то же самое, что украинское вещание, и этого надо путать обязательно, вот именно так, то есть такие украинцы, да, такой с гетто, такой забег, да, в гетто, в Варшавском. И вот стоят, значит, люди от разных кварталов, да, там вот эти, допустим, такие, значит, евреи, это вот немножко такие из другого города, но свезли в одно гетто, да, и они, значит, должны бежать эту забег, вот они такие все голодные, у них там не хватает еды, там у них их ограничивают во всем, да, они нереально еле существуют. И такой выходит красивый такой чиновник такой, мы хотим вам помочь, значит, вот Сахарок, да, вот Сахарок, значит, и вот, значит, вы бодрый такой белый красивый дядечка с Сахарком, а вы бегите, ну, кто прибежит, это как это мой любимый анекдот. Значит, мальчик, мамочка кладет конфетку и говорит, на, возьми. Так смотрите, ой, а у тебя же ручек нет, сыночек. Ну, сын заплакал, говорит, нет, согласна, нет ручек, нет конфеток. Это все безумие. Это все, вот если спокойно рассуждать, это позор такой. Да, это вообще закрыть глаза и зарыться под стол просто. Вот реально. И вот эта попытка спрятаться за формулировками, не слышать аргументов, которые, в том числе крымский, о том, что крымско-татарский телеканал не равняется телеканалу, вещающему на оккупированную территорию. Это разные вещи. То есть я в этом вижу такой элемент, знаете, такого... Издевательства. Издевательства великодержавного расизма. Но это дискриминация, друзья мои. Делать вид, что крымских татар нет, и что они, в принципе, для них их интересы, их история, их информация, которая им нужна, это просто переведенные на крымско-татарский язык, непонятно кем, непонятно как, некий контент. Дякую. Будет вещание. То есть, в принципе, я думаю, что
если министерство будет требовать проводить некие конкурсы, то тогда необходимо ставить условия, что в условиях этого конкурса должно быть прописано, что это крымско-татарский мовник. И посмотрим тогда, сколько из этих... То есть они должны тогда четко прописывать условия. Но крымские татары же как, Ларис, мы же как? У нас в оккупации, как у каждого свой золотой прииск. Мы спокойно берем, я прихожу, открываю сейф и основную канал крымско-татарский. И все. Ну, тогда у нас так все действует. У нас примерно 14, в какие дни 15 телеканалов, да, в какие там 16, кто-то там заснул, не проснулся, там отдыхает. То есть все это все цирк, вот такое, знаешь, недостойное обсуждение. Это не разговор с государственным деятелем. Вот вчерашний мой эфир с Резниковым, это просто, его можно крутить как учебник просто, того, как не надо делать. Просто мне неудобно, потому что там одно на другое наслаивается, и начинаешь разбирать по словам, по фразам. Ну вот почитай мой текст в «Украинской правде», там все не стыкуется, и тут не стыкуется, и там не стыкуется, и здесь не совсем правда, и там совсем неправда, а здесь не совсем точно, а здесь, и там, и все. И в итоге дырка от бублика, мы смотрим, как мне неловко. Я не хочу краснеть за свое правительство и за свою страну, ну не хочу, ни перед иностранцами, ни перед нашими людьми в оккупации, тем более. Извини, я тут размитинговался. Спасибо вам большое, Лариса. Дуже дякую вам. Чухсагул, у нас Лариса Волошина. А может, Лариса что-то еще не сказала, а то тут Муждабаев разошелся. Друзья мои, в принципе, я могу выразить только солидарность с вами. Я считаю, что все крымские медиа абсолютно должны последовать примеру Крым-Реалии и заявить публично о том, что они не будут участвовать в этих конкурсах, потому что считают их дискриминационными. Это вопрос дискриминации. И мне бы хотелось видеть вслед за Крым-Реалиями просто вал вот подобных заявлений. Дякуємо. Лариса Волошина, журналист, была с нами на прямой связи. А к нашему эфиру сейчас подключается народный депутат Украины, фракция «Голос» Наталья Пипа. Она с нами сейчас на прямой связи. Пани Наталья, витаем вас. Доброго вечера. Как вы думаете, почему сегодня правительство Украины дискриминирует крымских татар, фактически оставляя первый крымстарский телеканал АТР на грани существования? Ну, тому що воно не поважає своїх громадян. І це єдина причина. Чи це причина, що їм підказала це Росія зробити, чи це їхня власна ініціатива? Ну, це вже інше. Я вважаю, це таки ціленаправлена робота Росії і ФСБ. Але в будь-якому випадку відповідальність нести їм, бо це їхні рішення і то, як вони умови складають. Тому я думаю, що як фракція «Голос», включно з Рустемом Умеровим, перш за все, ми будемо виступати публічно і політично, говорити про те, що це недооцінення власних громадян, які як українці етнічно завжди проживали на території Криму, українці в плані, що це корінне населення, як українці в Україні, так і кримські татари, і мовник їхній має бути, і ми будемо на це звертати увагу і говорити про те, що умови цього конкурсу мають бути переглянуті. Ви знаєте, по-перше, я дуже дякую вам, пані Наталя, за те, що ви за ваше порозуміння просто проблеми. По-друге, я, на жаль, з вами особисто не знайомий, але як депутату я просто вас прошу, я тим, кого знав, я помітив там чи надіслав. Зайдіть, будь ласка, на «Українську правду», це в розділ «Блоги», і там є, тобто стаття за моєю підписю, але це наше колективне бачення. Воно склалося так з багатьох спілкувань з чиновниками. І останнє було вчора, коли до мене прийшла і Ніна Соколова, і вона долучила до ефіру. Він раніше не долучався, саме пана Резнікова. І що там було потім? Так? Там жодного скандалу там не було, а просто ми потім перевірили те, що він казав в етері, і виявилося, що це, м'яко кажучи, не все правда. І вже скасував інформацію про участь в цьому нібито конкурсі на наші гроші, які були субсидією і раптом перетворилися на інше кодування вже всередині міністерства на конкурсні засади. Так? І вони відмовилися брати участь в дерибані грошей, які передбачені на існування
Я підкреслюю існування кримсько-татарського телеканалу АТР. Це перше. Це друге. Там просто це, ну, на мою думку, ви дуже все правильно, мені здається, кажете. Це просто геть аморально. Під час анексії, тимчасової окупації Криму і частини Донбаса ставити на змагання кримських татар і українців, кримських татар з українцями. Це що таке? Це що за таке порівняння? Як ми будемо міритися? Своїм горем чи чим? Тобто на підтримку всі мають розраховувати. Це геть не така не змагальна логіка тут має бути. Це друге. Я вас підтримую і Так. враховувати, що канал вже працює і існує, і тут, власне, шляхи для розвитку. Я розумію приблизно, скільки коштує канал, його отримання і як створення якісного контенту, а скільки треба зусиль. Тому, насправді, ваш мовник ціную, і ми будемо відстоювати, щоб кошти залишалися і працювали далі. Звичайно, що від міністра багато залежить, але, як ви правильно підмітили, в цій країні міністри не вічні, як і будь-які інші, а вічні громадяни і Конституція. Тож ми будемо відстоювати всіма ж можливими шляхами. Пані Наталя, ще я хочу додати, що просто це, знаєте, багато хто нам каже, це не можна вирішити, це такий кут законодавчий, це просто маячня. Через те, що, наприклад, учора нам надіслав своє відеозвернення на підтримку АТР ніхто інший, як голова Конституційного суду Литовської Республіки Дайнюс Жалімас, великий друг України, людина, яка саме ця людина, саме цей суд першим визнав незаконність і порушення міжнародного права саме в рішенні Держдуми Російської Федерації і Конституційного суду Російської Федерації про так зване приєднання Криму до Росії. Тобто це от просто людина, яка все базово знає. Це перше. Друге. В Литві ж теж є які певні традиції. В інших країнах теж є. Просто тут він сказав дуже класні речі. Там в кінці цієї моєї статті, яку я просто вам дуже прошу вас прочитати уважно, там це лонгрід, а ви будете задоволені, я впевнений. І там написано так, він сказав, що існування АТР – це державна задача, державна, тобто це задача держави, вона ставить задачу політичну, щоб це було. Крапка. Друге, є таке поняття некомерційна місія. Тобто, незалежно, нам кажуть, ви комерційний канал, але в нас немає комерційного мовлення, в нас немає розважальних програм. Ми тільки про горе, про біль, про сльози розмовляємо, документуємо злочини Росії. Тобто це не комерційний контент, тому є поняття суто юридична, законодавча, некомерційна місія каналу, який вирішує державну задачу. І третє, що це питання, зрештою, має бути вирішено на законодавчому рівні, щоб такого не відбувалося більше, щоб нам змагання не влаштовували, щоб не перекодовували вже всередині міністерства гроші з субсидії на конкурси тощо. Я дуже прошу вас розібратися в цьому. Там просто пряме звернення до таких депутатів, як ви, які до патріотичних людей, просто з різних фракцій, крім ОПЗЖ, ми зрозуміємо, там все проти, да? Всі проти. І там є пряме звернення нас. І ми звертаємося і до вас, і до парламентів інших країн. Просто якщо це не буде вирішено тут, просто немає іншого варіанту, як нам просто. Це ганьба для країни, я розумію це, я не хочу це, ніхто цього не хоче. Але доведеться звертатися до міжнародних інституцій. І там просто ніхто це не зрозуміє. Як Дайнюс, голова суду, сказав мені, я просто не розумію, в чому проблема, чому ваша держава не може це вирішити. Вибачте за таку довгу промову. Тому що в нашій державі ж при владі недостатня кількість державників, які справді думають про державу і громадян. Це єдина причина. І те, що Росія і ФСБ робить свою роботу, це одне. Інше, що їм ніхто не протидіє і не робить цього. І зокрема про Резніка, якби по ньому непомітно бажання справді вирішити питання окупованих територій. Він займає на цій посаді, а він вміє працювати, але крім вміння, професійності дуже важлива доброчесність і бажання. От цього за ним непомітно. І це треба в нього вимагати різними шляхами. Пани Наталья, вы несколько раз отметили, что к ситуации с телеканалом АТР причастная непосредственно ФСБ и Кремль. На каком уровне могло быть принято подобное решение? Не предательство ли это национальных интересов Украины? Если так, то вообще
можно ли рассчитывать на какую-то стратегию по деоккупации Крыма, о которой нам сегодня говорят, об эффективности работы той же самой крымской платформы, которую инициирует Зеленский и так далее? Не профанация ли тогда это все? Ну, на моє переконання, профанація. Я думаю, що це спосіб заговорити, спосіб тягнути ситуацію. Насправді, щодо Криму робиться ще менше, ніж щодо Донбасу на даний момент. І тому, наскільки конкретно пряма вказівка ФСБ, я не є СБУ, щоб, звичайно, відкрити, побачити цю операцію і довести її, але по спостереженнях по тому, як це зазвичай відбувається і як ми потім читаємо, зокрема про справу вагнерів ці речі. Тобто мені це виглядає так, коли ми говоримо, що в нас Конституційний суд України перебуває під владою Росії чи Офіс президента, то я думаю, що багато ініціатив такого роду може йти від Офісу президента, що з одного боку ми робимо Кримську платформу, а з другого боку не робимо нічого, щоб продовжувати фінансування АТР. От тому, я не можу сказати, що це точно 100% так, але я не виключаю такого розвитку подій і воно дуже вкладається в загальну картину. Ви знаєте, відомий український дипломат Роман Безсмертний, тут вчора був у нас в етері, і на його думку, ось він же колишній, правда, там трохи більше ніж місяць, він був головою представником України в ТКГ, саме політичній подгрупі, але був звільнений, як він вважає, за неспівпадіння думок з політичним керівництвом. Так? І ось він, це його просто думка, що таке собі це могло бути замовлення на чи просто придушення, чи скорочення каналу АТР, на поніження статусу і там голосу Кремля і кримських татар. І це може бути, він припускає це, частиною якихось таємних домовленостей по ТКГ. І ми просто, те, що ми бачимо, такі підозри, як у вас, в нас виникли відразу, і вони тільки підкріплюються новими фактами, новими словами, новою брехнею, яка одна на другу, одна за другою йде. Ось як ви думаєте, чи можуть бути якісь там домовленості, про які ми не знаємо? Не знаю, наприклад, якщо там телеканал АТР не буде мовити окупанти, може бути там, може когось віддадуть заручників, яких давно обміну не було. Чи може бути наступне питання, коли там АТР на радість їм не стане, як би не стало, да? То наступним кроком буде публічне обговорення постачання води північно-кримським каналам. Як ви думаєте? Може бути. Тому що насправді ми всі зрозуміємо, що політика і міжнародна, і внутрішня – це питання домовленостей, які тільки оглядачі окремі розуміють аналітику, що за що домовились. Тому це цілком можливий варіант, адже коли там, я думаю, на вагу ставиться питання, того, що є можливість показати шоу, що в нас повернулись наступні люди, ми бачимо, що наші полонені, які вертаються, вони щасливі бути вдома із рідними, але не говорять, я не для цього йшов, часто потрапляв в полон, чи йшов на бойові дії, щоб мене просто на когось обміняли, а питання не вирішили. Більшість цих людей хоче вирішення конфлікту і вирішення питання, а не просто... Сорвався, зірвався дзвінок. Дякуємо, пані Наталі. Народний депутат. Дуже розумна людина. Знаєш, просто я відкриваю для себе все більше і більше таких притомних депутаток від різних фракцій. Це дуже приємно. Люди, з якими можна і треба розмовляти, на відміну від багатьох чиновників, які просто поводяться як папуги якісь. Просто я навіть не буду про міністра розповідати, достатньо вже там претензій висловлено, а там ось ці заступники, всякі там голови якихось там відділів, вони в них взагалі там, вони розмовляють з людьми, як, я не знаю, там... Дуже правильно відмітила пані Наталія, вона сказала, що недостатньо державників.
країні. З нами зараз на прямому зв'язку, як мені підказують, Андрій Шкиль, народний депутат України 1, 2, 3 та 4 скликань, політолог. Пане Андрію, вітаємо вас. Витаю навзаим. Вітаю вас теж. Пане Андрею, ну вы слушали нашу беседу с народным депутатом Натальей Пипой. Вы в курсе всего происходящего. Что скажете? Как вам? Ну, це я можу це охарактеризувати тільки одним. Це ганьба для держави Україна. Взагалі ця дискусія, яка у нас зараз відбувається, це ганьба. Це вже ганебна ситуація, в якій опинилася і держава, і державники, і всі державні діячі, які перебувають в Україні, які мають стосунок до формування державницького світогляду. Навіть ті, які хочуть допомогти, все одно, і які думають інакше, в будь-якому випадку тінь падає на всіх. Тому що є відповідальність, і ця відповідальність мусить бути розділена. І, чесно кажучи, я не знаю, наскільки треба бути людиною недалекою, щоб не розуміти, яка шкода завдається не тільки зовнішньому, але в першу чергу внутрішньому суверенітету. Тому що забезпечення цього внутрішнього суверенітету – це головне завдання будь-якої держави. Що таке внутрішній суверенітет? Це впевненість в тому, що держава, в якій ти живеш, якої ти є громадянин, захищає тебе, твої права і гарантує тобі можливості. Рівні зі всіма. Ну і на превеликий жаль, Україна в даній ситуації тут знов змушує провадити ось таку дискусію. Змушує шукати фінансування каналу, який мусить, як на мене, мати не просто державну підтримку, а гарантії держави в тому, що буде забезпечена і частота, і віщання, і всі ті атрибути необхідної роботи, які має мати канал, з яким опікується держава. Це дуже важливо для того, щоб доносити позицію України щодо Криму, щодо в нинішній ситуації, щодо розв'язання проблеми, щодо повернення Криму. І це підтримка, я розумію, це підтримка пряма і безпосередня підтримка людей, які переживають зараз, як і більшість українців нині, значно серйозну трагедію позбавлення батьківщини, окупована територія. І тут я не думаю, що останнім шляхом є міжнародні інституції. Доведеться, мені здається, що виходу іншого не буде, бо ці чиновники, які не розуміють тобто не розуміють, що вони мають зробити, то вони чекають вказівки. Якщо вказівки немає від президента, то, можливо, ця вказівка буде десь збоку. Я не бачу просто виходів інших, щоб розв'язати гарантовано цю проблему. Цю біду, я би сказав, це не проблема, це реально біда. Біда – це тоді, коли треба рятувати. Рятувати канал потрібно. І я думаю, для порятунку всі засоби є доречними, бо мета порятунку є важливішою, ніж засоби її досягнення. Звичайно, в межах здорового глузду ми це чудово розуміємо, але тим не менше. Пан Андрей, а что вы думаете относительно того, что, возможно, есть причастность России, Кремля и ФСБ к этой ситуации и о возможности каких-то договоренностей? Не виключаю, я не виключаю цього, і просто я не виключаю того, що Росія тисне, що ФСБ працює, що є агенти впливу, які намагаються переконати людей, від яких залежить прийняття рішення в тому, що пожертвувати малим і врятувати велике – це добре і так далі. Тобто це робота технологічна. Просто мене вражає, що є люди, які можуть цьому вірити. Є люди, які можуть ставити і скидати це на шайку терезів. Я просто в це не вірю, що це люди, які роблять це несвідомо. Тобто, що таке ФСБ і засоби її впливу? Це ж не можна повірити, що якийсь міністр є просто агентом, у нього там немає посвідчення. У нього, напевно, якісь є радники, які радять, і він, і, можливо, на них хтось впливає. Але ці впливи, вони легко розшифровуються. Це все лежить на поверхні. Позбавлення етеру каналу, який формує, ще раз кажу, порядок денний майбутньої української держави, це є дуже зрозумілий і промовистий крок. І той, хто його підтримує, або той, хто пропонує це здійснити, мав би як мінімум бути людиною, до якої треба ставитися з підозрою. Якщо у когось державних чиновників є такі помічники, вони б мали би до них поставитися як мінімум з підозрою, а не прислухатися до їхніх порад.
Тому що немає, я також чесно не вірю, що є ФСБ як явище, яке проникло і там впливає, тисне на якісь кнопки в чорних окулярах і з наклеєними бакенбардами. Ні, я думаю тільки про те, що це є агенти, що вони впливають і тиснуть. Але якщо такі легкі, піддатливі, впливові українські чиновники, це їхня біда. Це не перевага ФСБ, це біда українських чиновників, це біда українських державників, це біда тих людей, які взяли на себе відповідальність за долю не власну, а держави і громадян, за яких вони несуть пряму безпосередню відповідальність і не тільки перед Богом. Я впевнений, що вони мають понести цю відповідальність і перед законом рано чи пізно. Дякуємо. Дякую, пане Андрію. Ну, в принципі, нам все зрозуміло. Ви знаєте, я ось просто моя особиста думка. Я вчора ж там випадково розмовляв там завдяки Яніні Соколовій з паном Резніковим. Щось мені не здається, раніше не здавалося і зараз не здається, що він дурна людина, яка що він дурень. Ні, він не дурень. І чомусь мені здається, що це трохи вище. Політичне рішення на такому рівні, тобто змінити статус грошей, субсидій нашої на конкурсні кошти і запровадити таємно на них конкурс, причому там, ну, якщо ви почитаєте на «Українській правді», я все написав, там останнє моє в рубриці в блогі, ви почитайте, якщо цікаво. Я не вірю, що це все випадковість, що це рішення насправді міг прийняти стосовно телеканалу АТР, єдиного кримськотатарського, міг прийняти міністр, якому ось щойно там декілька тижнів тому передали просто з Міністерства культури, інформаційної політики, передали нас типу не знаю, піклуватися, сказали про нас, і він таки раз раптом це зробив. Мені здається, що це рішення політичне, і, можливо, воно приймалося вище за статус міністерства чи віце-прем'єрської посади. В будь-якому випадку відповідальність за це рішення несе не Резніков особисто. Несе президент країни, який гарантує, тобто хто є гарантом дотримання Конституції і прав людини. Не Резніков, а звичайно президент. Ну, зрештою так, звісно. Відповідальність буде на ньому, а чи діє Резніков під впливом, я не знаю, агентів впливу, даруйте за авторизм, чи діяв з власної ініціативи, чи це є, не дай Бог, результатом якихось домовленостей, це мало ймовірно насправді, але якщо це, не дай Бог, так і є, то за результат цих домовленостей також несе відповідальність президент України, тому що він є головним, на кому зводяться усі точки, тобто він несе відповідальність за дотримання прав. І, як на мене, це пряме порушення прав кримськотатарського народу на отримання інформації і порушення прав українських громадян, які іншого, не кримськотатарського походження, а просто громадяни, які не отримуватимуть об'єктивну інформацію про окуповану ворогом територію України. Дякую. Яка є єдина для всіх. Чолсаглус, пане Андрію, дуже дякую. До побачення. Вам. Андрій Шкіль був з нами на прямому зв'язку, народний депутат України 1, 2, 3 та 4 скликання. Айдар, нас смотрят на YouTube. Для начала я бы хотела поблагодарить всех наших зрителей, которые нас здесь поддерживают в комментариях. Я читаю комментарии, которые нас поддерживают, в том числе финансово. Борис Меркулов пишет о том, что он поддержал телеканал АТР в размере 1000 гривен. Спасибо большое Борису, спасибо большое всем телезрителям телеканала АТР, которые нас поддерживают. Смотрите нас на YouTube, подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР. Можете нас финансово поддержать. На экранах ваших телевизоров вы видите номер карты, куда вы можете отправить хоть 1, хоть 2, хоть 3 гривны. Сегодня каждая копейка для нас нужна. Ну и мы есть на Patreon. Можете подписаться на наш Patreon и стать частью большой семьи телеканала АТР. Частью большого всемирного войска в борьбе против огромного и кажущегося непобедимым сейчас некоторым зла. Но непобедимое зло только для тех, кто сдается. Мы не из этих. Смотрите это. У нас есть сейчас на связи народный депутат Украины из Европейской солидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она с нами на прямой связи по телефону. Давай ее подключим. Пані Іванна, Вітаю вас. Вітаю.
Пани Ивановна, ну что вы скажете? Вот мы в прошлом году с вами обсуждали вопрос перекрытия финансирования телеканала АТР. В этом году мы столкнулись с такой же проблемой. Почему из года в год все повторяется? Ви знаєте, мені це говорить про те, що, на жаль, наміри нашої влади стосовно, наприклад, того ж створення Кримської платформи і запрошення до неї усіх лідерів цивілізованих демократичних держав, воно не перегукується з реальною політикою держави на підтримку єдиного кримсько-татарського каналу. І якщо знаходяться кошти на велике крадівництво, то вони чомусь жодним чином не можуть знайти достатньо коштів для того, щоб підтримати інформаційну роботу на теренах Криму з кримсько-татарським населенням, з нашим населенням українським. Тому мені дуже прикро за цим спостерігати. І, знаєте, як на мене, це знову ж таки свідчить про якісь одночасні рухи нашої влади в різні боки. Тому що однією рукою вона ніби закриває кремлівські пропагандистські канали на теренах України, і я це рішення підтримую, а в той же час недостатньо працює інформаційно на підтримку, зокрема, і каналу АТР. Це мені не зрозуміло. Знову ж таки. Пані Івано, ну я вдячний вам, це Айдер Мождабаєв, я вдячний вам за те, що ви завжди підтримуєте нас, тобто ви така, у вас ваш досвід, він свідчить про те, що ви все зрозумієте про це. І може бути єдина помилка є така серйозна стосовно АТР, яку там пропустили ще минуле скликання, ще те, що питання не вирішено було на законодавчому рівні. І тому що це є можливість маніпулювати. Да? Я просто прошу вас дуже, як авторитетну людину насправді у фракції, взагалі у Верховній Раді. Я сьогодні спеціально для депутатів, і я комусь вже надіслав посилання, написав у рубриці блоги великий текст, це такий лонгорід, він такий подробний, але я прошу вас знайти там півгодини, не більше, може навіть менше. І обов'язково почитайте просто, я ось якби я для вас особисто це писав, просто я хочу, щоб все було зрозуміло. І там в кінці, там є частина висловлювання голови Конституційного суду Литви Дайніса Жалімаса, який просто надає рецепт нашим законодателям, як це вирішити. Просто там трьома короткими формулюваннями. Якщо все ж таки я сьогодні з вами зараз розмовляю, ми з депутатами від СН, з депутаткою від «Голосу» розмовляли, я всіх прошу. Прочитайте, і просто ми надіємося на наших парламентарів патріотичного типу, скажімо так, з різних фракцій, щоб вони просто цю ганьбу припинили. Бо це знущання з боку чиновників, воно просто не має вже меж. І це ганьба. Нам головне важливо знайти 226 голосів на підтримку такої ініціативи. Ну, звісно, треба тому що це може бути, на жаль, не підтримано необхідною кількістю голосів із народу. Але будемо працювати з ними. Безумовно, будемо працювати з тими, хто готовий чути. Якщо що, я особисто готовий прийти і щось там розповісти. Просто справа в тому, що якщо там просто статус цих грошей, які ми мали отримати, був переведений з дотації на конкурс, на послуги міністерства. Це просто було зроблено всередині міністерства. Це Мінфін до цього не причетний. Це і Верховна Рада до цього не причетна. Ці гроші, це все знали, це гроші для нас. Не для змагань між кимось і кимось. Да? І просто ви можете, я вірю, що ви можете це вирішити. І просто там в кінці нам ці статті, це насправді наша там спільна стаття, там просто підпис моя. Це наша особиста аналітика і думка. Ми просимо вас, як колектив АТР, сприяти
вирішення цього питання. Бо якщо це не зроблять депутати наші, ми будемо просто, ми там відверто написали, в нас вже все готово насправді, звертатися до Конгресу Сполучених Штатів і до Європарламенту, до парламентів Польщі і Литви. Ну просто ми іншого виходу не бачимо, як це просто нарешті вирішити. Ну це неможливо так знущатися над людьми в окупації. Вибачте за таку довгу промову. Зі свого боку однозначно будемо робити все можливе і неможливе. І буду вдячна, щоб ви теж продовжили цю роботу і з колегами, нашими депутатами, які гірше чують, ніж ми. З усіма працюємо, з усіма спілкуємося. Дякую вам. Дякую вам. Дякуємо. Чохсагул нас Івана Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность», была с нами на прямой связи. Ну что ж, пришло время прощаться. Но ненадолго. Мы прерываемся буквально на несколько минут. Смотрите далее информационную программу «Заман», которая продолжает эфир нашего телеканала. А после в этой студии мы продолжим наш марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Має бути в ефірі Корошкевич. Блокування фінансування під прикриттям неіснуючого конкурсу. Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі нашого телеканалу назвав ті компанії, які, за його словами, начебто претендують на 50 мільйонів бюджетних гривень. Це гроші, які були виділені з держбюджету на підтримку телеканалу АТР. До урядовця вдалося додзвонитися вчора в ефірі програми «Прайм Муждабаєв». Міністр Олексій Резніков заявив, що це Чорноморська телерадіокомпанія та навіть Крим Реалії. А телеканал АТР, на думку Резнікова, може претендувати на половину цих грошей. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окупованій території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує українською мовою, від Крим Реалії, від Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсирує? Я прошу? А їх не Конгрес США спонсирує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Така заява урядовця здивувала головного редактора Крим Реалії. Компанія фінансується Конгресом Сполучених Штатів, а брати кошти з інших держав забороняє американський закон. Друзі, колеги, щоб уникнути хибних трактувань і зайвих запитань, як головний редактор Крим Реалії одразу поясню, що редакція Крим Реалії Радіо Свобода не зверталася до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із запитами на фінансування з програми, яка спрямована на підтримку єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Також не плануємо цього робити. Одиночний мовчазний пікет на підтримку АТР. До Харківської обласної міської ради вийшов чоловік із закликами забезпечити фінансування єдиному кримсько-татарському телеканалу. Звернення були написані на листках, а чоловік був одягнений лише у вишиванку та шорти. Таким незвичайним чином чоловік вирішив підтримати кримських татар. Він пояснив це тим, що повертає борг, те тепло, яке український Крим дарував йому до російської окупації. Активіст навіть звернувся до президента Володимира Зеленського, щоб той не розповідав про те, як би захищав Крим у 2014 році. На інших листах були гасла «Сейф АТР», «Голос Криму має бути в ефірі» та «Наша перемога починається з захисту патріотичних телеканалів». Кримсько-татарський народ довів, що він є єдиною надійною опорою України в окупованому Криму. Голова Конституційного суду Литовської Республіки Даніус Жалімас виступив на захист АТР. Він наголосив, що телеканал виконує державну місію, будучи джерелом правдивої інформації для окупованого півострова. Тому втратити АТР означає зробити великий крок назад на шляху по деокупації Криму. Я думаю, як по Конституції Литви, так і по Конституції України государство должно способствовать развитию своего информационного пространства, должно способствовать той некоммерческой миссии таких телеканалов, как АТР, которые на самом деле осуществляют и государственные задачи. Я думаю, что телеканал АТР является символом
крымско-татарской борьбы за свободу на своей исторической родине, символом и самой Украины, которая борется за оккупацию Крыма. Поэтому потерять телеканал АТР в настоящих условиях – это значит сделать большой шаг назад на пути деоккупации Крыма. В Україні є один кримсько-татарський телеканал. Журналіст Сергій Мельничук приєднався до флешмобу «Сейф АТР. Голос Криму має бути в ефірі». На своїй сторінці у Фейсбук він поділився. Хтось хоче, щоб виглядало, що АТР не витримує конкурентної боротьби. Чисельність кримських татар в Україні близько 300 тисяч. В Україні є один кримсько-татарський телеканал, але на його фінансування в держави немає коштів. Або хтось хоче, щоб не було, або хтось хоче, щоб виглядало, що він не витримує конкурентної боротьби. Думаю, не в мене одного багато питань щодо першого кримсько-татарського телеканалу. Правда? Захистимо голос кримських татар. Брати Капранови записали відео на підтримку першого кримсько-татарського телеканалу. Вони зазначили, що АТР треба захищати не тільки тому, що це інформаційна зброя у війні з окупантами. Чому треба зберегти канал АТР, канал кримських татар? Не лише тому, що це інформаційна зброя в інформаційній війні, яку ведуть проти нас сьогодні для того, щоб відхапати у нас Крим. Є інше, воно головне, тому що кримські татари або ж кримці – це корінний народ України, це один з засновників нашої державності. І ми, українці, як чисельніший, як міцніший народ, ми повинні нести відповідальність за них. І ця відповідальність якраз дати їм змогу розвиватися як окремому народу, який живе поруч з нами. АТР – це голос кримського народу. Ми не маємо права позбавляти їх голосу, тому збережемо АТР. Окупанти накрили великим калібром позиції поблизу Південного, що на Донеччині. Били мінометами 82-го та 120-го калібру. На підступах до Авдіївки, Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем. Обійшлося без втрат з нашого боку, а на всі 7 ворожих обстрілів українські бійці відповідали вогнем. Крім того, розвідка доповідає про активну підготовку по той бік лінії фронту. Російське командування з Південного військового округу перевіряє готовність своїх окупаційних підрозділів. Проводиться комплекс заходів у рамках тижня бойової та мобілізаційної готовності, у тому числі звірка так званого приписного особового складу у військових комісаріатах окупаційних адміністрацій. Крім того, противник приділяє особливу увагу підготовці артилерійських та мінометних підрозділів та здійснює уточнення цілей на передових позиціях підрозділів об'єднаних сил зі складанням бойових графічних документів. Ще 16 російським телеканалам заборонили трансляцію у Латвії. Про це у своєму твіттері написав глава Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболінч. Серед виключених зі списку трансляцій телеканалів, зокрема РЕН-ТВ Балтік та НТВ Мір. Офіційною причиною рішення назвали те, що Національна рада не знає, хто представляє ці телеканали в Латвії, та чи хотіли би вони продовжити транслювати. Як АТР повідомляв раніше, також в Латвії з 15 лютого тимчасово припинить мовлення пропагандистський телеканал «Росія РТР». Національна рада з електронних медіа зафіксувала розпалювання ненависті по відношенню до України, тому заборонили їм трансляцію на рік. Хайырлы шамлар, сайырлы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны демеге істейм, ама мұтлақа олажақ, умут етем, ама шымдылік марафонны сейретесін, Сейф АТР Қырымның сиясы яйынларда олмалы. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова ве меслектешім Шевкет Наматулаев Челшамс. Акшамлар хайыр, АТР телеканалы кенеде рас келген малие проблемалар ақында тариф етмеге тырыша студияға мұсафірлер чағырамыз ве бұл проблема ненен бағлы олғаны
аны угренмеге тырышамыз ве Назирлик тарафынан да бағланамыз. Туневын мисал olarak bu студияда Айдер Муждабаевның прайм эфирінде журналист Янина Соколова еді. Ода шумалды демек алды да министрге, Назирге телефон етті. Министр өз позициясын айтты, ма бізні о керчектен де қанатлендірмеді. Мен білесем біраз бұл меселеге кене қайтарық. Менше бұнен башламақ керек. Бұл асылында çok mühim mesele. Çünkü bizim seyircilerimiz anlaması için bunu biz şimdi aydınlatırmız. Sana en baştan musafirimizni takdim eteyik. Çünkü zaten herkes endi gördü. Snaviraga Kadyrovna, Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçımız. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Bilmeyin, baktınız mı Tunev'inki yayını, işte Prime programmasına? Çünkü anda meraklı böyle bir bazı tezislerini aytıp geçti Alexey Reznikov. Tezislerde geldi, sonra belli olğanına korendi yalan aytkan atta. Demek belli oldu yalan olğanı. Bugün belli oldu yalan olğanı. Tunev'in Reznikov Prime programmasında işte Yanina Sokolova onun telefonundan telefon açıp soradı. Demek ATR vaziyetini ve ilahri ve Reznikov'un aytkanına kore sanki dersin ona çeşit türlü işte Kırım'a işgal etilgen teritoriyalarga çalışkan resurslar müracaat etip mali destekni istegenler ve böyle destek istegen resurslar sırasında Kırım katı, Kırım Reali resursu olgan. Ne aytı Reznikov келіңіз beraber dinleyik şimdi. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окуповані території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запити від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує українською мовою, від Крим Реалії, від громадського... Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсирует? Я прошу? А їх не Конгрес США спонсирует Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Мына демек бойле деді Назир яйнымызда ве сабадан енді Yolbaşçımız Ленур Ислямов, Крым Реали yolbaşçılığı Vladimir Pritulan'ya laf etti. Pritula dedi ki asla böyle bir müracaat etmegenler Amerika kanunlarına göre, çünkü onlar Amerika Kongresinden para alırlar ve asılda başka devletlerden para almak bu bir cinayet gibi görüyorlar. Onun için hiç de bir müracaat etmegenlerini kaydetti ve bundan sonra açık aydan o fikrini Facebook sayfasında yazdı. Gelin şimdi Vladimir Pritulan'ın yazısını oku eşitebiliriz. Друзі, колеги, щоб уникнути хибних трактувань і зайвих запитань, як головний редактор Крим Реалії одразу поясню, що редакція Крим Реалії Радіо Свобода не зверталася до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із запитами на фінансування з програми, яка спрямована на підтримку єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Також не плануємо цього робити. Aslında Reznikov'un aytqаны teşkерілмесі kolay olgan bir şey edi. O bir taraftan ankal değildi. Ama kendinde böyle bir hataga tuşkeni hakikaten de şaşırta biraz. Білесім, бұл мәселе hakikaten de meraklı. Білесім не tarafından. Ukrayna hadimleri ve aslında siyasetçileri bizim milli meselemizin milli azgınlıklar seviyesinde bakıyorlar. Ve ondan sebep bu bütün ularının pozisiyası, hataları ve anlamağanlarının meselesi. Demek bile bütün bizde Ukrayna vatandaş kebek değil de bunlar bir aborigenler kebek, bunların tek aran biraz aklar Yok, var. doğrusunu aytқанда eğer aborigen şeklinde bakkan olsalar bizge, o tamır halkı aborigen. Ama o milli azgınlıklar, yani manda ne kadar ben bilmeyeyim, olsun Rus, olsun Ermeni, olsun ben bilmeyeyim, kimle aytsanız onlar hepsi milli azgınlıklar. Onların sayısına bakmadan. Bunlar onu bilip bu yerde bazıları bilip ayta, bazıları bilmeyip ayta. Ben onu aytacak olan. Ama ondan sebep de siyaset tizli. Nisbetten bizim meselemizge kelgende acınıklı yıllar devamında biz endi
ilk sefer 1998 senesi Ali Şurası'na yani Ukrayna'nın yukarı radasına saylangan edi bizim milletvekillerimiz. İki insan bu Mustafa Ganin, Rifat Çubarov. 1998 seneden başlap da bu günge kadar biz ularını kondurup olamadık. Özümüzün pozisiyamızın kabul etmek. Demek kabahat bizde de çok büyük kabahat özümüzde. Yani biz işimizin doğru alıp barmadık. Nasıl anlatmak gerek edik? Nasıl işler alıp barmak gerek? Şimdi o başka mesele. Yok, kısadan misal olarak. Bilesem, şahsen meni pozisiyam o vakti biraz sabır etmek, kırmemek ve dünya aslında bu halkara teşkilatların vasıtasıyla yani bizim fikirdaşlarımızın dünyada olan fikirdaşlarımızın yardımıyla baskını güçleştirmek Ukrayna ve bizim meselemizin aslında milli bu bilesem bazıları beğenmiyorlar bu sözünü rehabilitasyon. Ben de beğenmeyeyim. Niçin degende bizim kabahatimiz yok edi. Ve lakin biz kabul ettik de deklarasyonu yani bu 1989 senesi о признании преступными деяниями в отношении депортации. Onun için bilesem oğa esaslanıp durup Ukrayna'da kanun kabul ettirmek gerekirdi. Biz bu meselede çok çalışmadık. Biz ekseriyetle çalışaydık nasıl? Mandatlar alsak kirsek yukarı radada işlerimizin bitirik. Halbuki bu devlet öyle değil. Bunlar Sovet hükümetinin ötmegin aşağın hadimler. Bunlar Ali bukunda öyle havalar. Bunlar Ukrayna'nın ayakta turuzip olamaylar. Bizni korçalayacaklarım. Onun için ben belirlesem ekseriyetle kabahat bunda, bu meselede. Ular bizim meselemizin bizim ayrı halk olarak, millet olarak görmüyorlar. Ve bizim geleceğimiz onların fikrince bu asimilasyon neticesinde Ukrayna olup kalacağımız. Uların fikrince. Halbuki tarih gösteriyor o her vakit öyle olmay. Başka da çevrilebilir siyaset. Onun için işte ben Bizler nasıl toxtatabilemiz böyle siyasetin deysiz gerçekten de bizler assimilyatsiya olup bunda Ukraynalılar olup kalmağa gerçekten de istemeyik. Yok, Ukrayna vatandaşının Ukrayna milleti yani Ukrayna etnos. O biraz farklı şey. Bizler Ukrayna vatandaşı ve lakin Kırım Tatar asılı. Millet mensupligi. Millet ne? Onun için belki taktikanı değiştirmeli. Nasıl düşünüyorsunuz? Siz en baştan ayttınız ki o vakitlara belki Ukrayna'ya daha çok baskıntı yapılması. O vakitte bizim küçüğümüz çok şeydi. Şimdi biraz şimdi biraz bilesem. Şimdi de var onu işlep çıkarmaya mümkün. Eğer de o günümüzge koysak o meselelerini işlep çıkarmaya. Benimce işlep çıkarır. Nasıl bu mesele olabilir? Bu sual doğrusunu aytkandan değil de yani bizim milli organımızga niçin degende siz milli organın bir parçası ediniz. Siz de bir müddetke kadar milli meclis azası ediniz. Onun için 2013 senesi yani bu sonki kurultay saylavlarında bizler böyle bir programla gittik. Kurultayını milli parlament dep statusuna
kabul ettirtmek. Kanun seviyesinde, Ukrayna kanuni seviyesinde. Kurultay. Kurultay kabul etken olsa özüne milli. Bu bilesizim parlament şeklinde. O aslında parlament. Ama halbuki biz özümüz ne dedik onu öz vaktinde siyez diyedik bilmeyeyim bir şey diyedik. Şaşmalataydık dünya cemaatine ve aslında siyasetçilerine. Ama milli parlament olganda yani şimdi eğer de o vakitte kabul edilgen olsa milli parlament statüsü bugüne kadar kolayca olur edi. Hakikaten de bugün milli hakimiyet şeklinde çalışır edi. Milli Meclis. Tanılacak edi mi başka bir taraflar? Siz bağışlarsınız. O tanılır eden üçün degende bizler o zaman onu bu statüsünü kabul edip, ilan edip darkatkan olsak vesikalarına ular bizim tanıyediler milli temsilci organı olganımızın. Bu elbette ular kabul ederdiler onu milli parlament şeklinde. Yani Suomi milli parlamenti var anda yani Norveç bu Finlandiya, Şveçya parlamentleri Ukrayna parlamenti değil. Bunlar nefskhor. Anda hakikaten de bambaşka dünya bakışı bambaşka. Uların maksadı o Suomi halkın gayip etmek değil de ve ona toprakların faydalanma. Bunlar bizim toprakların tek göz önüne alalar. Bizim yurtumuzun göz önüne alıp durup özüne işletecek olurlar. Ondan sebep mesele tura. Ya da Kırım Tatarlar gayip olur ve onlar faydalanır. Bizim yurtumuzdan eğer de biz gayip olmasak evet onların o günde vakti mesele duracak. Ne gerek uzakka gitmeye. 2014 senesinin işgali neden sebep öyle kolaylıkla geçti yani Kırım'da. Tatarlarının anda yani Kırım Tatarlar eğer silah algan olsa eline ular eksi birleşip durup bizge karşı işletirdiler silahını. İşte yani işgalcilerge Rus işgalcilerge karşı ular silah işletip olamadılar. Emiş ağa kardeş münasebetinde sen evin gelip bastılar silahla bastı. Sen doğmuş ağan bile öyle özüne varsa o ende düşman. Mında ağa kardeş münasebeti yoktur. Nasıl etip sizin düşüncenizge göre bugün biz küçleşmelimiz? Yani Ukrayna iktidarı yanında Kırım Tatarlarının kuvveti seviyesi vezdeylerdi Rusça. Böyle kuvveti olsun. Misal olarak alsak 1991 senesinde yani ikinci kurultayının toplaşımında hakikaten çok mühim kararlar alıngan edi. O kararların hangi biri bugüne kadar yerine getirildi? Hiçbirisi. Ne yazık ki ne için Ukrayna iktidarı içerisinde bulunganlarının bizlerge keder etkeni sebebinden mi? Ya da bizim taktikamız doğru olmaganı sebebinden mi? Yani bu eksi de doğru. Ya nasıl hem de devlet hem de bizler aytam da bizler eğer de böyle göz önüne getirsek geçken senelerin ekseriyetle bizim baş belamız neden edi? Yani haysi bir nazirlikte haysi bir taraftan mandat, ikinci taraftan bu idare nelerinde biz onun peşindeydik. Kimdir Tatar bilmeyeyim. Kaysı bir kurultay vekili nazir olacak ola. Evet tura nazir olsa bu meselelerini çözecek. Biz 20 kaç sene anavle yaşadık bizler. Bizler eğer de bir kere mandatlarımızın taşlap durup baskı yapkan olsak o zaman çok şey denişir. Şimdi baskı yapmanın manası yok mu sizce? Şimdi biraz bilesim ne
бар. Şimdi Şimdi de suğa getirip susuz bırakalır. Evet, lakin mında pek mahayt olmak gerek. Niçin degende düşman da işletebilir. Bizim şimdi o'zaro munosabatimizin bizga qarshi ishlatebilir. Niçin degende bizler ekseriyetten kimga esaslanabilimiz? Ya'ni xalqaro tashkilotlarga, to'g'rimi? Ama şimdilik ular tek o ziraatsızlığını bildirirler. Onun için ular Ama bugünden bugün bu eğer de biz Ukrayna çokça baskı yapacak olsak bu yerde Rusya ayaklanacak, doğru mu? Ular da bizlerge yardımcı olarak bularını yıkmaya tırışacaklar ve özleri koteler. Onun için bu yerde biraz mıkaytlıkla ama siz de doğru aytasız. Şimdi ellerimizin kavuşturup durup oturmamız da bir şeyler yapmak gerek de niçin degende her sene bu siz aytkan bu ATR'ın meselesi endi bu bilesiz men bilmeyeyim o aslında her sene kayta o mesele yıl başlagandan o mesele ve onun için siz bağışlarsınız başladık neden? Doğrusunu aytқанда işte bu meselelerini karıştırma olmay. Milli yani kanalını ve bu kalgan bütün men bilmeyeyim istese 100 kanal işgal etilgen topraklarga yayın alıp varsın onun hiç nesi yoktur. Mında milli kanal var. Tamır halkın milli kanalı meselesinin ayrı bakmalı ve o yani bunu parası işte karışmak mümkün değil. Maksatlar farklı olmak gerekiyor. Aksine ben şimdi böyle bir şey aklıma geldi. ATR gerek mektup yazma Amerikan Kongresi'ne bu Kırım Reali'ye verilgen paranın içinde Kırım ATR'ge de ayrılmak gerek. Kaysı bir paralar, ben bilmeyeyim, ayrı kaysı bir programalar al barmak mecburi alındı. İşte bu uların kadrını etmeye gerek mi? Siz bağışlarsınız. Bunda Ukrayna devlet olarak çalışa. Ondan da gayrı Amerikan Kongresi de para verir. Gene de Ukrayna anda kotermek için. Ama Kırım Tatarlarına niçin yok? Onun için menimce Böyle gayeler var. Müracaat etmeye. Müracaat gayeleri var ama Ukrayna iktidarı için, Ukrayna hükümeti için bu yekeni Kırım Tatar Tamır halkının telekanalına başka bir hükümetin para vermesi, destek etmesi büyük bir rezalet. Siz bağışlarsınız. Siz uların nesinden bakman da. Ben onlar için kederlenmeyeyim ama bunu yani Yekeni Kırım Tatar yani Tamır halklarının telekanalı olgan bir resurska devlet yardım etmeli. Yani bu siyasi bir karar. Siz bağışlarsınız. Eğer de ular anlamasalar bu şimdiki vaziyette bu işgal etilgen Kırım'ın işgalcilerden kurtarmak meselesi ne kadar Kırım Tatar milli meseleni ne olganını eğer de kabul etseler. Ular bazıları anlaydırlar ama istemiyorlar onu etmeye. Ama taraftan bakınız ne için biz mesela düşünüyoruz. Eğer biz şimdi baskıntı yapsak bizim meselelerimizi çözülmesi için düşman bunu kullanacak. Fakat bugün Ukrayna hükümetinin ATR telekanalına yapkan faaliyetini zaten düşman kullanamaz. Ular bunu düşünmeyler. Biz düşünüyoruz. Ular düşünmeyler. Onun için bizler farklanamız ularga bakkanda. Siz bilesiniz gerek mi uzakka gitmeye? Yani Kırım Tatar halkı ekseriyetle ve Ukraynalılar Kırım'da
farklıca özünü alıp bardılar işgal devrinde. Ekseriyetle. Ekseriyetle siz bağışlarsa anda Ukrayna askerleri de var edi. Ukrayna'nın sayısı da Gilanda sayısı 600-700 bin. 90%. Ama var endi ruslaşıp endi asimilyasiya. Siz bağışlarsınız. 90% kolaborasyonizm olur mu ya? Akat 90% Ruslarga satıldı. Hangi Bazı strukturalar 95%. Yok, bütün vertikalini alsak, şimdi ben sizge aytayım, mında da ular kelgen soyları, Kenya'da ayak çalalar bizim milli meselemizin çözülmesine. Çözülmemesine. Çözülmemesine. Son ama biz uların dost dep tanıp yürüyemiz. Biz men aytam da bu bütün meselelerin көз önüne alıp turup özümüz işlep çıkarmasak qaysı bir strategiyani mesele çözülmeyecek. Terinen bağlı bu problema çözülüp yolları nasıl kuruyorsunuz? Çünkü bakın büdjette kabul edildi 50 milyon ama deyilirken de ATR sözü yazılmagan, onun için nazirlik paralarını istegeni kıbık kullanacak. Mına Gülsüm de aytkan edi. Demek nazirlik dey ki 14 yayınlatkan resurs var. Ularga demek nazirlik ozu teklif etken bu paralarını alın de ve Tunev'in nazir efirde dedi ki 25 milyonunu belki de sizge berebilemiz ama ondan çok değil. Demek ATR telekanalı tolusının faaliyet göstermesi için bu en azından 50 milyon 60-70 demek ne kadar çok o kadar çok programa olacak. Siz bağışlarsınız. Men belesem bizler işlep çıkarmak gerekmez biraz böyle bir taktika. Yani milli kanalın aslında çalışmasına ve inkişaf etmesine o ayrı para olmak gerek. Ve bu işgal etilgen topraklarga gösterilgen yapılgan yayınların parasının içinde Kırım Tatar redaksiyalarını işlettirmek parası da olmak gerek. Bütün ne kadar Evet, niçin degende siz bağışlarsınız milli kanalının o günde turgan problemler biraz başka olabilir. Ve olabilir değil bu başka. Ama bu yayını al bargan Ukrayna kalgan kanallar ne kadar milli kanallar var? Çünkü bunlar hepsi o kadarcalık yayını al bara. Onların hepsi bütünde Kırım Tatar redaksiyası olmak gerek. İdeal şekilde öyle olmalı. Zaten informasyon cenk şaraitlerinde onlar bizden talep etmeli. Siz ne için o kadar az misal olarak işgal edilgen teritoriyalar için content yapasınız? Ne için sizde köprü programması vardı? Ne için şimdi yok? Buna sizge para, buna yapınız. Yani belki yaman bir misal ama Rusya Federasyası o'zining teşvikatına, o'zining aşikar yalanlarına milyonlarca dolar masraf etti. Dünya boyunca cenk şaraitlerinde Ukrayna men kontrpropaganda sözünü sevmeyeyim ama Kennedy bu siz bağışlarsınız uların ucumuna biz karşılık göstermek gerek. Ne gerek uzakta gitmeye. Neticesi pasede nasıl? Neticesi? Kayta Rusya neticesi. Rusya kayıttı. Ende Ukrayna'nın sözü geçmiyor. Daha biz sağ ol demek gerekmez. Bu Litvanya, Estonya, Polonya ne kadar ular neti. Kendiniz Jalışçeni yayınımızga bağlayık. İstanbul Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı biz şimdi canlı bağda bizim diskussiyamızın, sübyetimizin dinledi. Celal Bey, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Celal Bey, işte Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlar ATR telekanalının şimdi bulungan vaziyeti hakkında ne ayta, ne deysiniz, nasıl fikirleriniz var? Vallahi söyleyecek çok şey var. Buyurun. ATR televizyon kanalına destek yapmak dünyada en büyük diasporanın yaşadığı Türkiye'de. Burada 60'a yakın Kırım'la ilgili dernek ve vakıf var. Bunların işte şehirlerde, kasabalarda, köylerde. İşte bu dernekler arasında farklı birlikler var.
işte Dernekler Platformu Başkanı Ümit Çilit, işte Kırım Derneklerin Başkanı Mükremin Şahin, böyle farklı başkanlar var. Bence Kırım Tatar Milli Meclisi bu diasporadaki böyle grupların başkanlarına söylüyor. Bu konuda kendi hükümetinize başvurun veyahut da sivil toplum kuruluşu olarak bölgenizdeki Ukrayna konsolosluklarına giderek en azından neden ATR televizyonuna maddi yardım göstermiyorsunuz diye Ukrayna konsolosluklarına üzüntülerini belirten birer mektup vermesini tavsiye etsin. Şimdi biz bunu İstanbul'da yapmak mümkün. Kendi başımıza biz bunu yaparız. Ama doğru mu olur, yanlış mı olur bunu bilmiyoruz. Ama Kırım Tatar Milli Meclisi bu konuda bir karar verirse biz daha rahat hareket ederiz. Marmara bölgesinde bu, yani İstanbul'un yakın çevresinde bir 10'a yakın dernek var. Buranın başkanları var. Her dernekten bir başkan, bir yardımcısı mektuplarını hazırlayıp getirip İstanbul'daki Ukrayna Başkonsolosluğu'na gidip neden Ukrayna hükümeti işte ATR, bizim dünyaya sesimizi duyuran televizyon kanalımızı desteklemiyorsunuz? Siz nasıl dostsunuz? Nasıl kardeşsiniz? Hani beraber hareket ediyorduk. İşte Rus işgaline karşı beraber direniyorduk. Neden bizim milli yayın organımız gibi hareket eden ATR televizyonuna destek vermiyorsunuz? Böyle birer mektup verebiliriz. Ukrayna'nın konsolosluklarına, ticari temsilcilikleri de dahil. Yani hepsine böyle bir demokratik hakkımızı kullanan böyle bir şey yapabiliriz. Ama tabii Kırım Tatar Milli Meclisi yol gösterirse, bunu yaparsanız iyi olur diye bir söylerse çok farklı olur diye düşünüyorum ben. Demek gaye gerçekten de güzel, böyle mektup vermege, demek bilemiz ki bu konsullar Ukrayna Dışişleri Nazirine kelip demek bu haberlerini aytacaklar mına Türkiye vatandaşları, demek Kırım Tatarlar anda yaşagan böyle bir narazılığını bildirdi dep, ama Ukrayna hakimiyeti olgan problem hakkında bile. Demek ular tek çözmege istemeler. Nasıl ularga baskı etmek mümkün de bu mesele çözülsün? Vallahi ben şimdi bu Zelenski hükümeti iktidara geldiğinden belli, doğrusunu söylemek gerekirse hiç kalbim ısınmadı. Yani bu adamın Cumhurbaşkanı'nın, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın siyasi bir geçmişi yok. Çünkü o hep birileri tarafından yönlendiriliyor. Birileri tarafından yol gösteriyor. Mesela diasporada yaşayan biz Kırım Tatarları o kadar çok problem var ki. Buradaki konsolosa söylüyorsunuz, büyükelçiye söylüyorsunuz. Mesela bir diaspora kimliği meselesi var. Gidiyor işte Ukrayna'da kart babaları yaşamış işte insanlara diaspora kimliği veriyoruz diyor. Neden bu diaspora kimliğini hazırlarken Türkiye'de kendilerini temsil eden Kırım Tatar derneklerine yetki vermezler? Değil mi? Mesela biz dernek olarak yazalım. Bu adamın babası, dedesi işte Kırım'dan göç etmiştir diye böyle bir yazı verdiğimiz zaman o diaspora kimliğini o adam, o insandan almaları lazım. Hep işi başından belli zorluk halinde şey yapıyorlar. İlk başta Sovyetler Birliği dağıldığı zaman Ukrayna'yı yönetenler Sovyet mantalitesinden yönetiyorlardı Ukrayna devletini. Ne zaman ki Rusya Kırım'ı işgal ettikten sonra Kırım Tatarlarını anlamaya başladılar. Tamam mı? Ne zaman ki Ukrayna ile Kırım'ın sınırları Tatarlar tarafından kesildiği zaman, işte elektrikler kesildiği zaman, kamyonların girişine müsaade edilmediği zaman biz Ukraynalılara da millet olmayı öğrettik aslında. Direnmeyi de öğrettik. Ama bunlar öğrenmek istemiyorlar nedense. Şimdi kendilerinden beraber işbirliği yapan Kırım Tatarları var ve diasporası kuvvetli, güçlü bir insan topluluğu var. Ama Ukrayna devleti ne hikmetse bu diasporayı görmemezlikte geliyor. Ama burada da diasporayı yönlendirecek Kırım Tatar Milli Meclisi'nin dünyada, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin dünyada temsilcilikleri var. Bu dünyadaki Kırım Tatar Milli Meclisi'nin temsilciliklerinin ben ne iş yaptığını bir türlü anlayamadım.
Dernekler mi temsil ediyor, meclise bağlı temsilci mi temsil ediyor? Bunu anlamış değilim. Yani bu aslında Türkiye'de Kırım Tatar halkını temsil eden bir büyük elçi gibi iş yapıp, görev yapıp bu dernekleri uyarması lazım ve yönlendirmesi lazım. Ama ben böyle bir şey görmedim Sovyetler Birliği'nin kapısı açıldığından beri. Bütün dünyanın her yerinde temsilciliklerimiz var. Bunlar ne iş yapıyor? Bunları da sorgulayın. Tamam mı? Yani şimdi ne söylemek lazım? Ama biz İstanbul'da yaşayan ve Marmara bölgesinde yaşayan Kırım Tatarları olarak iyi niyet mektubumuzu götürüp Ukrayna büyük konsolosluklarına verebiliriz. Ama bunun için Kırım Tatar Milli Meclisi bize destur vermesi lazım, müsaade etmesi lazım. Götürüp verelim. Bakın burada Trakya tarafında İstanbul Kırım Derneği var, Çatalca Kırım Derneği var, Tekirdağ'da Kırım Derneği var, Çorlu'da var, Edirne'de var, Çanakkale'de var. Yani en az 6-7 tane. Biraz daha aşağı doğru İzmit var, Derince var, Bursa var. Bu dernek başkanları İstanbul Konsolosluğu'na biz birer mektup vereceğiz bu konuyla alakalı dediğimiz zaman bu dernek başkanları seve seve gelirler buraya. Tamam mı? Bu da en az onun üzerinde Kırım Tatar Derneği demek. Biz burada başkonsolosluğa bu mektupları verdiğimiz zaman herhalde o başkonsolosluk da onları yırtıp çöpe atmayacaktır herhalde. Bunu basına da duyururuz mektup verirken, haberini yaparız. İşte Kırım Haber Ajansı var, sizin ATR televizyonu var, bu haberi yaparsınız. Bunun dışında sadece Ukrayna temsilcilikleri değil, Türkiye'deki bu tür şeylere destek veren topluluklar var Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin. İşte bir akraba toplulukları diye bir kuruluş var. Bu tür yardımları yapıyor. TİKA diye bir kuruluş var. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı var. Buralara müracaat edilebilir. Yani ilgili fonlar var bu konularla ilgili. Ya Celal Bey, sizin fikrinizce manası olur mu? Bir yardım destek Ukrayna hükümeti tarafından beklemesi, yani bu ihtimal aslında var mı? Çünkü biz Kırım Tatarları olarak Türkiye her daim işte Kırım işgalini kabul etmegenini ve kardeş milletini işte destek etkenini bildiriyor ve zaten böyle tecrübeni alacak olsak böyle muhalefetçi olgan, yani bizim elbette ki bizde böyle bir unikal vaziyet, çünkü biz özümüzün devletimizde biraz böyle özümüzün devlet içerimize biraz sürgün etildik Kırım'dan. Fakat başka misal olarak telekanallarını alacak olsak, Bilsat alsak bilirsiniz, Beyaz Rusya'da çalışkan telekanalga destekini Polonya beri, işte Avrupa Komisyası beri ve ilahir. Yani böyle bir destekini sizince Türkiye Cumhuriyeti hükümeti verebilir mi? Misal olarak Türksat platformuna karşını temin edebilir mi? Gülsüm kardeş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bunu anlatmak lazım. İşte burada başta bizler sivil toplum kuruluşları olarak bunları nasıl Ukrayna konsolosluklarına, elçilerine mektup şeklinde müracaat edersek aynı müracaatı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılabilir. Bu bütün derneklerin mektup yazdığını düşünün. 60 tane mektup var. Sonra Ukrayna parlamentosunda Türk parlamenterler grup karşılığı Rüstem Ömerov var, yanlış bilmiyorsam, hatırlamıyorsam. Değil mi? O da Ukrayna'da Evet. Rüstem Ömerov bu konuda harekete geçebilir. Türkiye'deki parlamenterlerle dostluk grubu adı altında görüşüyor. Türkiye'ye geldiği zaman duyuyoruz, işitiyoruz. Geldi işte görüşme yaptı filan diyoruz. Ama ne görüştü? Ne anlattı? Ne soruldu? Ne konuştu? Kimsenin haberi yok. Geldi görüştü. Bence Ukrayna parlamentosunda olan milletvekillerimiz üstlerine düşen vazifeyi yapmaları lazım yani. Bunu hareket edin. Mesela en genç olan Rüstem Bey olduğu için Türkiye'ye de sık sık gelip gidiyor. Devletin hükümet yetkililerinden de görüştüğü zaman bu sıkıntıyı dile getirebilir. Yani dile getirirse daha ilk ağızdan duyulmuş olabilir. Biz de kendisine destek olarak mektuplarımızı hazırlar göndeririz. Ama onun Türkiye'ye geldiği zaman ne görüştüğünden, ne yaptığından, hangi konular hakkında ne görüştüğünü bilmiyorum. Haberi alamıyoruz yani, haberi olmuyor. Yani bunları da bizim milletvekillerimiz de orada gerekli şeyleri Türkiye'ye geldikleri zaman oradaki sıkıntıları dile getirmeleri lazım.
Sinavir Kadyrov da aytacak edi şimdi. Menimce Gülsüm kardeşim bu biraz farklı adımlar. Niçin degende biz şimdi bilesim çaresini tapmak gerekmez. Ukrayna devleti olarak bizim kanalımızga para ayrılmalı. Onun boynun borcu. Ondan artkaç dış yardımlar o başka programa. Niçin degende sizler Belsat'na aytasız, bilmeyeyim daha kimnedir aytasız, unutmang. Avrupa Parlamenti programa ayrı, yani andaki siyasi vaziyetini koz ogni alıp durup, bu rejimni koz ogni alıp durup, ular para ayrıla, yani anda yayınlar. Ama olar bizne de 2016 senesi o'zining rezolütsiyalarında kaydetken ediler. Ama niçin 2017 senesi olmadı, 18 senesi olmadı, 19 senesi olmadı? O bizim yani biz de çalışmadık gerekli derecede. Benimce bana şimdi Celal Bey aytkan çok güzel. Mektuplar ama iki mektup yazılmak gerek benimce. Birisi Ukrayna konsuluna, ikincisi Cumhurbaşkanına. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı vasıtasıyla baskı yapmak gerek Ukrayna prezidentine biraz bu meselenin çözülmesine. İki mektup gitmek gerek. Müracaatta bulunmak gerek bu Türkiye Cumhurbaşkanı'nın vasıtasıyla baskı yapmak gerek. Niçin degende bu vaziyette Rusya çok işletip olamaz. Niçin degende yarın mümkün teklif etmeye çıkma, piketler yapma onu kim gösterecek? Onu Rusya başlayacak göstermeye. Hem dünyada ama eğer de bu Cumhurbaşkanı vasıtasını çünkü manda telefon lafı olacak. Öyle baskılar. Biz Türkiye'nin tek değil, biz Romanya'nın da öyle, Polonya'nın öyle, Litvanya'nın öyle olamaz, Estonya'nın prezidentler baskı yapmak gerek. Celal Bey, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bana mı sordunuz? Evet, Sinaver Bey doğru söylüyor. Sinaver Bey'in dediklerine katılıyorum. Onu mutlaka yapmak lazım. Türkiye Cumhurbaşkanı'na da mektup yazıp Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı'na Kırım Tatarları hakkındaki bazı yardımların yapılması yönünde konuşabilir. Bu doğru bir fikir. Yani ben ona katılıyorum. Çok sağ olun Celal Bey. Teşekkürler. Dostluk grubundaki milletvekilimizin de biraz gayret göstermesi lazım. Rustem Umerov mesaj ketdi. Umut etem biz onu şimdi yayınlarımızga umut etem bir müddetten son bizlerge qoşulur yayınımızga. Verifat Şubarov da mutlaka men bilesem bu efirini bakar. Siz aytkan mektuplar hakkında meclis adından derneklerge bir rica da men bilesem olmak gerektir. Çok sağ olunuz yayınımızga qoşulganınız için. Celal İçten İstanbul Kırım Tatarları Derneginin reisi bizden canlı bağda İstanbul'dan edi. Demek Sinavir ağa da bir mesele var. Sizden laf etmege isteyimiz. Aslında vaktimiz da çok kalmay ama bence bu mesele için vakit ayırmağa mümkün ve hatta zamanın birkaç vaktini de alırmız. Çünkü mühim mesele. Şimdi sizin de bilgenizge göre bugün ATR telekanalına böyle mali problemlerini yaratkan nazirlik, işte işgal edilen teritoriyalarının artık neni reintegrasiya edecekler ki bilmeyeyim. Kaytarılmagan şeylerini de. Çünkü böyle şeyler bizge yaparlar ama aslında biz kulemiz Şevket. Biz kulemiz ama bunda kullanacak şey yoktur. Belki o kadar kederden kulemiz.
İşte demek bu nazirlik. Canımız yanğanından kuluyamız. Çaresizlikten. Или защитная реакция deyilirdi. Синевераха концепция Kırım Tatar tili saklanolovu, işte popülerizasiyası ve ileride bu 2030 senesine kadar. 32 senesi. Yaxşı da Begenesiz aslında bu gayet. yaxşı da on kabul etti. 2022 ve 2032 seneler bu tamır halklar tili yılları diye eğer de kabul etmeyen olsa bunda konsepsiya da kabul edilmeyecek diye. Doğrusunu aytganda ta 16 senesi bizler to gerek masalar 16-17 seneleri geçirgen edik to gerek masaları ve tırıştık. Yani bunda bu Marif Nazirliğinde geçirilgen edi. Onu teşkil etken edik bizler. Ularını celp etken edik ve kalgan başka mütehassıslar var edi. Biz tırışkan edik o zaman bu Latin grafikasına kabul edilmesini Ukrayna'da Kırım Tatar tilinin Latin grafikasına geçirilmek kararını kabul edilmesinde çalışkan edik. Hem de iş başında güzellikteydi. Böyle birinci adımlar da yapılgan edi. Halbuki sonra neçündür toxtalıp kaldı. Çünkü bu meselege ayak çalmaya başladılar. Bizim aramızdan da tapıldı o insanlar. Niçin degende bizim aramızda da var eken insanlar kim böyle bir fikirde. Eğer de şimdi böyle de tilimiz ağır aldı. Halkımız çoksu bilmiyor tilini ve onu öğrenmesi mesele. Ama şimdi bu Latin kurumuna yani grafikasına eğer de geçsek daha beter olacak. Doğrusunu aytganda ben böyle fikrini anlap alamayım. Niçin degende ana böyle bir laf var bizde. Olgen koy bordan korkmay. Endi daha neden korkmak gerekmiz bizler böyle bir vaziyette? Niçin degende biz bir şeyini anlamak gerekmiz. Biz tilini canlandırıp ve inkişaf ettirip olamamız eğer de bu meseleniz son derecede çözmesi. Bu grafika meselesi. Niçin degende? Bu grafika meselesi. O temel. Niçin degende? Onun telaffuz bağlı. Onun sonra kaydeler bağlı. Niçin degende siz bugün Kiril elifbesinin esasında, Kiril grafikanın esasındaki nelerini öğrenip gelsek çok neler uygun değil. Hepsi sesli. Telaffuz bir, yazması ikinci ve ilahiri. Onun için eğer de bu meselenin son derecede çözülmesi, temel koyulmasa biz o temel üstüne bina kurup olamamız. Niçin degende? Biz şimdi ne de yapmasak o afudan olacak. Vaktince olacak ve ona nasıl sizge aytayım o iş hakikaten de afudan yapılgan iş olmuyor. Biz tilini doğrulap olamamız, canlandırıp olamamız ve inkişaf ettirip olamamız. Demek nasıl kıyınlığı var bu Latin urfatını demek endi uyken yaşta olganlar gerçekten de bu grafika endi içte belki 5-10% geçmege tırışsa geçip olar. Siz bağışlarsınız. Bilesizim grafika meselesi ne zaman mühim edi? Belki 29 seneleri. Bu da kurultayın algan bir kararlarından biriydi. Evet. 93 senesi 91 senesi kabul edilgen anda komissiya çalışkan edi 93'te tasdiklangan edi bu Latin nesi 29 senesi
bu mesele mühim edi. Niçin degende Arap grafikasından geçmege zor edi. Niçin degende bilesem halk ekseriyetinin başka grafikada okup öğrengen edi ve da farklı edi. Şimdi ballarımız İngiliz dilini öğreniyor nasıl neydi? Latin Ümidliyim ki yaşlarga kolay olacak. Kim o kartlar? Bizde kartlar hepsi... Bizde endi kartayamız yavaş. Bizim kartlar endi Sovet devrinin balları. Ular hepsi 80% mektep gördüler. Doğru mu? 80%. Yobuzbek kartlar 70-80 değil, mana 50'den ziyade 50'den artık olganlar endi men bilesem kıyın olacak geçmege. Niçin? No, çünkü insanlar ular bağışlarsız. Devlette Kiril Urfatı. Siz aytkan soy insanları, ular Kiril Kiril grafikasında zorla okuyor. Belki öyle de olabilir ama halkımızdan çoksuna aytkanda. Manda kelin biz şimdi ularla bağlamayık da biz ballarla bağlayık. Ballarla kerekli bağlamak. Biz ballarla bağlayık. Niçin degende kartlar bala masallarını okup olurlar torunlarına. O grafikanın esasında, Latin grafikanın esasında okup olurlar. 60 yaşına olgan soyları da okup olurlar. Niçin degende ular Latin grafikasını bileler, tanıyırlar. Kıyın olur eğer de Arap grafikasını kabul etsek o zaman kıyın olacak. Sinaver çok kalma yayınımızda nasıl düşünüyorsunuz? Hangi bir şartlarda, hangi bir usullarda bu konsepsiya semereli olacak? Bilirsin bu konsepsiyonu ben böyle göz önünden geçirdim. Ben neden sakınam? Anda var çok güzel şeyler, doğru şeyler de var ama zayıf meseleler de var. Niçin degende bizler nege esaslanacağımız? Bu yani OON deklarasyasına esaslanacağımızım ya da bu Avrupa'nın kanunlarına, regionalne yazıki ve ile ahire. Niçin degende? Niçin? Nege esaslanacağımız? Yani bu asıl halklar deklarasyasına esaslanıp albarın. Çünkü bu program OON. İşte Avrupa'nınki de değil. Avrupa'da biraz farklıca bakalar. Aklınızda olsa bu regional tiller meselesi gelgende onu işletken ediler Ukrayna'da. Kaysı bir regionlar kabul etken ediler ve biz bekleyedik Kırım'da da kabul ederler. Çünkü 10%'dan artkaç Kırım Tatarları ve Kırım için Kırım'da olur regional tiller. Halbuki Kırım parlamentosu kabul etmedi ona. Onun için böyle bir zayıf yerleri var. Ondan da gayrı. Siz bağışlarsınız bugünden bugün Kırım Tatar balası ana tilini öğrenecek olsa yani onu en olmağında 7 ahrandaşı olmak gerekir. Ariza yazalar benim de aytmayın. O arizaların yazıp başına çıkmaya da o mesele. Ama ariza yazalar ya o 7 bala olmasa demek tilini öğrenmeyecek. Ama bu tamır halklar deklarasyasına esaslanırsak bu mesele yoktur. Anda bir bala bile hakkı var talep etmeye ona. O endi devletin işi nasıl o çaresini tapacak. Ama ahnen ve çare biraz farklı şeyler. Onun için böyle bu programa yani bu konsepsiya propagandist bir vesika olarak kalmasın deyip sakınam.
Ne üçün degende onun yanında programması yoktur. Eğer ne üçün degende umumen aytılgan ama programması yok. Demek işlep çıkarılmalı bu programma. Шымды мечілес бұл стратегия ішлеп шығарылмасынан оғырашып башлайжақ деген еді Рифат Чубаров. Belki programmada Siz bağışlarsınız bu ede 2021 senesi. Galiba 2021 senesinde yaşayım. Ama bu 14 senesi kabul edilgeniydi заявление. Ne? Yani Құрылтайда? Yok, kurultayda Yok. geliyor Верховная Рада Украины. Yukarı şurada. Niçindir onu bizler ali bukunda insan şekeri işletip olamayız. Onun Постановление için şeklinde. siz bağışlarsınız. Niçin degende mında bu eğer de biz istesek hakikaten yarın bir gün bu ATR'ın alına kalmasın deyip çünkü iki lafın biri kenede aytırlar para yoktur bilmeyeyim bir şey yoktur. Kanun kabul edilmek gerek. Kırım Tatar tilinin canlanığı ve inkişaf etu usulları. Çok sağ olunuz. Sinaverga büyük teşekkürler. Ne yazık ki vakitimiz endi yoktur. Zaman informasyon programması bizni işte aşıktıra. Sevgili arkadaşlar, stüdyomuzda Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Sinavera Kadyrov bulungan edi. ATR telekanalından ayrılmanız. Көрішкенше. Sağ olun. Tamam. Блокування фінансування під прикриттям неіснуючого конкурсу. Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі нашого телеканалу назвав ті компанії, які, за його словами, начебто претендують на 50 мільйонів бюджетних гривень. Це гроші, які були виділені з держбюджету на підтримку телеканалу АТР. До урядовця вдалося додзвонитися вчора в ефірі програми «Прайм Муждабаєв». Міністр Олексій Резніков заявив, що це Чорноморська телерадіокомпанія та навіть Крим Реалії. А телеканал АТР, на думку Резнікова, може претендувати на половину цих грошей. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окупованій території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує українською мовою, від Крим Реалії, від Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсирує? Я прошу? А їх не Конгрес США спонсирує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Така заява урядовця здивувала головного редактора Крим Реалії. Компанія фінансується Конгресом Сполучених Штатів, а брати кошти з інших держав забороняє американський закон. Друзі, колеги, щоб уникнути хибних трактувань і зайвих запитань, як головний редактор Крим Реалії одразу поясню, що редакція Крим Реалії Радіо Свобода не зверталася до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із запитами на фінансування з програми, яка спрямована на підтримку єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Також не плануємо цього робити. Одиночний мовчазний пікет на підтримку АТР. До Харківської обласної міської ради вийшов чоловік із закликами забезпечити фінансування єдиному кримсько-татарському телеканалу. Звернення були написані на листках, а чоловік був одягнений лише у вишиванку та шорти. Таким незвичайним чином чоловік вирішив підтримати кримських татар. Він пояснив це тим, що повертає борг, те тепло, яке український Крим дарував йому до російської окупації. Активіст навіть звернувся до президента Володимира Зеленського, щоб той не розповідав про те, як би захищав Крим у 2014 році. На інших листах були гасла «Сейф АТР», «Голос Криму має бути в ефірі» та «Наша перемога починається з захисту патріотичних телеканалів».
Кримсько-татарський народ довів, що він є єдиною надійною опорою України в окупованому Криму. Голова Конституційного суду Литовської Республіки Даніус Жалімас виступив на захист АТР. Він наголосив, що телеканал виконує державну місію, будучи джерелом правдивої інформації для окупованого півострова. Тому втратити АТР означає зробити великий крок назад на шляху по деокупації Криму. Я думаю, как по Конституции Литвы, так и по Конституции Украины государство должно способствовать развитию своего информационного пространства, должно способствовать той некоммерческой миссии таких телеканалов, как АТР, которые на самом деле осуществляют и государственные задачи. Я думаю, что телеканал АТР является символом крымско-татарской борьбы за свободу на своей исторической родине, символом и самой Украины, которая борется за оккупацию Крыма. Поэтому потерять телеканал АТР в настоящих условиях – это значит сделать большой шаг назад на пути деоккупации Крыма. В Україні є один кримсько-татарський телеканал. Журналіст Сергій Мельничук приєднався до флешмобу «Сейф АТР. Голос Криму має бути в ефірі». На своїй сторінці у Фейсбук він поділився. Хтось хоче, щоб виглядало, що АТР не витримує конкурентної боротьби. Чисельність кримських татар в Україні близько 300 тисяч. В Україні є один кримсько-татарський телеканал, але на його фінансування в держави немає коштів. Або хтось хоче, щоб не було, або хтось хоче, щоб виглядало, що він не витримує конкурентної боротьби. Думаю, не в мене одного багато питань щодо першого кримсько-татарського телеканалу, правда? Захистимо голос кримських татар. Брати Капранови записали відео на підтримку першого кримсько-татарського телеканалу. Вони зазначили, що АТР треба захищати не тільки тому, що це інформаційна зброя у війні з окупантами. Чому треба зберегти канал АТР, канал кримських татар? Не лише тому, що це інформаційна зброя в інформаційній війні, яку ведуть проти нас сьогодні для того, щоб відхапати у нас Крим. Є інше, воно головне, тому що кримські татари або ж кримці – це корінний народ України, це один з засновників нашої державності. І ми, українці, як чисельніший, як міцніший народ, ми повинні нести відповідальність за них. І ця відповідальність якраз дати їм змогу розвиватися як окремому народу, який живе поруч з нами. АТР – це голос кримського народу. Ми не маємо права позбавляти їх голосу, тому збережемо АТР. Ще 16 російським телеканалам заборонили трансляцію у Латвії. Про це у своєму твіттері написав глава Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболінч. Серед виключених зі списку трансляцій телеканалів, зокрема РЕН-ТВ Балтік та НТВ Мір. Офіційною причиною рішення назвали те, що Національна рада не знає, хто представляє ці телеканали в Латвії, та чи хотіли би вони продовжити транслювати. Як АТР повідомляв раніше, також в Латвії з 15 лютого тимчасово припинить мовлення пропагандистський телеканал «Росія РТ». Національна рада з електронних медіа зафіксувала розпалювання ненависті по відношенню до України, тому заборонили їм трансляцію на рік. В окупованому Криму фіксують зростання смертності серед немовлят. За даними Росстату, за 2020 рік на півострові померли 103 дитини у віці до 1 року, а це майже на 16% більше, ніж у 2019 році. Окрім цього, окупанти фіксують зниження народжуваності. За минулий рік народилося на 346 дітей менше, ніж у 2019-му. Генконсул України Тарас Малишевський відвідав 12 кримських татар, які через політично вмотивовані справи знаходяться в СІЗО Російської Федерації. Про це Малишевський розповів телеканалу АТР. За інформацією дипломата, він зміг відвідати фігурантів 2-ї Бахчисарайської, Красногвардійської та Алуштинської груп так званої справи про тероризм. За словами Тараса Малишевського, змін зовнішності не помітив, але потрапити до бранців Кремля вкрай складно. Потрапити до хлопців досить важко. Російська сторона визнає їх громадянами РФ, і до українського консула ставлення досить жорстке в розумінні тому, що для них вони громадяни Російської Федерації, для нас же це наші громадяни,
Зустріч дає можливість перевірити умови тримання, стан здоров'я, кому потрібно нагально надати матеріальну допомогу, вирішити якісь ключові проблеми, які, на жаль, він не може вирішити із адміністрацією колонії. Наразі консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зі своїм колегою Юрієм Довгулою їде в Ставропольський край, щоб зустрітися з Володимиром Дудкою, обвинуваченим за так званою справою севастопольських диверсантів та засудженого на 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Рімзі Міметовим та Енвіром Мамутовим, фігурантами так званої справи про тероризм, яких засудили на 26 років в цілому, та фігурантам так званої справи батальйону Номана Челібіджіхана Ділявіром Гафаровим та Айдином Мамутовим. Окупанти накрили великим калібром позиції поблизу Південного, що на Донеччині. Били мінометами 82-го та 120-го калібру. На підступах до Авдіївки, Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем. Обійшлося без втрат з нашого боку, а на всі 7 ворожих обстрілів українські бійці відповідали вогнем. Крім того, розвідка доповідає про активну підготовку по той бік лінії фронту. Російське командування з Південного військового округу перевіряє готовність своїх окупаційних підрозділів. Проводиться комплекс заходів у рамках тижня бойової та мобілізаційної готовності. У тому числі звірка так званого приписного особового складу у військових комісаріатах окупаційних адміністрацій. Крім того, противник приділяє особливу увагу підготовці артилерійських та мінометних підрозділів та здійснює уточнення цілей на передових позиціях підрозділів об'єднаних сил зі складанням бойових графічних документів. Добрый вечер, селям алейкум. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информацию. Что-то я сегодня целый день хочу у нас представить идет марафон. информационную программу «Бугунь». Я надеюсь, что мы возобновим, конечно же, наши информационные программы. Мы в скором времени, но пока мы вещаем в таком режиме марафона, который называется «Сейф АТР. Голос Крыма», мая вот в эфире. Селям алейкум еще раз. Да, и вопрос с финансированием телеканала АТР не решен, вы, наверное, поняли, потому что марафон «Сейф АТР» продолжается, вторая неделя у нас уже началась. Вчера был ответ от министра Алексея Резникова, что финансирование не предусмотрено для телеканала АТР, поэтому мы должны конкурировать с другими ресурсами, которые также вещают на оккупированную территорию Крыма и Донбасса. Более того, в эфире вчера нашего телеканала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий даже сказал, с кем придется конкурировать телеканалу АТР, и назвал такое СМИ, как Крым Реалия, которая спонсируется непосредственно Конгрессом США, и любая финансовая помощь не от Конгресса, которая поступает в это СМИ, преследуется, это является уголовным правонарушением, и в принципе это невозможно. Главный редактор про это и написал, что они не претендуют, да. Я просто хочу напомнить нашим телезрителям, как, собственно, об этом заявил Алексей Резников. Предлагаю послушать эту его речь, этот его месседж и продолжить наш эфир. Выведите, пожалуйста. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окупованій території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує українською мовою, від Крим Реалії, від Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсирує? Я прошу? А їх не Конгрес США спонсирує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. А после этого главный редактор проекта «Крым Реалии» Владимир Притула написал на своей странице в Facebook. Давайте послушаем его объяснение. Друзі, колеги, щоб уникнути хибних трактувань і зайвих запитань, як головний редактор Крим Реалії одразу поясню, що редакція Крим Реалії Радіо Свобода не зверталася до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із запитами на фінансування з програми, яка спрямована на підтримку єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Також не плануємо цього робити.
И вот такое опровержение было уже с утра. Алексей Резников об этом заявил вчера вечером в этой же студии, а с утра Владимир Притула опроверг эту информацию, а позже еще появилась информация. Да, выясняется, что Алексей Резников солгал в эфире телеканала АТР. К нам сейчас подключается Алекса Окян, политолог, он с нами сейчас на прямой связи. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну, для начала, пане Олеже, вы слышали сейчас и заявление Алексея Резникова, и услышали потом комментарий главного редактора «Крым Реалии» Владимира Притулы. Собственно, вы знаете о ситуации, которая сегодня сложилась вокруг финансирования телеканала АТР. Что вы думаете, как вам вообще все происходящее? Ну, все происходящее, конечно, выглядит, будем честны, не очень. И, конечно же, в России сейчас и оккупационной администрации есть повод радоваться. Но на самом деле ситуация не настолько проста, как хотелось бы. В случае господина Резникова я склонен считать, что он договорился, возможно, или неправильно сказал название организации, которая обращалась. Я надеюсь, что, по крайней мере, это так, поскольку их системная поддержка по оккупированных территориях, она присутствует и в их риторике, и вопрос Крыма для него не чужд, это я точно знаю. Все-таки я думаю, что, конечно же, стоило бы объясниться по этому поводу, поскольку иначе это обретает уже определенное очертание скандала. Параллельно с тем финансированием занимается выделением депутаты, парламент, и очевидно, что они не додали денег в данную статью, и АТР решили, скажем, поставить в равные условия с остальными конкуренцией, что является в данном случае не совсем корректно, поскольку если говорить об финансировании конкретных организаций, то, наверное, АТР все-таки это определенный символ, прежде всего, а не только частная организация, частная СМИ. Мне кажется, что сам подход, который у нас исповедуется к финансированию организации, он не совсем корректен для бюджетного финансирования. Скорее, стоило бы говорить о подготовке конкретных продуктов, и государство могло бы быть заказчиком данных продуктов. И тогда у АТР была бы своя уникальная ниша, в которой АТР может предоставить уникальный продукт, который мог бы быть заказан государством. И в таком случае и у скептиков было бы выбито вот этот ключевой их аргумент относительно того, как так государство спонсирует частный телеканал, пускай работает на свои деньги, конкурирует рекламой, зарабатывает и прочее. Я прекрасно понимаю, что какая реклама по оккупированным территориям. Вы понимаете, что поддержка телеканала АТР — это в первую очередь политическое решение государства Украины, потому что мы не несем коммерческую миссию. То есть у нас вообще отсутствует какая-то коммерческая выгода. Мы каждый день в эфирах говорим о репрессиях на оккупированной части украинской территории, на территории Крыма. Мы каждый день говорим про убийства, мы каждый день говорим про репрессии, про тюрьмы, про 15-20 лет, которые дают оккупанты по сфальсифицированным уголовным делам по отношению к крымским татарам, гражданам Украины. Ну какая реклама? Вот мы в промежутках между этими программами будем рекламировать там какой-то кетчуп, что ли? Ну, это же невозможно, вы же понимаете. Я на самом деле это же сказал, потому что мы все прекрасно понимаем, даже просто логически. Эта проблема же не только АТР касается, и ряда СМИ на Востоке. Я вот только вернулся из Донецкой области. И вопрос того, что даже ретрансляцию оплачивать на оккупированной территории коммерчески же невыгодно. Ну, никаких денег оттуда не будет, ни рекламы, ничего. А если говорить еще о просветительской функции, которую прежде всего отыгрывает АТР, так она изначально убыточна по своей природе. Я единственное хотел внимание, насколько мне известно, по крайней мере, раскладка вашего телеканала программ. Это у вас не только об тех репрессиях, которые на территории Крыма, у вас еще и просветительские передачи исторического характера и так далее, очень много другого интересного продукта и важного, который также необходим украинским гражданам, в том числе на территории Крыма. Хотя я вам скажу ту вещь крамольную, которую никогда еще не говорил в эфире. Периодически, даже без моего участия, у меня моя бабушка звонит и говорит, что я вот, находясь в Днепре, смотрела АТР. Поэтому могу вам сказать, вот люди, которые не являются этническим крымским татаром по всей Украине, так или иначе следят деятельностью вашего авторского цеха. Но тем не менее, вернувшись к данной теме, сейчас важно было бы этот вопрос решить в виде финансирования для АТР, выделения его, и дальше уже можно запускать диалог о том, как совершенствовать механизм. Но снова-таки ситуация ж не нова. Она в прошлом году была с финансированием. И сейчас наступать на те же грабли был год для того, чтобы выработать механизм, который, возможно, понравился бы, который бы учел бы, скажем, мысли скептиков, выбив у них землю из-под ног. Но этого же не сделалось. Так извините, сейчас просто брать и останавливать финансирование, не давая ничего взамен,
наверное, это далеко не самый правильный шаг. И в данном случае страдают же не только коллектив АТР, а страдают те люди, которые в оккупации могут потерять единственный голос, который на сегодняшний день им доступен, причем родным языком, поскольку понятное дело, что в Украине другого вещания на крымско-татарском нет. Но если посмотреть, Верховная Рада пошла по пути прошлогоднему. В прошлом году то же самое. В бюджете было предусмотрено финансирование. Распределителем финансовых средств было Министерство культуры на то время. В этом году перекинули по нашу программу финансирования телеканала. И Министерство реинтеграции оккупированных территорий решило поменять цель использования денег. Вместо того, чтобы как субсидии использовать, решили использовать как услугу. И поэтому говорят, делим все на лоты, будем разыгрывать. Поэтому вот это одно нам непонятно. Я бы сказал то, что с лотами ситуация может быть, но так надо ее закладывать заранее. Можно было закладывать сейчас, на следующий год, продолжая финансирование по сегодняшней схеме на этот год, для того, чтобы стало понятно и смогли подготовиться. Тот же АТР, я уверен, ему есть что предложить с точки зрения продуктов и на те лоты, которые будут выставлены. Но это же не делается задним числом, когда финансирование уже прекратилось, когда и так канал балансирует на грани выживания. Мы же, смотрите, пан Олеже, мы тогда с вами дискутировали бы. Мы же не против предоставления финансовой помощи, проведения там конкурсов, лотов для других там средств массовой информации, которые вещают на оккупированной территории. Наоборот, в условиях информационной войны с агрессором России, который ежедневно распространяет откровенную ложь через свои пропагандистские рупоры, наоборот, Украина должна вырабатывать еще больше продукта правдивого на оккупированной территории, да? То есть это было бы логично. Мы единственное, что не понимаем, почему это сегодня делают за счет тех денег, которые в качестве субсидий были выделены для телеканала АТР. Вот непонятно. Судя по всему, математика бюджетная. Урезали финансирование, которое в целом закладывалось, его стало меньше, соответственно, его решили разыгрывать в таком виде. Вот тут я считаю, что это просто политически неправильное решение. Вполне вероятно, что господин Резников и его команда руководствовались благими намерениями в данном случае, определенной конкуренции и так далее. Но то, что это было сделано так именно сейчас, это будет иметь негативные последствия, как для них, так и для телеканала. Для них политические, для телеканала это сейчас вопрос выживания, а для Украины как государства, конечно же, бьет по нашей обороноспособности в информационном пространстве. Вы, как говорили, до этого тоже в прошлом году была аналогичная проблема. Телеканалу также не выделяли, но изобретали разные велосипеды. В итоге получилось. В прошлом году это решилось только в мае. Наверное, мы как раз ушли на карантин, вынужденно. После этого в этом году, вот вы правильно говорите, что можно было за этот год выработать, но мы не можем понять. Мы понимаем, что раздражаем Кремль. А кого мы раздражаем в Украине? Почему телеканал АТР стоит кому-то, может быть, поперек горла? Я не знаю, понять не можем. Ну, честно говоря, можно разные здесь складывать предположения, но я не думаю, что это связано непосредственно с телеканалом АТР. Вполне вероятно, что есть просто критика ваших коллег по цеху, которые не имеют такой государственной поддержки. Они могут критиковать даже не сам телеканал или поддержку ему, а принцип того, что вот смотрите, неправильно, когда выделяются под название телеканала деньги, да, тогда дайте механизмы другие. Поле критики здесь может быть, начиная от такого объективного, как я сказал, заканчивая, скажем, там, субъективным, например, невосприятие или критика относительно собственника телеканала. Но это все лишь есть оправдание, есть предлоги. На самом деле, если мы говорим о государственной политике, то она должна быть прогнозируемой и системной. Если решение принимается тут и сейчас, причем чуть ли не обратным числом, то, конечно же, это будет иметь негативные последствия для всех. И я думаю, что сегодня уже это любое решение, которое будет, это исправление ошибок. И я очень надеюсь, что ее таки исправят, поскольку оставить сейчас АТР без финансирования, то, на которое рассчитывали, это является, скажем, подарком просто нашему врагу. Рядом с тем, если действительно в министерстве хотят изменять механизм, я с удовольствием даже сам бы приобщился бы и помогал бы, и коммуницировал бы это, если это делалось бы на следующий год, если бы к этому готовился бы и рынок, условно говоря, и субъекты, которые находятся на нем. И тогда можно было бы действительно говорить о другом механизме, причем в первый год, второй год я бы говорил о том, что необходимо больше денег. То есть данное изменение механизма должно сопровождаться и хотя бы небольшим символическим, но увеличением данной суммы.
Иначе, конечно, сейчас получается сумма меньше, на сумму накинули повышенную конкуренцию, еще и отобрали у тех, кто рассчитывал на нее. Ну, со всех сторон все негативно. Кстати, эта ситуация может обернуться тем, что у нас еще определенное время протянется данная конфликтная ситуация, которая все равно придется решать ее либо Резникову персонально, либо на уровне офиса президента. Все равно ее решат, только все останутся в минусах, а не в плюсах в результате. Спасибо вам большое. Дуже дякуємо, пане Олеже. Олег Саакян, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Телеканал АТР в эти дни поддерживают наши зрители, поддерживают политики, гражданские деятели, активисты, артисты. Мы всем безумно благодарны. Я еще раз хочу сказать нашим телезрителям, что вы можете звонить нам в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, выводят адрес нашего скайпа. Звоните нам абсолютно бесплатно по вайберу. Присоединяйтесь по скайпу, задавайте ваши вопросы, высказывайте свою точку зрения. Нам чрезвычайно важен ваш голос. Сегодня нам чрезвычайно важна ваша поддержка. Поддержать вы нас можете, отправив хотя бы 1 гривну на счет телеканала АТР, который вы видите сейчас на экранах ваших телевизоров. Спасибо всем тем, кто находится рядом с нами, тем, кто по сегодняшний день поддерживает нас и продолжает оказывать нам помощь. Чох Сахулнус. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами. Это наш адрес. Ставьте лайки, а там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Все наши программы вы можете там видеть. И самые интересные фрагменты из наших эфиров мы также там выкладываем. Вот я сначала сказала про поддержку. Сегодня на своей странице в Facebook братья Капрановы, украинские писатели, публицисты, блогеры, выложили видеоролик, посвященный поддержке первого крымстарского телеканала АТР. Я попрошу сейчас наших режиссеров вывести это видео на экраны. Мы можем вместе посмотреть и послушать. Чому треба зберегти канал АТР, канал кримських татар? Не лише тому, що це інформаційна зброя в інформаційній війні, яку ведуть проти нас сьогодні для того, щоб відхавати у нас Крим. Є інше, воно головне, тому що кримські татари або ж кримці – це корінний народ України, це один з засновників нашої державності. І ми, українці, як чисельніший, як міцніший народ, ми повинні нести відповідальність за них. І ця відповідальність якраз дати їм змогу розвиватися як окремому народу, який живе поруч з нами. АТР – це голос кримського народу. Ми не маємо права позбавляти їх голосу. Тому збережемо АТР. Збережемо. Если вы хотите также поддержать наш телеканал, можете также записать видеообращение, выложить в различные соцсети. Это может быть YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Но только указывайте хэштег #SaveATR, «Голос Крыма» має бути в эфире. Как правильно пишется этот хэштег, можете посмотреть на наших ресурсах, на странице Facebook, YouTube. Вы найдете этот хэштег, и по этому же хэштегу можно посмотреть другие обращения других людей, которые вступились в нашу поддержку и оказывают нам и финансовую помощь, мы видим. Ну и мы есть на Patreon, вы можете подписываться на Patreon и стать патроном нашего телеканала и присоединиться к нашей большой семье. Ну что ж, с нами сейчас на прямой связи Тарас Малышевский, генеральный консул Украины в городе Ростов-на-Дону. Добрый вечер. Доброго вечера вам. Добрый вечер. Мы сегодня прочитали, вы на днях были у политзаключенных в СИЗО. Вам удалось встретиться. Расскажите, кого увидели, что они рассказывают, в каких условиях их содержат, на что жалуются? Ну, я вам скажу, что это основная часть нашей работы здесь, в Ростове-на-Дону. Кроме того, чтобы поддерживать АТР, и как это ни звучит, с Россией у вас еще одна поддержка с Генерального консульства в Ростове. Дякуємо дуже за підтримку. Вот. Ну, наша задача здесь поддерживать наших узников тоже. Людей безневинных и совершенно непричастных к тому, что им инкриминируют. Да, в Ростове мы за последнюю неделю увиделись с 12 нашими политузниками. Это вторая Бахчисарайская группа, это часть Алущинской группы, это Зикирья Мамутов, это Красногвардейская группа. Сейчас вы меня здесь поймали в Ставрополе, а завтра я собираюсь вместе с коллегой быть
в колонии, там, где содержатся Энвер Амутов, Ремзи Меметов, а также Первая бахчисарайская группа. Виктор, а также Владимир Дудка. Вот завтра я к ним собираюсь. Мгм. Что вам сказать? Если вы дадите мне 30 секунд, то я скажу, что... Мы дадим вам больше, Больше, да. пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Спасибо. То есть консулы, которые здесь сейчас в Ростове и на юге России, это те люди, которые могут воочию встретиться и узнать о том, что происходит с нашими ребятами. Потому что, к сожалению, из-за ковида, из-за других обстоятельств родственники не могут присутствовать или вообще, скажем так, сделать какие-то визиты к своим ближайшим родственникам. То есть вот мы той, так сказать, роли, в которой мы сейчас находимся, мы единственные, кто можем видеть. Вот, например, Владимира Дудку я видел год назад. За этот год, с 2020 года, с 15 января, никто к нему не мог попасть. Или его сын, или его ближайшие родственники. И завтра я очень надеюсь, что я с ним увижусь. Также и с другими нашими узниками. Конечно же, первая задача — это узнать, как их дела, какие условия содержания, какое состояние здоровья. Все это наша работа. И я думаю, мы ее завтра совершим. И послезавтра в другой колонии, там, где Айдын Мамутов, Дилявер Гафаров, Зеври Апсиитов, Рустем Абельтаров и другие наши ребята. Что рассказывают политзаключенные про свое состояние, про условия содержания? Удовлетворительно или Как нет? себя чувствуют? Возможно, какие-то месседжи передают нам, родственникам, соотечественникам? Месседжи я везу к ним, а именно те письма, которые передают их родственники, правозащитники с Крыма и с Киева, с Украины. Ну, а то, что я о них услышу, я еще могу сказать, что я еще не знаю, но я вполне ожидаю, что это будет. Это очень жестокие условия содержания. Это, к сожалению, совершенно отсутствие медицинской помощи. Не потому, что, скажем, нет фельдшера или нет врача. Это просто из-за бюджета Российской Федерации на ФСИН эта помощь минимальная. Вот, скажем, как мне отвечают в той или другой колонии. Тарас Михайлович, у нас здесь 1500 заключенных, но неужели мы можем внимание, скажем так сказать, отдельное уделить тому или другому? Для нас важно уделить это внимание. Для нас важно, чтобы человек не потерял свое здоровье и дождался того дня, когда он вернется в свою семью, в свою страну. Пане Тарасе, а вот как вы думаете, вообще вот для начала с вами официальный Киев, возможно, омбудсмен по правам человека ведет какие-то переговоры, возможно, идет речь об обмене пленными или об освобождении пленных. Вот педалируется ли сейчас этот вопрос, обсуждается ли, возможно, с вами? Ну, моя участь здесь, скажем так сказать, на земле. На земле именно в посещении наших узников, в поддержке их, в коммуникации между ними, родственниками, адвокатом и нами, то есть Генеральным консульством. То, что происходит в Киеве и по, скажем, вот большом этом цикле или треугольнике, скажем, Европа, или говорим о том, что западный мир, Москва и Киев, это, конечно же, вне моего непосредственного участия. То есть, ну, я на прямом связи и с омбудсменом Украины, и, конечно же, с нашим министерством, с министром и всеми причастными к вопросу поддержки наших ребят. Большущую поддержку оказывает Эмине Джипар, первый замминистра иностранных дел, непосредственно мой руководитель. Вот. И эту же поддержку, ее слова я несу к ребятам. И я об этом скажу завтра и послезавтра каждому из них.
Спасибо большое. Тарас Малышевский, генеральный консул Украины в городе Ростов-на-Дону, рассказал о том, что планирует поехать к ребятам, которых содержат в российских тюрьмах. Их раскидали, можно сказать, по всей территории России от Ростова и дальше, можно сказать, до Урала. И поэтому консулы вынуждены ездить по всей России, чтобы навестить политзаключенных. Людей вывезли из Крыма, граждан Украины. Причем незаконно вывезли. Да, незаконно осудили на просто бешеные сроки до 20 лет, обвинили в терроризме, надуманные дела, поэтому приходится бороться за всех. И Тарас Малышевский до этого сообщал, и в Заманах информация была, он посетил Сервера Мустафаева, он тоже рассказал про условия содержания, поэтому действительно ужасные условия, как Тарас Малышевский говорит, что один врач, один санитар на 1500 осужденных людей, которые содержатся в колонии. Я напомню, Сервер Мустафаев, его оккупанты по сфальсифицированному уголовному делу осудили на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Это гражданский журналист, активист Крымской солидарности, человек, который постоянно на территории временно оккупированного полуострова, несмотря ни на что, на давление со стороны оккупантов, всегда освещал события, которые там происходят, освещал репрессии, которые применяются со стороны оккупационных властей в отношении коренного народа Крыма, крымских татар. Он был фактически журналистом телеканала АТР, которого за правду оккупанты осудили на 14 лет лишения свободы. И сегодня, когда нам Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий говорит о том, что нужно телеканалу АТР, первому крымско-татарскому телеканалу, который освещает ежедневно репрессии на полуострове, когда он говорит нам, что нужно участвовать в каких-то конкурсах, лотах и так далее, мне вопрос, а кто, в каком формате, как мы будем участвовать в этих конкурсах, если наши журналисты, гражданские журналисты работают на территории временно оккупированного Крыма и освещают там репрессии? Мы что, между ними будем конкурсы какие-то устраивать? Ну, вопрос, действительно. Я говорила про поддержку, которая сегодня оказывается телеканалу АТР. Спасибо всем большое. И про непосредственную поддержку Литовской Республики. Вчера глава Конституционного суда Литовской Республики поддержал телеканал АТР. Я предлагаю послушать его и продолжить наш эфир. Салям алейкум. Вітаю вас всіх. Мое имя Даиню Жалимус. Я являюсь председателем Конституционного суда Литовской Республики. Но больше сегодня я даже хотел обратиться к вам и в личном качестве. Уже 7 лет, как я лично внимательно наблюдаю за деятельностью телеканала АТР. В начале 2014 года именно этот канал для меня был источником прямой и правдивой информации о в то время происходящей оккупации Крыма российскими войсками. И еще долго он оставался именно единственным источником правдивой информации из уже оккупированного Крыма. И сегодня он является символом крымско-татарского народа, поскольку это единственный во всем мире известный телеканал, который посвящен именно крымско-татарскому народу, его истории, культуре, религии и тем будням, трагическим будням, которые происходят сейчас в оккупированном Крыму. Но этот канал не может пониматься как только крымско-татарский. Он в то же время и украинский телеканал, поскольку мы все прекрасно понимаем, что Крым будет украинским настолько, насколько он будет крымско-татарским. Крымско-татарский народ доказал, что он является единственной надежной опорой Украине в этом оккупированном регионе. И поэтому я думаю, что финансирование или даже закрытие телеканала АТР не является просто делом бизнеса. Это государственно важная задача. Это государственно важный вопрос.
Я хотел бы вам сказать и то, что, я думаю, как по Конституции Литвы, так и по Конституции Украины государство должно способствовать развитию своего информационного пространства, должно способствовать той некоммерческой миссии таких телеканалов, как АТР, которые на самом деле осуществляют и государственные задачи. Я думаю, что телеканал АТР является символом крымско-татарской борьбы за свободу на своей исторической родине, символом и самой Украины, которая борется за оккупацию Крыма. Поэтому потерять телеканал АТР в настоящих условиях — это значит сделать большой шаг назад на пути деоккупации Крыма. Поэтому я призываю вас всех найти самые достойные, самые мудрые решения этого вопроса. Я думаю, что Украина действительно является достаточно богатой и достаточно имеет политической воли для того, чтобы сохранить такой канал, как АТР, который, как я уже упомянул, является именно в деле деоккупации Крыма символом крымско-татарского народа, символом и тех украинцев, которые борются за освобождение Крыма. И я думаю, что это решение, если надо, может быть приниматься и на законодательном уровне, поскольку это является делом всех, делом всей Украины, делом и нас с вами, которые тоже стремятся к тому, чтобы в этом мире не осталось порабощения, в этом мире восторжествовала свобода, а это невозможно без деоккупации Крыма и возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. Я верю, что Украина способна достойно решить этот вопрос. Слава Україні! Дякуємо нашим литовским друзьям. Патриотическое такое обращение. Спасибо за поддержку. А к нам сейчас присоединяется волонтер Маруся Зверобій. Пані Марусі, вітаємо вас. Добрый вечер. Доброго вечера. Нет ли у вас ощущения дежавю относительно очередной проблемы с финансированием телеканала АТ? Знаєте, я дуже не люблю популістичні речі, коли кажуть «Україна понад усе, Україна в моєму серці, треба любити свою батьківщину». І якщо я бачу, що це говорять, але цього не дотримуються, то я тоді дуже сварюся. Якщо є проблема з Кримом, ми маємо її вирішувати. Якщо ми не будемо вас бачити, якщо ми не будемо вас чути, в світлі того, що ми фактично там вже не можемо перебувати, то ми вас зрікаємось. І я закликаю всіх, хто може вплинути на це питання, бути дієвими і доказувати свою любов до цієї держави через підтримку наших кримчан. Ми однозначно, ми не просто брати, ми всі є однією Україною. І ми маємо бути разом. Тому питання будь-якої загрози єдиному телеканалу нашого Криму має максимально швидко вирішуватися. Взагалі не повинно стояти навіть. Пани Маруся, как вы считаете, почему так происходит? Почему сегодня правительство Украины, лишая Крым его голоса, лишая голоса крымских татар, фактически дискриминирует наш народ? Иначе мы к этому относиться по-другому не можем, если как не дискриминация. Ну, треба розбиратися, що там знову у них трапилося. Наше керівництво цієї держави, що ми маємо зараз, вже 1,5 року, дуже слабо показувало взагалі проукраїнську позицію. І в світлі останніх подій закрити ОПЗЖ телеканали і при цьому закривати телеканал Кримський, причому тут одне до одного, це як ми на домовленостях закриємо певні телеканали ворога,
для того, щоб під шумок закрити ще і наших телеканалів, треба розбиратися, що відбувається, хоча я не довіряю цій владі, вона не дала жодного приводу їй довіряти, тому все, що відбувається проти державних інтересів з боку цієї влади, воно, в принципі, мене не дивує. Ми маємо до цього бути готовими і готовими вирішувати ці питання. Пані Марусю, хтось каже, що це бюрократичні якісь лабіринти, а хтось каже, що це така спрямована акція ФСБ та якась рука Кремля. Ви як вважаєте? Спрямована акція ФСБ, я вважаю, це Зеленський. Все інше наслідки. І ми зараз задовбалися вже боротися з наслідками, то я би хотіла би взятися вже за причину. От. І я сподіваюся, що я за нею скоро нормально візьмусь. Я не знаю, що я можу для вас зробити, ви тільки скажіть. Тому що однозначно я підтримую ваш телеканал і без вашого голосу не може бути на цій землі взагалі, як можуть бути тілонародності, які заткнуть рот. Как вы считаете, действия... Ваша підтримка, дуже дякуємо. Как вы считаете, действия нынешней власти ложатся ли в стратегию деоккупации Крыма? Как вам это видится? Блокируют финансирование, лишают голоса. Мы деоккупация добиваемся таким образом? Ну, то есть, знаете, возникает, вот реально возникают сомнения. С одной стороны... Да. Я навіть ні разу не чула взагалі з уст нашої цієї зеленої влади слово сполучення деокупація і далі Криму або деокупація Донбасу. І в глазах Путіна, помню, було. А про деокупацію ні разу не чула. Тому такі дії абсолютно логічне продовження державної політики зеленої влади. Треба боротися і навалювати їм. Дуже дякуємо вам. Спасибі. Маруся Звіробій, волонтерка, була з нами на прямому зв'язку. Ну что ж, мы вынуждены попрощаться с вами. Но да, выпуск новостей. Выпуск новостей буквально через несколько минут продолжает эфир телеканала АТР. А далее в этой студии будет программа «Прайм» с Османом Пашаевым, у которого в гостях будет вице-президент Всемирного конгресса крымских татар и генеральный директор телеканала АТР. Мен Крым татар де муражат этмеге истейм, что кетаганна беждаха қалада яйным знае келмесіне, атта бір беждаха декілді, о 4 даққа бар. Bizim айтacak şeylerimiz hakikaten de çok saygılar arkadaşlar, ama şundan emin olunuz ki bu gün yaratılgan bu sorunlar, bu problemler mutlaka çözülecektir. Yani biz bu yolga bilmeyeyim bir böyle fırtınadan korkup ketmeyecekmiz. Yani biz bu yolga fırtınadan korkacak olsak zaten çıkmaz edik, zaten halkımız çıkmaz edi. Onun için bu fırtına da diğer fırtınalar gibi mutlaka yok olacak ve böyle sakin bir sular gelip sakin şekilde men umut etем biz faaliyetimizge devam edecekmiz. O sebepten üzülmeniz, kederge dalmanız bizim için sizin desteğiniz çok mühimdir. Bizge bu günge kadar destek etkenlerge ayrıca herkesке teşekkürlerini bildiremiz. Çok sağ olunuz. Şevket Bey, айтacağınız var. Bizlerde gayretimizne göstermek gerekmez, inatlığımızna göstermek gerekmez. Sonnaca tirelsek demek mi bilese maksatımızga getirek. Tirelmesek, şimdi hakimiyetlen bir uzlaşularga gitsek demek ular şimdi bizge teklif etiler mana 25 milyon alın da son demek ağızlarınızı kapatın dep demek bile bir Rus tilinde degende padachka demek verecekler de son bizlerini toxtatacaklar ve endi bir söz bile ayttırmaga bermeyecekler. Onun için bizler sonunaca demek devlet tarafından ATR teлеканалы 100% paranın mali taraftan temin etilmesi uğrunda kurešimizni devam edeceğimiz ve mutlaka yeneceğimize inanamız. Ve birkaç dakikadan ve mebilesem zaman yayını şimdi bir 10 dakika olacak. Ondan son Gülsüm aytqаны gibi Osman Paşayev bu studiyada olacak. Musafir Lenur Islamov, Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin prezident muavini ve ATR telekanalının yol başçısı bu studiyada ve sonki malumatlarının ATR tarafında olgan belki de bir çizuf yolları endi peyda olgandır. Çünkü her vakit birevler telefon ete bir teklifler ola. Onun için me bilesem Lenur Bey şimdi butunlay bu meseleni temelinen açıklayacaktır. Ve bazı bir haberler de peyda olacağını düşünemiz. Saygılar arkadaşlar, ATR ile olunuz. Görüşkence.
Блокування фінансування під прикриттям неіснуючого конкурсу. Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі нашого телеканалу назвав ті компанії, які, за його словами, начебто претендують на 50 мільйонів бюджетних гривень. Це гроші, які були виділені з держбюджету на підтримку телеканалу АТР. До урядовця вдалося додзвонитися вчора в ефірі програми «Прайм Муждабаєв». Міністр Олексій Резніков заявив, що це Чорноморська телерадіокомпанія та навіть Крим Реалії. А телеканал АТР, на думку Резнікова, може претендувати на половину цих грошей. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окупованій території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує українською мовою, від Крим Реалії, від Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсорує? Я прошу? А їх не Конгрес США спонсорує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Така заява урядовця здивувала головного редактора Крим Реалії. Компанія фінансується Конгресом Сполучених Штатів, а брати кошти з інших держав забороняє американський закон. Друзі, колеги, щоб уникнути хибних трактувань і зайвих запитань, як головний редактор Крим Реалії одразу поясню, що редакція Крим Реалії Радіо Свобода не зверталася до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із запитами на фінансування з програми, яка спрямована на підтримку єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Також не плануємо цього робити. Одиночний мовчазний пікет на підтримку АТР. До Харківської обласної міської ради вийшов чоловік із закликами забезпечити фінансування єдиному кримсько-татарському телеканалу. Звернення були написані на листках, а чоловік був одягнений лише у вишиванку та шорти. Таким незвичайним чином чоловік вирішив підтримати кримських татар. Він пояснив це тим, що повертає борг, те тепло, яке український Крим дарував йому до російської окупації. Активіст навіть звернувся до президента Володимира Зеленського, щоб той не розповідав про те, як би захищав Крим у 2014 році. На інших листах були гасла «Сейф АТР», «Голос Криму має бути в ефірі» та «Наша перемога починається з захисту патріотичних телеканалів». Кримсько-татарський народ довів, що він є єдиною надійною опорою України в окупованому Криму. Голова Конституційного суду Литовської Республіки Даніус Жалімас виступив на захист АТР. Він наголосив, що телеканал виконує державну місію, будучи джерелом правдивої інформації для окупованого півострова. Тому втратити АТР означає зробити великий крок назад на шляху по деокупації Криму. Я думаю, як по Конституції Литви, так і по Конституції України государство должно способствовать развитию своего информационного пространства, должно способствовать той некоммерческой миссии таких телеканалов, как АТР, которые на самом деле осуществляют и государственные задачи. Я думаю, что телеканал АТР является символом крымско-татарской борьбы за свободу на своей исторической родине, символом и самой Украины, которая борется за оккупацию Крыма. Поэтому потерять телеканал АТР в настоящих условиях — это значит сделать большой шаг назад на пути деоккупации Крыма. В Україні є один кримсько-татарський телеканал. Журналіст Сергій Мельничук приєднався до флешмобу «Сейф АТР. Голос Криму має бути в ефірі». На своїй сторінці у Фейсбук він поділився: «Хтось хоче, щоб виглядало, що АТР не витримує конкурентної боротьби». Чисельність кримських татар в Україні близько 300 тисяч. В Україні є один кримсько-татарський телеканал, але на його фінансування в держави немає коштів. Або хтось хоче, щоб не було, або хтось хоче, щоб виглядало, що він не витримує конкурентної боротьби. Думаю, не в мене одного багато питань щодо першого кримсько-татарського телеканалу, правда? Захистимо голос кримських татар. Брати Капранови записали відео на підтримку першого кримсько-татарського телеканалу. Вони зазначили, що АТР треба захищати не тільки тому, що це інформаційна зброя у війні з окупантами.
Чому треба зберегти канал АТР, канал кримських татар? Не лише тому, що це інформаційна зброя в інформаційній війні, яку ведуть проти нас сьогодні для того, щоб відхапати у нас Крим. Є інше, воно головне, тому що кримські татари або ж кримці – це корінний народ України, це один з засновників нашої державності. І ми, українці, як чисельніший, як міцніший народ, ми повинні нести відповідальність за них. І ця відповідальність якраз дати їм змогу розвиватися як окремому народу, який живе поруч з нами. АТР – це голос кримського народу. Ми не маємо права позбавляти їх голосу, тому збережемо АТР. Ще 16 російським телеканалам заборонили трансляцію у Латвії. Про це у своєму твіттері написав глава Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболінч. Серед виключених зі списку трансляцій телеканалів, зокрема РЕН-ТВ Балтік та НТВ Мір. Офіційною причиною рішення назвали те, що Національна рада не знає, хто представляє ці телеканали в Латвії, та чи хотіли би вони продовжити транслювати. Як АТР повідомляв раніше, також в Латвії з 15 лютого тимчасово припинить мовлення пропагандистський телеканал «Росія РТР». Національна рада з електронних медіа зафіксувала розпалювання ненависті по відношенню до України, тому заборонили їм трансляцію на рік. В окупованому Криму фіксують зростання смертності серед немовлят. За даними Росстату, за 2020 рік на півострові померли 103 дитини у віці до 1 року, а це майже на 16% більше, ніж у 2019 році. Окрім цього, окупанти фіксують зниження народжуваності. За минулий рік народилося на 346 дітей менше, ніж у 2019-му. Генконсул України Тарас Малишевський відвідав 12 кримських татар, які через політично вмотивовані справи знаходяться в СІЗО Російської Федерації. Про це Малишевський розповів телеканалу АТР. За інформацією дипломата, він зміг відвідати фігурантів 2-ї Бахчисарайської, Красногвардійської та Алуштинської груп так званої справи про тероризм. За словами Тараса Малишевського, змін зовнішності не помітив, але потрапити до бранців Кремля вкрай складно. Потрапити до хлопців досить важко. Російська сторона визнає їх громадянами РФ, і до українського консула ставлення досить жорстке в розумінні тому, що для них вони громадяни Російської Федерації, для нас же це наші громадяни. Зустріч дає можливість перевірити умови тримання, стан здоров'я, кому потрібно нагально надати матеріальну допомогу, вирішити якісь ключові проблеми, які, на жаль, він не може вирішити із адміністрацією колонії. Наразі консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зі своїм колегою Юрієм Довгулою їде в Ставропольський край, щоб зустрітися з Володимиром Дудкою, обвинуваченим за так званою справою севастопольських диверсантів та засудженого на 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Ремзі Міметовим та Енвером Мамутовим, фігурантами так званої справи про тероризм, яких засудили на 26 років в цілому, та фігурантам так званої справи батальйону Номана Челібіджіхана Ділявіром Гафаровим та Айдином Мамутовим. Окупанти накрили великим калібром позиції поблизу Південного, що на Донеччині. Били мінометами 82-го та 120-го калібру. На підступах до Авдіївки, Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем. Обійшлося без втрат з нашого боку, а на всі 7 ворожих обстрілів українські бійці відповідали вогнем. Крім того, розвідка доповідає про активну підготовку по той бік лінії фронту. Російське командування з Південного військового округу перевіряє готовність своїх окупаційних підрозділів. Проводиться комплекс заходів у рамках тижня бойової та мобілізаційної готовності, у тому числі звірка так званого приписного особового складу у військових комісаріатах окупаційних адміністрацій. Крім того, противник приділяє особливу увагу підготовці артилерійських та мінометних підрозділів та здійснює уточнення цілей на передових позиціях підрозділів об'єднаних сил зі складанням бойових графічних документів. Прайм на АТР. Мы продолжаем работать в режиме марафона Сейф АТР. Гость этой студии, владелец телеканала и вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Нур Ислямов Хайрлах Шамлар. Зрители могут, может быть,
путаться, какая основная причина того, что государство решило не финансировать АТР? То ли много получили денег в предыдущие годы, то ли потому что частный канал. Какая причина главная здесь? Что здесь главное, что здесь отвлекающий маневр? Если не ударяться в конспирологию и не придумывать разные версии, связанные с тем, что вот вчера Бессмертный озвучивал, что в Минской группе, вот в ТРК, где он присутствовал до этого, это вот буквально вчера в эфире он сказал, что несколько раз помощники Суркова поднимали тему АТР и тему Меджлиса. Сейчас мы вот в течение эфира, я думаю, что я как-то больше подробно это расскажу. Но если вот не брать эту конспирологию, то маленький телеканал, казалось бы, да, и в Минской группе обсуждают телеканал ЛТР. Надеемся, что, я надеюсь, наверное, только по-хорошему обсуждали, но от русских ничего хорошего мы не ждем. Плюс взять то, что происходит сейчас вообще с министерствами, вообще вот с чиновниками, которых назначают сейчас президент и назначает Кабмин. Они настолько не понимают, кто такие крымские татары. Вот мы даже придумали на АТРе такую вот формулировку, что новый президент: здравствуйте, кто вы? Мы крымские татары. Кто? Крымские татары. Тук-тук. Вы кто такие? Мы АТР. Кто такие? АТР. Вот эта вот формулировка, она была бы смешна, если бы мы жили бы в мирное время и жили бы где-нибудь там вот. И вот этот тук-тук, кто вы? Этот день сурка. Он так скажем, произвел на нас впечатление, потому что вот эту старую команду, которая была, причем высокопрофессиональная, вот, допустим, мы были в Минсоце, там был такой Андрей Рева. Может, он кому-то нравится, может, кому-то не нравится, может, у него профиль кому-то не нравится, может, фасон кому-то. Но он государственный чиновник был. Или, допустим, вот пример был Гройсман. Он тоже кому-то, может быть, нравится или не нравится, но он помощник, нам не нужно было там много объяснять, кто мы такие. То есть и зачем нас надо поддерживать, и кто такой Мустафа Джемилев, и зачем вообще мы должны вещать на Крым. Но сегодняшние назначения, я к чему клоню, они нам непонятны. Они настолько неосвечены и настолько вообще не понимают, зачем Крым. Вот у нас Шевкет Меметов был недавно, он тоже в сердцах, он уже все-таки взрослый и солидный человек, который работал сам в системе власти Украины и был в информационной политике Украины, в Крыму, правда. Вот он в сердцах крикнул, что даже вот такую фразу, вот она мне тоже врезалась, что Крым это вам не санаторий. Я всегда говорю, Крым это вам не чебуреки, потому что очень многие говорят, вот жалко, я был в Крыму, вот в Ялте. Были чебуреки. Да. И вот в Ялте, там где-то я вот ехал, и там такая была чебуречная, и вот я по ней скучаю. Вот кто-нибудь из нас, из крымских татар, скучает по какой-то чебуречной в Крыму? Есть какой? У нас нет этих чебуречных в голове. У нас вообще, мы не про чебурек вообще. То есть у нас совершенно... Это вот родник. Я вспоминаю родник, который дедушка сделал. Я хочу пойти к нему в кладбище, постоять, подумать о нем, повспоминать. Я хочу в свой дом зайти. То есть я хочу вот поставить дерево, которое я сам сажал. Там. Вот мне отец отправляет фундук дерево, которое я посадил уже с моего огорода. Это совершенно другое отношение к земле. Это совершенно другое отношение к Крыму. Хотя Крым это для кого-то курорт, потому что они летом приезжали. А кто в Крыму живет, что знает, что зимой Крым это не курорт. И там и ветер, там и снег, там и слякоть, и все такое прочее. Отсутствие газа, отсутствие дорог. То есть это совершенно другой Крым. Если, возвращаясь вот, от сентиментов к КТРу, если на прошлой неделе мне казалось, что у Алексея Резникова вот это происходит от какого-то незнания, то сейчас мы понимаем по ситуации, которая вскрылась, что это выстрел в молоко. Алексей Резников там сообщил о том, что суспильные вещания претендуют на эти деньги, о том, что Крым Реалии, это проект «Радио Свобода», претендует на эти деньги. Сейчас мы узнали о том, что не суспильное в лице главы правления канала Зураб Аласани, ни Крым Реалии, вице-главного редактора Притулы, даже не намерены были участвовать в этом так называемом конкурсе. И таким образом Алексей Резников сам подтвердил фактически то, что он инициирует вот это вот размывание и исчезновение АТР из государственного финансирования. Зачем это? Если брать саму вообще задачу, которая есть, если мое мнение, это многие депутаты тоже говорят, это за то, что вы в оппозиции. То есть наши лидеры в оппозиции,
Если ты вот так вот возьмешь вот эти вот 2 года сегодняшние, да, вот, которые уже мы с тобой здесь находимся, мы видим, что статус уполномоченного по делам крымских татар, он упразднен. Сначала они как-то с ним заигрывали, говорили там вот пишите пропозиции, там какие-то давайте предложения. Сам документ вообще по спецпрацу, по работе, координации работ Офиса президента и Меджлиса, он же тоже находится там, он находится в Офисе президента, но он не подписывается. То есть его нет. Статус крымско-татарского народа как коренного народа Украины. Зеленский об этом говорил в самом начале, если помнишь. Сулейман, наш атошник, нашел его где-то там вот, и вот у нас есть кадры этого всего. Он тоже пообещал, я все сделаю, если это вам надо. Это не нам надо, крымским татарам. Мы, чтобы ощущать себя коренным народом, нам не нужна бумажка какая-то там, где будет это написано. Хотя это тоже важно для поколения и тех людей, которые боролись за это. Нам нужно, чтобы мы могли с этим инструментом бороться на международных площадках. Об этом в сегодняшнем Офисе президента или в Министерстве по реинтеграции вообще, наверное, не слышали. Хотя, как нам говорят, что это международные юристы, и они знают международное право. Так вот вам, пожалуйста, инструмент. Берите Мустафу Джемилева, используйте, берите Чубарова. На сегодняшний день Чубаров вообще выброшен вообще просто на обочину. Он на скамейке даже не запасных, а он на обочине. Конечно, это он сам вам не скажет. И я, может быть, конечно, говорю слегка это резко, как я говорю. Но это говорю я сам, а не Рифат Ага. Понятно, что этот человек, как председатель Меджлиса, который мы выбирали. Ты освещал эти события, я как председатель... Сейчас вернемся и к статусу Меджлиса, и к возможности игнорирования. И вот даже если представить себе, что все вдруг согласились и решили играть по правилам, которые украинскую впроваджує Алексей Резников и нынешнее правительство, начинают участвовать в конкурсе. Как себе представляют себе чиновники эти конкурсы? То есть, например, в 2021 году выиграл АТР, АТР вещает, потом в 2022 году выиграла Черноморка, АТР всех уволил, Черноморка всех набрала. Этот проектный способ деоккупации, это как он будет выглядеть? Цинизм этой истории такой. 2 телеканала беженца, да, и Черноморка, и мы. Я не буду сейчас говорить о каких-то этих там именно коммерческих составляющих, хотя нам говорят, что вы приватные телеканалы, там вы приватные телеканалы. Я вот это сразу хочу забить, что если бы это был не частный телеканал, вы уже убили бы давно. Поставили бы какого-нибудь менеджера, какого-то Джаббора, и все, это бы уже уничтожили, журналисты бы разбежались. В принципе, задача у русских такая и была в итоге. Вот что, в принципе, они с Милетом и делают. Они назначают одного, потом второго, третьего, а не взлетает. Как и здесь, то, что собираются делать там взамен АТРу, тоже не взлетит. Самой идеи нет, самого вот этого корня нет. И это им непонятно. Поэтому, смотри, какой конкурс может быть с нами с Черноморкой? Давайте вот возьмем. Конкурс спутникового вещания на Крым. Черноморка говорит, я вещаю на Астре. А мы говорим, мы вещаем на Амосе. И что? И что? Вам любой человек, который понимает, что такое тендер и что такие конкурсы, он вам скажет, что вещание, спутниковое вещание, которое прописано в лицензии Нацрады по телевидению и радиовещанию, не может быть вообще никаким образом разыграно. Ну как телеканал может сказать так, давайте сегодня проведем конкурс на вещание на спутник. Там все дадут предложения какие-то, и у нас самое дешевое будет предложение какого-нибудь там, кстати, будет какой-нибудь спутник, который вещает в том числе и другие российские телеканал. И что, мы должны будем принять решение этого спутника? Так, а как же аудитория, которая у нас была лет 10 на этом спутнике? Вот чтобы вы понимали, вот мы 2 с лишним года вещали на 2 спутниках. Я что, с ума спрыгнул, что ли? Или у меня такой здесь коммерческий запас? Зачем мы вещали? Хотя государство оплачивало на только 1 спутник. А почему мы вещаем на 2? Да потому что мы перебирались с одного спутника на другой и переводили всю аудиторию, старались перевести. Мало того, мы переводили с СД в HD еще 2 года. Но это телевидение, это не вот это вот взяли там, давайте, Черноморка, прыгните вы выше. И вот мы сегодня шутили с журналистами, конкурс будет такой. С какими журналистами вы сделаете новость в Крыму? Там, мы говорим, мы с 5 журналистами сделаем. Черноморка говорит, мы с 4 сделаем новость. А я угадаю, это Беларусь с одной нотой. Да. И в чем мы должны соревноваться? Мало того, вот представьте такой конкурс. Мы, значит, у нас с Черноморкой конкурс. Кто поедет на Крым освещать дело Мустафы Джемилева?
Почему нет? Такой же конкурс возможен. Давайте проводим конкурс, регистрируем конкурс, получаем вот это положение о конкурсе, регистрируем. И кто? Да он метра не проедет, этот журналист, в Крым, когда он будет пересекать эту админ-межу. Потому что для России это государственная граница. Это не бирюльки, которые там конкурсные, которые собиралось играть Министерство реинтеграции. Я, честно говоря, грешным делом думал, что там, конечно, поумнее ребята. Но действительно, вот я очень, видимо, хорошо думаю о многих людях. Почему-то так мне казалось. Потому что прошлый год уже должен был бы научить людей. В прошлом году мы тоже столкнулись. Раз финансирование открыли, вот, пожалуйста, берите деньги. Ах, не выпускаем, потому что вы тендер не прошли. Но там формально казначейство было право, потому что есть коллизия. То есть, получается, субсидию выделили, но вы внутренний конкурс, внутри мы должны были провести. Внутренний должны были прописать сами положения, провести конкурс, и этот конкурс мы должны были сделать. Но это что Бородянский нам предлагал. Ну, действительно, вот Гульнару Бекирову взять. Да, это историк, который ведет историческую программу. Давайте мы объявляем конкурс, кто еще делает такие передачи. Да? Вот, никто не делает. Да, никто не делает. Мы сегодня это обсуждали. Или, конкурс мы должны сделать. Или переводчики крымско-татарского языка. Это мы должны сделать. То есть мы делаем конкурс с одним участником. Есть такое положение. И мы этот конкурс с одним участником все равно должны были сделать. Мы сделали все это. Ну вот как хотело, в принципе, казначейство, и их тоже понять можно. Они люди, которые в рамках действуют, в рамках бюджетного кодекса, я понимаю. Но конкурс, который придумал Резников, это прийти к беженцам, сказать, так, вставайте, вы там в таком положении находитесь, но вы должны еще друг у друга этот кусок хлеба отодрать, потому что у нас бюджет такой скороченный, мы вот можем дать только одному или двум. Вот так. Или, допустим, сказать, так, в этом году вещает Черноморка с спутником, а на следующий год вещает АТР спутником. Ну, например. Например, да. Дело в том, что эти конкурсы, эти бюджетные счета, по которым идут там услуги, это, по-моему, размывание на самом деле главной проблемы. А проблема это в том, что это циничные ответы, я нашим зрителям пытаюсь объяснить. Вы знаете, есть такие лакмусовые бумажки цинизма, по которым можно понять, вот дальше стоит общаться или нет. Как у Зинаиды Гиппиус, если надо объяснять, то не надо объяснять. Когда говорят, что крымским татарам зачем автономия, есть еще болгары, греки, немцы, вот по сотому разу объяснять, что есть национальные меньшинства, у которых есть собственное государство и реализация, а есть крымские татары коренной народ, и это международное право, это другой вопрос. Те люди, которые поднимают обычно вот таким образом ставят вопрос, они прекрасно осведомлены и прекрасно отличают, где коренные народы, где национальные меньшинства, где субэтнические группы. То же самое касается АТР, когда речь идет, это частный канал, и Черноморка это тоже частный канал. Так случилось, что эти каналы, которые имеют свою историю в Крыму, они оказались изгнаны оккупантами с полуострова. Но дальше, когда мы выходим за рамки частного канала, и нельзя здесь кому-то ставить вину, что это частные каналы, здесь разыгрываются две разные истории. Черноморка, как и некоторые другие медиа, например, Центр журналистских расследований, они должны быть поддержаны государством в рамках программы деоккупации, то, что произошло с СМИ, которые были вытеснены с украинской территории. Что касается телеканала АТР, телеканала детского Леле, о котором забывают очень часто люди говорить о том, что там 210 миллионов за 5 лет потратили на АТР. Это еще и телеканал для детей. Это и радио Майдан. Здесь оккупация, не оккупация. Это СМИ коренного народа. Украина присоединилась и поддержала, и подписала эту конвенцию ООН о поддержке коренных народов, о правах коренных народов, в котором черным по белому написано, что СМИ коренных народов имеют право на государственную поддержку вне зависимости от формы собственности. Потому что так может случиться, что у этого коренного народа нет больше других своих национальных СМИ. И даже если бы не было оккупации, государство обязано было бы поддерживать такие СМИ. Хотя в годы, когда вы имели свой бизнес в Крыму, могли поддержать за счет смежных бизнес в АТР, вы никогда не обращались, да, за господдержку? Нет, таких мыслей, слава богу, не было. И в жизни я бы это в гробу это все видел бы, это все бюджетное финансирование, потому что это вырванные годы. Если это так собирается продолжаться, конечно, лучше это отрезать раз и навсегда и вещать по-другому. Потому что то, что мы из года в год проходим, я-то ладно, уже все-таки 55 лет мне уже исполнилось в этом году. Но чем
мотивируем молодых, потому что мы в этом возрасте уже должны воспитать преемников, должны воспитать поколение, которое уже пойдет за нами, потому что мы уже оглянуться не успеем, в принципе, уже там 65 и уже 70, и все, это вот уже буквально завтра. Где то поколение, которое идет за нами? Ну, вот то поколение, которое Алим, которое вот Муслим, Гульсум, Шевкет, Рома, вот это вот все поколение, которое там Уряне у нас есть, там вот этот Фикрет, Руслан, это поколение, которое вырастили вот мы здесь на АТР. Это как вот, это не телеканал просто, это не просто телеканал детский Ляле, который 24 часа вещает на Крым и вещает крымско-татарской мовой, крымско-татарским языком. И это не радио Мейдан, которое вещает на Крым крымско-татарским языком, тоже 24 часа. Нет, мы Министерство культуры. У нас здесь издательская есть лицензия. Она у нас в Крыму была, и мы издавали книги в Крыму, потому что у нас была возможность это делать. Здесь за столько времени не издано ничего. Ну, вот мы переиздали «Возгляна». Даже сам Мустафа Джемилев, когда говорил, эта книга должна быть в каждой украинской библиотеке. Где эти библиотеки, которые забрали эту книгу? Никто не забрал. То есть это крымско-татарская история, она же история и Украины. Об этом сам Валерий Евгеньевич Визглин сказал. Это гигантский труд, который написан был этим академиком уже, да, которого лишили потом всех статусов за то, что он связался с крымской татарами. Вот это, эти такие огромные массивы, или, допустим, картины Рустема Эминова, вот эти репродукции, которые права тоже принадлежат здесь. Хайтарма, фильм, который снят был Ахтемом Ситаблаевым, но при поддержке телеканала АТР и внутри продакшн, студии Харбаба Продакшн, телеканала АТР. Это огромное министерство культуры. По идее, художники, которые есть у нас в Крыму, там Трасинова, да, или Алимага, там, это те люди, которые тоже, они которые работали с нами вместе и делали передачи, писали картины. Это тоже, слава богу, вот Бородянский был такой более шустрый в этом вопросе, и у Трасинова исполнялось 80 лет. И я попросил, позвонил, говорю, давайте быстренько там подготовьте. Обратились в Союз художников. Союз художников быстренько сделал вот эту вот подяку огромную, поздравление, цветы. И это все, и подпись министра культуры. И быстренько мы отправили, Шевкет Ага вручил утром. Прям вот это вот буквально вот с пылу с жару. И Зарима Ханум аж обомлела, потому что, ну как так, вы помните там на материке, помните о том, что я здесь. Так это важно же. Это важно даже не для нас с тобой, Осман, хотя это тоже для нас, это важно вот для Муслима и для Гульсум. Потому что, ну какой мы им пример показываем? Вот сегодня мы боремся, как в этом фильме «Гараж» за место под солнцем. Да нет, у нас место есть в Крыму. Мы боремся за то, чтобы Украина стала Украиной. И чуть-чуть получается, да, конечно, мы бьем по имиджу Украины, но мы его подправляем. Потому что, ну нельзя нельзя государством играть в эти игры, потому что мы коренной народ. Это очень чувствительная, тонкая материя. Нельзя выбрасывать председателя Меджлиса с пробега вообще. Мы за него голосовали. Это унижение моих прав, это уменьшение моих прав, это унижение моего народа, потому что мы за него голосовали. Он не переизбран, председатель. Нельзя при лидере Мустафе Джемилева, крымский татар, говорить, ну вот давайте, вот вы на эти деньги претендуете. Мустафа Ага же был с нами. Но вам нужно пройти конкурс. Мустафа Ага что должен еще сделать для Украины? Что он еще должен сделать? В каком конкурсе он должен доказать то, что он Мустафа Джемилев? Сам факт мы, конечно, идеализируем. Да, мы верим в идею. Да? Идеалист – это тот, кто верит в какую-то идею, хоть в одну. Мы верим в идею, что в этой стране мы сможем состояться, и эта страна сама сможет состояться. Мы чудом прожили вот эти вот там 3, 5, 7 лет, которые сейчас мы здесь находимся. Эта страна чудом не оккупирована полностью, а оккупирована только часть. Так мы здесь для того, чтобы деоккупировать. Мустафа Ага здесь для того, чтобы деоккупировать. Чубаров инфаркт уже на этом заработал, так используйте весь этот инструментарий. Помнишь, я еще застал, вот ты тоже должен был застать тех красных директоров. Такое хорошее понятие было. Это люди, которые вот строили завод, да, там какую-то фабрику, и они проходили со слесаря самого маленького там, или там с какого-то там столяра и поднимали за директора. Помнишь, там даже в служебном в этом фильме «Москва слезам не верит». Помнишь, там вот тоже это поднималось, главная героиня. Это хорошая советская была вот эта история, связанная с тем, что эти директора работали. Да, но когда касалось каких-то вопросов, связанных с
передачей одного директора другому дел, там, да, или передачей какого-то там завода кому-то там, там целые механизмы работали, передавали. То есть там, то есть советников брали. Но если ты пришел, тебя назначили куда-то, ты обязательно берешь советника. Вот мы в Узбекистане жили, обязательно был, первый человек был узбек, помнишь, второй человек был русский тогда в советское время назначали. Это что, глупая система была? Или что это было? Нет. Брали человека, который мог что-то, допустим, делать сам и определенные программы писать, это должен был быть один человек, но политически должен был другой человек. Что упало бы, что пропало бы у Зеленского и у аппарата президента, если бы Чубарова назначили уполномоченным? Вот таких проблем бы не было. Потому что некоторые депутаты приезжают и говорят, вот вы бьете по Зеленскому, когда говорите, что вот вы, вам не дали деньги, вы не дофинансировали. Да не бьем мы по Зеленскому. За Зеленского голосовал народ Украины. Он легитимный президент. Но это не значит, что он должен крымско-татарский Крым вообще забыть. Если исходить из слов Романа Бессмертного на трехсторонней этой Минской группе, что среди советников Суркова, как вы говорите, было два вопроса. Это Меджлис и АТР, два раздражающих фактора. То есть, получается, если сейчас получится с АТРом, следующее это должно получиться с Меджлисом. Это Меджлис, однозначно. Это две темы, которые беспокоят русских. Там же мотивировка какая еще? То, что сказал Бессмертный, мотивировка такая, что зачем вы возитесь с этим вопросом? То есть вот я почти дословно цитирую, перестаньте уже их финансировать и перестаньте уже их содержать. Давайте уже, у нас куча других вопросов, которые можем решать. Зачем вы в это играете? Потому что крымские татары уже живут в Крыму, они уже довольны, уже все хорошо, никто там не возражает. Есть какие-то вот маленькие члены Меджлиса, которые, как он нам назвал, не буду говорить, которые здесь, и давайте как бы там вы с этим прекращайте. Давайте, у нас куча других вопросов, которые можно решать и которые важны для Украины и для России. Вот. Тем более с Меджлисом можно вернуться опять к формуле, он же нигде не зарегистрирован, нигде не прописан, никем в последнее время не избран. То есть да, где тот конкурс, на котором он прошел легитимизацию. Мы это все видели в Крыму. Это мы все с тобой видели. Мы это активно наблюдали именно при Януковиче. Да. Вот, как бы, при Януковиче, если при Кучме спустя там 10 лет была какая-то форма легитимизации Меджлиса, потом при Ющенко она просто по инерции сохранялась, при Януковиче мы увидели, как в один момент можно сказать, да кто это такие вообще? Ты помнишь, ты еще вел эфиры на АТРе, когда Могилев говорил, я готов встречаться с Мустафой Джемилевым, он народный депутат Украины, но я не готов встречаться с Меджлисом, потому что это не зарегистрированная организация. Идите в Минюст, зарегистрируйтесь по закону Украины, он говорил, и потом приходите, станьте как все организации, которые есть, и мы будем с вами разговаривать в рамках закона Украины. Это же так было. А вот с Мустафой Джемилевым можем встречаться. Помнишь, он говорил, он народный депутат, пожалуйста, мои двери всегда открыты. Вроде бы все по закону. Я немного повторяюсь, и на этой неделе тоже скажу. АТР фигурирует отдельной строкой в парламентской резолюции Европарламента о необходимости его поддержки, о его вытеснении оккупантами из Крыма. Это резолюция февральская 2016 года. И вот как раз в 2016 году, когда проблема возникла в Украине с его тогда нефинансированием, была идея, и, по-моему, она находила поддержку литовских представителей власти о том, чтобы организовать по системе, вот как Белсат существует в Польше, возможно, по такому формату АТР работать из Литвы. Вы не приняли тогда? Я не принял тогда, да. Может быть, это, наверное, вот именно как историю, связанную со стабильностью, это, конечно, нужно было об этом хорошенечко подумать. Но сейчас мы ведем переговоры с Литвой. Уже есть петиции, которые направили, если вот, наверное, не подготовились к эфиру, можно было эту петицию показать, но мы в следующих эфирах, еще завтра мы покажем, я думаю, журналисты покажут эту петицию. Сами граждане Литвы уже подают в Сейм петицию о защите АТР. Вот сейчас буквально я заходил на эфир, Адас написал, а Адас это член исполкома крымских татар. Адас Якубаускас. Да, но мы видим не только диаспору, мы видим, что на уровне Литвы это от главы Конституционного суда до депутатов Сейма. То есть там на государственном уровне понимают важность АТР, и это очень забавно выглядит, когда где-то в Литве, которая даже не граничит с Украиной, и где очень мало людей знают русский язык и совершенно не знают крымско-татарского, люди понимают и поддерживают АТР, и этого не происходит на уровне государственном в Украине. То есть вы
сейчас ожидаете чего? Что литовцы опять новые власти скажут, как это позорно, как это было в 2016 году? Я думаю, что мы должны, вот для себя я уже понял, мы должны будем диверсифицировать, и я думаю, что мы будем рассматривать сейчас любую вообще форму поддержки, конечно. И я хочу вообще диверсифицировать поступление каких-то грантов или там каких-то денег, вообще каких-то денег на АТР, чтобы мы могли быть более защищены, потому что вот такие вот стресс-тесты, которые мы проходим каждый раз в январе, нам говорят: а вы, где вы были там с 8 до 12, давайте это принесите, а давайте вот то принесите, а давайте там спойте, а давайте станцуйте. Мы же не какие-то аборигены какие-то там, которые мы должны постоянно подстраиваться под украинскую власть. Мало того, мы не заслуживаем такую украинскую власть. Я вообще бы не называл бы ее украинской, потому что, это что за власть, если не понимать, что мы делаем вообще в Крыму? Что за власть не понимать вообще, зачем Крым нужен Украине? Потому что за Министерство реинтеграции, которое об этом никто вообще не знал, что они там занимаются, и вдруг в один момент начали бороться с АТРом. Сказали: а вот что-то вы там много получаете, давайте вам порежем бюджет. Давайте там сократим. Мало того, вы еще будете нам оказывать услуги, мы вам будем заказывать какие-то программы. И вот вы эти программы будете... Я представляю, как мы там сядем, и будет Гульнара Бекирова объяснять чиновникам из министерства про первый Курултай, или будет объяснять там про то, как была депортация. Сколько времени у них есть это слушать? Мы какой-то классрум там создадим? Может быть, мы там создадим какой-то, я не знаю, там школьный образовательный курс какой-то? Или мы в Зуме это будем делать? Они там, вот Резников там все прервет и будет слушать, и потом будет говорить: да, вот это вот мне нравится. А вот это вот мне не нравится. Вообще вот это вот Сабри Айвазов мне не нравится. И вот эта вот история вот с этим вот Вранглером, давайте это уберите. То есть это так, что ли? Как это должно быть? Кстати, сам Алексей Резников, мы тоже об этом говорили, автор концепции популяризации крымско-татарского языка в Украине. Вот как раз вам приходилось же с ним общаться. Каким образом одной рукой мы хотим популяризировать во всей Украине крымско-татарский язык, с другой стороны отправить единственный крымско-татарский канал на некий конкурс с еще какими-то 14 вещателями, многие из которых, те, которые реально существуют как Суспільне или Крым Реалии, знать не знали о том, что их уже сосватали в этот конкурс. Да, и все это делается так. Мы просили больше денег, а нам дали вот столько дали, но это деньги для АТР, и Минфин это знает, что они для АТР. Но мы не рассматриваем их для АТР, потому что мы министерство, которое может это сделать, действительно они могут любую программу порезать, ту, которая поступает через них. Здесь цинизм всего этого дела, это можно было в это играть, и можно было, вот кто-то из политологов говорил до нашего эфира с тобой о том, что вот эту программу надо было разработать, а потом ее утвердить. Само министерство, конечно, может делать все, что угодно внутри, но Минфин бы никогда под это деньги не дал. Потому что для того, чтобы Минфин дал деньги под какой-то конкурс, это нужно было, чтобы этот конкурс был разработан, положение о конкурсе, оно должно быть опубликовано. Мало того, оно должно было Кабмином принято быть на сессии Кабмина, и потом оно должно практически попасть в зал, да, так называемый. И уже когда были бы претенденты, потом Минфин, все это посмотрев, мало того, еще должны быть договора разработаны. И Резников это как юрист не может не понимать. Договора, которые будут означать, какие правила этого конкурса. Потому что любой, кто в Украине связан с тендерами и с конкурсами, знает, что это полная вообще вакханалия. Одна из самых коррупционных моделей распределения денег, на самом деле, тендер. Тендер, да. Поэтому толкать крымский татар на тендер, чтобы нам еще какие-то там скарги, и чтобы нас вводили по кругу, а это любой, кто с этим связан, знает, как это работает. Как она работает в одну сторону, как это работает в другую. Целые институты есть поддержки этих всех историй. И это до нас еще придумано. И поэтому нам еще и заниматься этим. Есть очень хороший фильм документальный про Кима Филби. Помнишь, это «Кембриджская пятерка»? Это же прям классика жанра. Вот если вот конспирологию чуть поиграть, так что ему стояла задача у КГБ? Он же русский разведчик, англичанин по национальности, был же вторым человеком в английской разведке. Это же огромный провал вот этих 40-х, 50-х, да, для британской разведки, потому что у них был инициативник, который был завербован и который стал вторым человеком в Ми-6. И этот человек работал на русскую, на советскую разведку. Так, одной из задач, которая была поставлена, основной,
Не передача каких-то там данных или копии каких-то документов, нет. А забюрократизирование системы работы самого министерства. То есть этим разведчикам, которые там работали, что-то делали, им ставили задачу: давайте вы там принесите этот отчет, а вы принесите вот этот отчет, а вот здесь у вас там это вот там, давайте то. И вот эта вот бюрократическая система, которая фактически останавливает сам, она сковала. Когда сохраняется процесс, нет результата, результат нет, не нужен. потому что сам процесс становится важным. Все, ты уже не думаешь о результате. Вот здесь игра в процесс. Игра в процесс, да. А как влияет эта ситуация? Ну, я-то знаю ответ, но хочу, чтобы вы озвучили. Для тех крымских татар, которые и проукраинских граждан, которые остаются в Крыму. Ведь они уже второй год подряд, а если говорить о 2016 году, это в третий раз, как Денис Сурка, наблюдают странную ситуацию, когда тот канал, который та же Валентина Самар называла наш CNN, который показывал все преступления российской власти в 2014 году на протяжении месяцев, да, и о том, что это не было мирный переход в родную гавань. Именно благодаря кадрам АТР фактически восстановлено было преступление, которое совершалось тогда. И эти граждане сейчас наблюдают, что с АТРом происходит здесь. Вот как это мотивирует людей в Крыму? Ну, это работает, на самом деле, на демотивацию, это однозначно, и люди теряют веру. И от нашего лозунга вот «Умут вермек», это давать надежду Крыму, вот прям вылетают буквы, отлетают буквы, потому что, ну, какую надежду мы можем с вами сейчас вселять в граждан Украины, которые остались в Крыму и которые хранят украинский паспорт, если мы сами здесь на птичьих правах? Мы все здесь на птичьих правах, и не только мы, и Меджлис в том числе, и весь крымско-татарский народ. То есть за 7 лет тех чаяний, которые требовал народ, который 30 лет народ отстаивал и защищал, и проводил курултай, митинги, все это фактически прям не выброшено за борт, а подвешено. Вот если выброшено за борт, это было бы совсем ужасно. А подвешено. Просто подвешено в воздухе, как какой-то шарик, и все, и мы висим. А народ не может быть шариком, народ не может быть подвешенным. Народ должен знать, что делать. Должен быть правильный месседж. С народом надо разговаривать. Кстати, когда пришел Зеленский, я думал, что он как все-таки человек, который ездил в Крым, имеет там собственность в Крыму. И как-то мы же с тобой с ним встречались, когда он был просто простым, простым продакшн-меном. Ну, не простым, но в любом случае он производил впечатление очень такого простого и такого быстро коннектного человека. Что сейчас стало с этим человеком, я не знаю, но он мог же общаться с Крымом. И он мог посылать месседжи в Крым, не такие, как, что ж, там, до меня никто не занимался Крымом. Или там, как там, или в Верховной Раде, там, когда он пришел, сказал, там, вы все воры, там, что-то нечто подобное. Он сказал, там, вы все там коррупционеры. Но там есть люди, которые не были, наверное, коррупционерами. Наверняка. И мы знаем этих людей, которые... Там сидел Рифат Чубаров. Ну, какой коррупционер Рифат Чубаров, если мы знаем этого человека уже столько лет вообще. И это вообще человек не про деньги совершенно, кто его знает. Там сидел Мустафа Джемилев. Там те люди, которые в Украине сделали очень большие весомые вещи, которые уже пройдут еще и Зеленский, пройдут еще таких вот 5-6 президентов, пройдет, а эти буквы будут написаны, что эти люди сделали для Украины в тот момент важнейшее. Они сохранили курс Крыма на материк. Они сохранили, имея статус среди народа такую лояльность среди народа. Сохранили. И народ пошел за ними. И это оценка этому всему сегодня не коннектится с Меджлисом, не спрашивать. Вообще советник должен быть. У Зеленского должен был советник по Крыму, крымский татарин. И не какой-нибудь где-то там, которого он взял, просто потому что там ему... Нет, он должен быть статусный, кому мы доверяем. Вот мы скажем, да, этому человеку мы можем доверять. Вот если Осман Пашаев там был бы, или был бы Рифат Чубаров, то мы бы сказали, да, это не будет висеть топонимика столько лет. Вот так, раз по щелчку, и примите топонимику. А вот Осман Пашаев уже об этом молчит, потому что он уже устал получать как бы там за это шишки все. Но по идее это же вот так вопрос решается. Но это то, что говорит Павел Казарин, это то, что не требует никаких даже вложений. Абсолютно. Это то, что бесплатно, но это то, что может привлечь и людей, которые живут в оккупации в Крыму, и крымских татар, которые на материке, и понимание того, что Украина движется в этом направлении. Топонимик это как раз один из самых таких
самых простых решений, которые были бы возможны, но мы видим, что это же символическое было бы решение. Конечно. То, что раздражает русских. Конечно. Это, наверное, прежде всего то, что невозможно. Это вот, ну, такое простое решение, казалось бы, и то сделать не могут. Это те индикаторы, которые говорят о том, что, как бы мы не хотели говорить о том, что конспирологическое мышление это все для трампистов и прочее, мы видим на самом деле, как вот эти вещи русской пропаганды, они пока хорошо еще уживаются в Украине. Давайте с 2016 года. В 2016 году речь шла чуть ли не о восстановлении автономии, ибо создана была Порошенко рабочая группа. Сегодня не то, что речь не стоит об автономии, сегодня речь стоит о том, чтобы АТР отправить на конкурс. Это мы в таком постепенном регрессе. Да. А следующее будет Меджлис. А потом нас надо будет всех посадить, по идее. То есть, по идее, то, что мы требуем крымско-татарскую автономию в составе Украины, это тоже сепаратизм. И по идее, если посмотреть по закону, и что на самом деле мы говорим, мы требуем автономии Крыма. Никто не будет читать, там они же далеко даже не считают, что Крым и так автономия. Он и так автономия в составе Украины. Только де юре фактически, да, это российская автономия, да. Но это же вот эти вот нарративные месседжи, они же забиваются, в принципе, в головы не только АТРом, они забиваются всем остальными. И мало того, что это сейчас для телеканалов это не монетизированная территория, она вообще никаким образом не берется в расчет. Это огромный провал, причем теми людьми, которые должны были за государственную национальную политику информационную отвечать. Причем растет целое поколение в Крыму, которое вообще Украину не знает. Вообще они уже получили с первых их паспорт уже российский, псевдо-российский, это АСВайс, и они уже там находятся, они уже учат российские законы. И мы вместо этого ударяем по ним тем, что мы, давайте еще отключим вам телеканалы украинские. 80% телеканалов украинских это не АТР. Это 1+1, это Украина, это ICTV, это СТБ. Это те телеканалы, которые вещали на Крым всегда. И люди смотрели, они привыкли, они слышали украинский язык. Они слышали политиков, кто-то нравился, кто-то не нравился, но они были в курсе того, что происходило. Их нет сейчас. А святое место пусто не бывает, оно забивается другими. Вот кто сейчас, они говорят нам про Донецк. Да, чтобы вещать в Донецке, никаких 50 миллионов даже не хватит. Никаких. Это кто был в этой зоне, даже военные все слушают российское радио. Потому что украинского радио нет. Это маленькие очаги, там есть армия ФМ, которая тоже перебивается на хлеб, на воду, хотя является государственной, как бы, да, но тоже на самом деле как бы добивается места под солнцем. Хотя, вот, пожалуйста, опять же, инициативные люди. Все, другие радиостанции нет. Херсон возьмите. Да вы до Херсона, до кольцевой дороги будете слушать украинские СМИ. Российские СМИ будете слушать, потому что с той стороны каждые 15 минут вдалбливают в голову, причем берут политическую повестку Украины и разжевывают ее на русский, так скажем, лад, определенно четко. В Генический район, там я уже не говорю, там на Ченгар или там Новоалексеевку, она просто пронизана, как голландский сыр, русскими радиостанциями. Казалось бы, с нашей стороны в национальных интересах было бы заглушить эти радиостанции. Но этим не занимаемся. Мы не занимаемся этим. Мы занимаемся тем, что мы будем глушить крымско-татарские и украинские медиа, которые вещают на Крым. Вот сегодня это выглядит так. А должно было быть наоборот, в идеале. Вы категорически не будете принимать участие в этом конкурсе. Рассматриваете ли вы вариант, что канал может быть закрыт? Может ли быть такое случиться? Мы уже с вами не дети, поэтому я на этот шаг конечно, не пойду. Я, конечно, вынужден буду, допустим, вот какие-то косты порезать. Вот сейчас я рассматриваю вариант, потому что израильская компания «Провайдер», которая вещает Лале, в том числе, а в холдинге, правильно сказал Осман, что здесь есть и Лале, и Мейдан, который всегда как-то получается у нас на задворках. Это мы как организм все-таки самое ценное стараемся все-таки сосредоточить в информационном вещании, потому что сегодня идет война. Хотя на самом деле и Лале то, что делает, и то, что делает Мейдан, не менее важно. Но мы там сокращаем и все себе собираем здесь. В ударный как бы кулак именно АТР. Вообще, по идее, конечно, Лале, вот если так пойдет, израильский провайдер нам выключит. Они нам поставили условия, они нам дали до лета, до июня месяца, ну, потому что мне пришлось написать письмо, ответить им на ответ на их письмо, потому что
Там очень четко генеральный директор компании-провайдера написал, что мы коммерческая организация, понимаем, что вы не можете платить, и мы вас уведомляем, что мы будем вас отключать, все такое прочее. То есть они... Ля-Ле может исчезнуть. Да, Ля-Ле уже должны были выключить 15 февраля. Вот они 15 февраля должны были выключить. Причем я еще не уверен, что его не выключат или нет. Потому что я написал письмо, но пока вот тишина, и надо отдать должное, все-таки они тоже входили в разное время, входили в разные положения. Потому что это же не первая проблема с оплатой спутника. В 2018 году, в 2019 году в конце вообще оплату спутников не оплатило государство, просто взяла и не выплатила эти деньги. А те деньги, которые на оплату спутника одного дали вообще в конце года, причем 29 декабря в субботу. Конечно, у нас отношения есть с банками, которые здесь есть, и с государственными, но в субботу купить валюту просто невозможно. И нужно было придумать, в принципе, есть механизм, как это можно было бы сделать, угнать на другой счет деньги, и потом 3 уже января можно было оплатить этими деньгами, уже купить валюту, оплатить. И получить уголовное дело. Да, и вот когда придет Рахунковая палата, вот здесь уже не будет рассказывать, там вы кондиционер поставили, а кондиционер не входит в студийное оборудование, потому что на нем не написано код технический, который... Это уже будет реально. И это знает любой, кто связан с бюджетом. Поэтому мы эти деньги вернули. Казначейство, в принципе, когда нам выдавало уже 29 числа, они сказали, вы до 3 поддержите, а потом, наверное, вернете, потому что, мы понимаем. Понимаю, что деньги выделили с возвратом. Да, с возвратом, да. И как бы мы до этого не кричали, хотя... Все-таки к вопросу о закрытии канала или сохранении, в каком его виде? Мы будем делать так, знаешь, вот если в организме кальция не хватает, то в первую очередь организм самое ненужное, в организме закрывает. Там вот он убирает какие-то там кости сначала, не тазобедренные, зубы. Зубы, да. Зубы, глаза, там, что там еще можно будет, откуда еще взять, что ненужный. Вот это то же самое нечто подобное. Сначала мы закроем Ля-Ле, нам придется закрыть Ля-Ле, потом придется закрыть Майдан, а потом уже будем сокращать тогда АТР. Но я надеюсь, что этого всего не дойдет, и даже близко к этому не дойдет, потому что все-таки мы верим, что мы сможем получить международную поддержку. И вот этот стресс нас укрепит. Помнишь, как вот мы тот, кто, когда нас стреляют, мы только увеличиваемся за счет того, что мощности того снаряда, который получаем. Международная поддержка, речь идет о каких-то странах Евросоюза? Или? Да, мы обратились сейчас в страны ЕС, обратились, вот Недим Халилов по ним помогает. Из Польши, да. Да, из Польши, да. И он тоже очень сильно так разоставлен тем, что то, что происходит, вот эта вот встряска каждая ненужная, причем такая, которая действует по имиджу Украины, именно бьет по имиджу Украины не только по Зеленскому там, или по Резникову, нет. Ничего здесь личного нет, определенного ни к Зеленскому, ни к Резникову. Мы вообще и фамилии Резникова бы не знали, если бы нас бы не передали в это министерство очередной раз. Как какой-то, знаете, там какое-то переходящее какое-то знамя. Нам передают с одного министерства в другое. С кем мы еще не познакомились в этом государстве. Давайте с этим познакомимся. Давайте познакомимся. Вот это бьет по имиджу Украины, потому что для Литвы это объяснять не надо, потому что Литва мгновенно раз, и оно сразу понимает зачем. На вашем канале вещается государственная политика Украины на оккупированный Крым. Все, это для нас важно. Все. Даже здесь вас надо, наоборот, холить, лелеять и ни в коем случае не мешать. Не лезть к вам. Наоборот, дополнять, укреплять, усилять. Все. Вот делайте свою работу. Но мы же с вами здесь не сидим, не занимаемся там рекламой контрацептивов каких-нибудь. Это самая коммерческая история. Могли бы это сейчас сделать. Или давайте нам предлагали, возьмите рекламу спиртного. Я как там, приватный же телеканал, ничего личного. Там, крымские татары, что крымские татары? У нас же есть и те, кто спиртное принимает, в конце концов, тоже. Я мог бы на это съехать, давайте будем пиво рекламировать. Почему нет? Интересно, как это будет реагировать наш муфтият, который отсюда тоже вещает каждую пятницу и проповедует на Крым то, что тот муфтий, которого русские там сохранили, это не муфтий, а муфтий здесь. И то, что муфтий должен быть с Украины. Как это в государственную политику ляжет, и как это ляжет в частный, нечастный телеканал. Вот здесь ты должен выбрать, ты умный или красивый, кто здесь? Ленар Ислямов сейчас сказал о том, что мы бы и фамилии Резникова не знали. На самом деле фамилия Резникова и Власенко стали известны всей Украине в 2004 году. Во время противоборства Ющенко и Янукович третьего тура это как раз те юристы,
Сергей Власенко и Алексей Резников, которые выиграли в Верховном суде дело Ющенко и привели к третьему туру, на которых и Ющенко стал президентом Украины. И вот как сталась вот такая вот ирония судьбы. Один из них, автор вот этой поправки, не переименовывать коммунистические названия в Крыму до деоккупации. Фактически там речь шла о 75 названиях топонимий в Крыму, из которых 70 крымско-татарских. Вот таким образом подыграли России, чтобы на территории Крыма никакие крымско-татарские названия не появились, не возвращались. А Алексей Резников оказался вот автором конкурса для телеканала АТР. Два юриста оранжевого периода, оранжевой революции, вот таким образом оказались в судьбе крымских татар оба задействованы. Связано ли это с какими-то общими бизнесами этих людей в России? Или это тоже из теории? Я думаю, что конспирология вообще это удел слабых, да, как Черчилль говорил. Но я надеюсь, что все это мы вот в эту игру нам не придется играть, потому что я бы вообще больше всего не хотел бы там вот именно в частностях, там, знаешь, там вот Резников там, или там Мирошниченко. Нет. Проблема это то, что это нас задевает. А раз задевает, офис президента должен был отреагировать молниеносно. Он должен был набрать там, неважно, чья фамилия там стоит в строке министр, неважно. Сегодня Осман, завтра Ленур, третий, послезавтра какой-то там Игорь, Андрей, неважно. Этот человек должен мгновенно реагировать, потому что это затрагивает национальные интересы. Но если приезжает председатель Меджлиса и лидер крымских татар, и руководитель телеканала приезжает навстречу, и их не слышат, тогда это министерство зачем? Какой реинтеграции территории может идти речь, если к вам приехали люди, которые отвечают за целый народ? Это целый народ, который там и который говорит, и мы знаем, о чем у него есть легитимные права на то, что заявлять международным правом, Резников, которым должен был быть знаком о том, чей Крым. И зачем Крым? И это говорят люди, которые приходят к нему сами, хотя вообще он должен был приехать в Мустафа. Вот я вообще правильно, да, вот у нас все-таки этикет к взрослым людям ходит, наоборот, говорят там евдеотарнас безозмус барарах Мустафарлике. То есть это же важно, потому что для нас и это очень тоже важно. Бородянский сам приезжал. Бородянский сам приезжал. Это, вот он уже понимал эти тонкости, да, потому что все-таки взрослый человек поднимается, идет пешком. Он все-таки это уважение. Как вы относитесь к Мустафе Джемилеву, точно так же вы относитесь ко всему крымско-татарскому народу. У нас эфир подходит к концу. Все-таки, если попробовать немного поиграть в те правила, которые предлагает Алексей Резников, вот вам больше всего забрасывают в том, что они хотят понимать, как реализуются государственные деньги на эти программы. У вас есть встречные предложения? Там, создать наблюдательный совет или принять отдельный закон про АТР с тем, чтобы зарплаты, в том числе сотрудников, включить в гарантированную часть финансирования? Было сказано, да, вот какие-то вещи. Что вы предлагаете им, в свою очередь? Я устал предлагать, и это просто бесконечный процесс. Оплата спутникового вещания вообще не должно подвержено быть никаким конкурсом. Это спутниковое вещание входит в лицензию телеканала. Да. Все, это табу. Вот Черноморка вещает на спутнике, вот надо выдать субсидии по 26.10 Черноморке на оплату спутника. Оплатила Черноморка, пришли, отчитались, что вот оплата, вот получается, вот счет, вот получатель, вот отправитель. Все. Дальше. Аренда вот этого помещения. Студии. Оплатили, вот, пожалуйста, вам счет на оплату аренды, все. Здесь нет никаких проблем. Сотрудники, вот они тоже есть, у них у всех есть карточные счета. Дали денег, оплатили сотрудникам всем зарплату. Что может быть проще простого? А не лепить, нам сказали, мы не можем оплачивать сотрудникам зарплату, потому что это не державное предприятие, это частное телевидение, мы не можем напрямую давать зарплату, мы можем оплачивать вот тот спутник, аренду и производство контента. Хорошо, вот, пожалуйста, вам контент. Вот мы сами выбрали, как крымские татары, у нас же все-таки здесь свой совет на телеканале. Если мы с тобой понимаем, что это Гульнара Бекирова, лучше нее никто не сделает историческую программу, да никто, русские пытаются сделать в Крыму, на Код ТВ не могут, до сих пор это не летит, не взлетает. Да потому что таких людей, которые в теме, их единицы вообще бывают в истории, они выстреливают вот так, а мы им говорим так, выстрелили, ничего страшного, давайте вы еще доказывайте, кто вы такой. Это сейчас пришлось бы там
там, я не знаю, там, Намановичу Биджихану доказывать, на самом деле, какой он муфтий, или какой он председатель Меджлиса. Или, представь, не дай бог, Гаспринскому пришлось бы рассказывать, на самом деле, как он собирается, на каком конкурсе им надо было участвовать, чтобы выпускать терджиман. Хотя у него тоже проблемы с финансированием были, и мы в исторической ретроспективе это видим, что и любое национальное медиа или национальное какое-то издание, оно подвержено определенным нападкам таких вот стран, как Россия. И тогда Россия мешала, и сейчас. И сейчас Россия мешает через то, что давит на определенных чиновников, может быть, не непосредственно прям на интеграции, а опосредованно. Мы уже научились, как у нас говорят, там, «Асрет Япалар», вот это вот, мы знаем, как это происходит. Поэтому тут, наверное, ответ будет проще, когда не знаете, как поступать с коренными народами, открываете Конвенцию о защите прав коренных народов, подписанную Украиной, открываем раздел СМИ и видим о том, что в силу исторических причин коренные народы бывают малочисленны. И поэтому контент, производимый коренными народами, иногда он не может в никаких конкурсах может не участвовать в силу того, что теми или иными проблемами занимается один единственный человек или одна единственная организация, и СМИ может быть одно единственное, и поэтому конкурсы, которые предлагает власть, они просто отдают цинизмом. Это вот все то же самое, что я сказал в начале программы. Это как, когда вопрос стоит о автономии крымских татар, каждый раз говорить о болгарах, греках, немцах, венграх, не понимая о том, что есть национальные меньшинства, которые получили свою государственность в рамках других стран, есть коренные народы, права которых регламентируются совершенно другим образом. Я бы хотел добавить, что поблагодарить тех зрителей, которые вот сегодня в марафоне и вчера, и позавчера вообще вот эти вот недели поддерживали нас. И вот этот ваш голос в лице вот этих вот денег, которые вы присылаете на карточки, очень важен, потому что мы можем оплатить аренду журналистам, оплатить газ, свет, ну, то, что является коммунальными услугами на телеканале, это очень важно. Поэтому я благодарю всех вас. Те, которые не могут ничем помочь, вы хотя бы подпишитесь на телеканал в YouTube, чтобы мы могли больше расшаривать наше видео, которое у нас есть. Это я говорю про материковых сейчас украинцев, те, которые понимают, зачем нужен Крым. И что Крым — это все-таки не санаторий и не чебурек, а это родина коренного народа, крымских татар. А мы часть этого народа здесь, на материке, и мы здесь Крым. Вот как вы поступаете с нами, так вы поступаете с Крымом. Это АСЭ-ВТР, марафон. Оставайтесь на нашем канале. Салют. В какой скандал при дворе был втянут сам Джанибек Герай? Как ему удалось предотвратить новый государственный переворот и выстроить отношения с новым королем Речи Посполитой? На этот раз посольство в Краков возглавляет приближенный хана Ибраим Бей. Джанибек поздравляет Владислава и заверяет нового короля в дружбе. Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 13 февраля, в 17:35 по киевскому и 18:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Джанибек Герай I, часть 8. Блокування фінансування під прикриттям неіснуючого конкурсу. Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі нашого телеканалу назвав ті компанії, які, за його словами, начебто претендують на 50 мільйонів бюджетних гривень. Це гроші, які були виділені з держбюджету на підтримку телеканалу АТР. До урядовця вдалося додзвонитися вчора в ефірі програми «Прайм Муждабаєв». Міністр Олексій Резніков заявив, що це Чорноморська телерадіокомпанія та навіть Крим Реалії. А телеканал АТР, на думку Резнікова, може претендувати на половину цих грошей. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників,
що сповіщують на окуповані території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує українською мовою, від Крим Реалії, від Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсирує? Я прошу? А їх не Конгрес США спонсирує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії, письмовий. Така заява урядовця здивувала головного редактора Крим Реалії. Компанія фінансується Конгресом Сполучених Штатів, а брати кошти з інших держав забороняє американський закон. Друзі, колеги, щоб уникнути хибних трактувань і зайвих запитань, як головний редактор Крим Реалії одразу поясню, що редакція Крим Реалії Радіо Свобода не зверталася до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із запитами на фінансування з програми, яка спрямована на підтримку єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Також не плануємо цього робити. Одиночний мовчазний пікет на підтримку АТР. До Харківської обласної міської ради вийшов чоловік із закликами забезпечити фінансування єдиному кримсько-татарському телеканалу. Звернення були написані на листках, а чоловік був одягнений лише у вишиванку та шорти. Таким незвичайним чином чоловік вирішив підтримати кримських татар. Він пояснив це тим, що повертає борг, те тепло, яке український Крим дарував йому до російської окупації. Активіст навіть звернувся до президента Володимира Зеленського, щоб той не розповідав про те, як би захищав Крим у 2014 році. На інших листах були гасла «Сейф АТР», «Голос Криму має бути в ефірі» та «Наша перемога починається з захисту патріотичних телеканалів». Кримсько-татарський народ довів, що він є єдиною надійною опорою України в окупованому Криму. Голова Конституційного суду Литовської Республіки Даніус Жалімас виступив на захист АТР. Він наголосив, що телеканал виконує державну місію, будучи джерелом правдивої інформації для окупованого півострова. Тому втратити АТР означає зробити великий крок назад на шляху по деокупації Криму. Я думаю, як по Конституції Литви, так і по Конституції України государство должно способствовать развитию своего информационного пространства, должно способствовать той некоммерческой миссии таких телеканалов, как АТР, которые на самом деле осуществляют и государственные задачи. Я думаю, что телеканал АТР является символом крымско-татарской борьбы за свободу на своей исторической родине, символом и самой Украины, которая борется за оккупацию Крыма. Поэтому потерять телеканал АТР в настоящих условиях – это значит сделать большой шаг назад на пути деоккупации Крыма. В Україні є один кримсько-татарський телеканал. Журналіст Сергій Мельничук приєднався до флешмобу «Сейф АТР. Голос Криму має бути в ефірі». На своїй сторінці у Фейсбук він поділився: «Хтось хоче, щоб виглядало, що АТР не витримує конкурентної боротьби». Чисельність кримських татар в Україні близько 300 тисяч. В Україні є один кримсько-татарський телеканал, але на його фінансування в держави немає коштів. Або хтось хоче, щоб не було, або хтось хоче, щоб виглядало, що він не витримує конкурентної боротьби. Думаю, не в мене одного багато питань щодо першого кримсько-татарського телеканалу, правда? Захистимо голос кримських татар. Брати Капранови записали відео на підтримку першого кримсько-татарського телеканалу. Вони зазначили, що АТР треба захищати не тільки тому, що це інформаційна зброя у війні з окупантами. Чому треба зберегти канал АТР, канал кримських татар? Не лише тому, що це інформаційна зброя в інформаційній війні, яку ведуть проти нас сьогодні для того, щоб відхапати у нас Крим. Є інше, воно головне, тому що кримські татари або ж кримці – це корінний народ України, це один з засновників нашої державності. І ми, українці, як чисельніший, як міцніший народ, ми повинні нести відповідальність за них. І ця відповідальність якраз дати їм змогу розвиватися як окремому народу, який живе поруч з нами. АТР – це голос кримського народу. Ми не маємо права позбавляти їх
голосу. Тому збережемо АТР. Ще 16 російським телеканалам заборонили трансляцію у Латвії. Про це у своєму твіттері написав глава Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболінч. Серед виключених зі списку трансляцій телеканалів, зокрема РЕН-ТВ Балтік та НТВ Мір. Офіційною причиною рішення назвали те, що Національна рада не знає, хто представляє ці телеканали в Латвії, та чи хотіли би вони продовжити транслювати. Як АТР повідомляв раніше, також в Латвії з 15 лютого тимчасово припинить мовлення пропагандистський телеканал «Росія РТР». Національна рада з електронних медіа зафіксувала розпалювання ненависті по відношенню до України, тому заборонили їм трансляцію на рік. В окупованому Криму фіксують зростання смертності серед немовлят. За даними Росстату, за 2020 рік на півострові померли 103 дитини у віці до 1 року, а це майже на 16% більше, ніж у 2019 році. Окрім цього, окупанти фіксують зниження народжуваності. За минулий рік народилося на 346 дітей менше, ніж у 2019-му. Генконсул України Тарас Малишевський відвідав 12 кримських татар, які через політично вмотивовані справи знаходяться в СІЗО Російської Федерації. Про це Малишевський розповів телеканалу АТР. За інформацією дипломата, він зміг відвідати фігурантів 2-ї Бахчисарайської, Красногвардійської та Алуштинської груп так званої справи про тероризм. За словами Тараса Малишевського, змін зовнішності не помітив, але потрапити до бранців Кремля вкрай складно. Потрапити до хлопців досить важко. Російська сторона визнає їх громадянами РФ, і до українського консула ставлення досить жорстке в розумінні тому, що для них вони громадяни Російської Федерації, для нас же це наші громадяни. Зустріч дає можливість перевірити умови тримання, стан здоров'я, кому потрібно нагально надати матеріальну допомогу, вирішити якісь ключові проблеми, які, на жаль, він не може вирішити із адміністрацією колонії. Наразі консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зі своїм колегою Юрієм Довгулою їде в Ставропольський край, щоб зустрітися з Володимиром Дудкою, обвинуваченим за так званою справою севастопольських диверсантів та засудженого на 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Рімзі Міметовим та Енвером Мамутовим, фігурантами так званої справи про тероризм, яких засудили на 26 років в цілому, та фігурантам так званої справи батальйону Номана Челібіджіхана Ділявєром Гафаровим та Айдином Мамутовим. Окупанти накрили великим калібром позиції поблизу Південного, що на Донеччині. Били мінометами 82-го та 120-го калібру. На підступах до Авдіївки, Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем. Обійшлося без втрат з нашого боку, а на всі 7 ворожих обстрілів українські бійці відповідали вогнем. Крім того, розвідка доповідає про активну підготовку по той бік лінії фронту. Російське командування з Південного військового округу перевіряє готовність своїх окупаційних підрозділів. Проводиться комплекс заходів у рамках тижня бойової та мобілізаційної готовності. У тому числі звірка так званого приписного особового складу у військових комісаріатах окупаційних адміністрацій. Крім того, противник приділяє особливу увагу підготовці артилерійських та мінометних підрозділів та здійснює уточнення цілей на передових позиціях підрозділів об'єднаних сил зі складанням бойових графічних документів.